звездами. Жду удачи, считаю сдачу. Уже того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за звезду Привет всем. В эфире ДКС. Так, сейчас тут кое-что врублю. Да, марафон стримов по ДКС. Так получается, что тут много всего интересного. Стронг, привет. Я тут ролик записал еще для вас. Будет интересно вам посмотреть, но это чуть позже. У меня маленько другие полеты. Я же это, как бы, вот сейчас мы играем, тут все строго по приборам, там, а стоит мне только одному начать, мне вообще пофиг, блядь, я на крышу могу посадить, если захочу. Да шучу, конечно, ну, да, у меня получилось там некоторые ситуации, не буду рассказывать, я записал, я вообще удивился, что это записал, и наконец-то это попало в кадр, просто некоторые не верят, думают, что со мной что-то не так, с полетами, вы сами убедитесь в этом. В игре есть одна особенность маленькая здесь. Да я потом ролик выложу, посмотрите. Не все так просто, как кажется. Так сказать, вопреки стандартам. Я здесь. Я начинаю? Да, подожди, я тут еще не сказал. Так, ребят, сегодня опять тренировочные полеты. Я осваиваю все самолет. Грача. А обычно же да, грач будет. Может Так быть, точно. на обычном летать. Угу. Ну, давай рассказывай, что сегодня будем делать. Камеру смотришь? Надо тебя включить. Веб-камеру надо смотреть. Надо именно веб-камеру смотреть, да. Я подготовился. Блин, ну, у меня она подлагивает Discord. Ну, Так, ладно, чтобы давай на пальцах тогда было вот так понятно. вот сделаем сейчас. Наблюдение выключил. Сейчас. Так, здесь я некрасив. Шучу. Так. Все нормально. Ну, смотрим, ладно, в камеру. Давай. я потому что знаю, с чем обычно вопросы возникают. Показывай мастер-класс. Сделай Вот. бочку на нем. Дело не в бочке. Дело в штопоре. Как его правильно выполнять. Когда ты прилетишь в зону, Подожди, тебе надо какой будет... штопор? Ты мне Ми-24 показываешь или... А, я не Ты то не туда смотришь. Блядь. Ты где-то смотришь. Подожди, а чё я... блин, я не того смотрю. Веб-камеру смотреть надо. А, тебя надо смотреть, все, я понял. Да, Я-то да. думал, там вертолет летает. Нет, я на модельке самолета покажу. А, мы будем на таком сейчас летать? Нет, просто это попалось мне. Да шучу, я, конечно. Давай, рассказывай. Вот.
чтобы выполнить штопор, тебе надо будет замедлиться до минимальной скорости, приподнять нос. И далее тебе необходимо будет взять ручку управления до упора на себя. До упора на себя. А педаль задавить до упора в сторону. До упора в сторону. В ту сторону, в которую ты хочешь начать штопор. Можно влево, можно вправо. Ты имеешь в виду, чтобы у меня самолет пошел вверх и куда-то с отклонением, что ли? Он у тебя сорвется. Движения у самолета будут следующие. Он завалится на крыло при левой педали. И начнет делать витки. Твоя задача сделать 2 витка. Из кабины насчитать 2 витка. Раз виток. 2 Мне же виток. надо будет, смотри, мне надо будет выйти из этого состояния. Это надо же, смотри, это какую высоту? Я тебе сейчас объясню. Войти в это состояние. Ты приходишь на высоте 4000 метров. Гасишь скорость на малом газу. Как только скорость подходит близкой к минимальной, ты тянешь ручку на себя, а педаль до упора в сторону. И надо удерживать орган управления в этом положении все то время, пока выполняется штопор. И стараться не работать креном. То есть по крену ручка в нейтрале. Просто она на себя до упора. И самолет идет в штопор. И ты считаешь раз виток, 2 виток. И после второго витка органы управления надо поставить в нейтральное положение. Педаль и ручку поставить в нейтральное положение. Самолет начнет лететь отвесно вниз. Он наберет скорость. Порядка 400-450 Смотри, а км. вот при вот этом всем тяга сколько должно быть? На минимальном. На минимале. То есть самый ноль убрать её, да? При вводе в штопор, перед вводом в штопор ставишь тягу полностью в ноль. Полностью убираешь. То есть Малый как газ. задираю, тягу уже убираю, да? Ты уже вошел в зону, и чтобы загасить скорость, ты сразу убираешь тягу полностью. То есть 4000 метров набрал в зоне Ты же пилотажной. будешь комментировать это? Ты же мне будешь там Конечно говорить? буду. Ну, Да, я тебе, просто всё. я тебе просто показываю то, что он у тебя станет отвесно, наберет скорость порядка 400-450. И в этот момент надо его выводить в горизонтальный полет, не превышая перегрузку и углов атаки. Мгм. Если ты превысишь перегрузку и угол атаки, он повторно может сорваться в штопор. Ну, понял. Тут, видишь, зависит от высоты, я так понял, да? Вот. При вводе в штопор на 4000 метров и выполнении 2 витков в горизонтальный полет ты должен выйти на 2000 метров. Ага, то есть у меня 2000 метров только всего на все про все, да? При правильных действиях ты окажешься на 2000 метров. Вот. Если ты окажешься на другой высоте, я потом проанализирую и объясню, почему ты оказался на другой высоте. Дальше. Что такое вираж? Вираж – это разворот самолета. Да. Вираж – это самолет. Разворот самолета на 360 градусов. Без изменений высоты. С постоянным креном. То есть ты становишься на какой-то конкретный курс для тебя, ставишь его в крен, и во время выполнения виража стараешься выдерживать крен, и ручкой от себя на себя стараешься сохранять высоту. И ты должен вернуться обратно на тот же курс, на котором начал его вводить в вираж. У тебя будет серия виражей с разными кренами. Следующий момент. Пикирование. Горка, понятно. Горка это в постоянном положении идешь, и либо по достижении заданной высоты, либо по уменьшению скорости выводишь его, например, в горизонтальный полет. Либо мы переводим его сразу в пикирование. Пикирование самое важное. Нельзя вводить самолет в пикирование ручкой от себя. Так не делается на самолетах. Точнее, так делается при угле пикирования не более 20 градусов. Если у тебя в задании сказано пикирование с углом 30-40 градусов и более, ввод в пикирование выполняется либо полупереворотом. Ты задаешь глубокий крен и опрокидываешь креном самолет вниз. По достижении заданного угла пикирования выводишь его из крена. И прямолинейное снижение в пикировании. Либо 2 последовательными полубочками. Из горки, например, выводим. Берем, раз полубочка, опускаешь нос на нужный угол тебе, и вторая полубочка, и пикируешь.
ручкой от себя в пикирование никогда не вводят. Якут, я это все не запомнил. Давай хотя бы с одного начнем. Объяснить, почему так не вводят? Ну, объясни. Потому что у тебя вся маслосистема, вся топливосистема, все жидкости в самолете и в теле твоего организма, кровь, прильются вверх. Твой организм на это не рассчитан. И организм самолета на Я это не понял, рассчитан. перегрузка для пилота, так скажем. И для самолета. И для самолета. Мгм. Вот. Боевой разворот. Чё это значит? Боевой разворот — это разворот. Я просто На сейчас это обратный всё не курс. запомню. Давай хотя бы два упражнения. Я тебе должен модель показать фигуры. Боевой разворот — это разворот на обратный курс с набора высоты. То есть, как бы спираль вводим его и должны выйти на обратное направление с набором высоты. Мгм, мгм, Это боевой разворот. мгм. Чё, все пока? Метод возврата на аэродром. Сейчас я переведу трансляцию на экран. Что там Видно было? белый лист? Нет, у меня что-то ничего не появилось. А я стрим включил в Дискорде. М, Переключи с веб-камеры на стрим. Ага, вижу. Так, подожди. Мгм. Вот наша полоса, допустим. Ну, я рисую, как получается, да? Хорошо. А садиться Что ты у меня пропадаешь? садиться надо сюда. Пилотажная зона здесь, в квадратике, например, да? Тебе надо будет вернуться на центр аэродрома. И от центра на высоте 1200 метров. И отсюда тебе надо взять отворот на расчетный угол 20 градусов от обратно-посадочного. 20 градусов. Со снижением 600 метров до 600 метров. На дальность 16 километров. Выполнить правый поворот на посадочный курс. То есть такая петелька получится. Мгм. Это если с этой зоны. Если ты летаешь где-то на полигон, Что ты у меня пропадаешь? Либо ты прекращаешь сам говорить, либо прерывает связь. если с другой стороны возврат, то, соответственно, в другую сторону расчетный угол. Надо, главное, запомнить 20 градусов от обратно-посадочного. У нас взлетный курс 40 градусов. Мгм. Смотри, эти градусы, это же вот этот прибор, который снизу, там типа как компас, да, по нему смотрим. Да, эти это, градусы. это твои направления, да. Взлетный курс 40 градусов. Обратно-посадочный, то есть посадочный курс 40 градусов, взлетный курс 40 градусов. Его обратный курс это 220. Мгм. 20 градусов от обратно-посадочного, либо в ту сторону. Если ты летишь в эту сторону, то это получается 200 градусов курс. Если в эту сторону надо выполнить отворот, то прибавляем 240 градусов. Мгм. Вот. То есть возвращаемся на аэродром, на центр его, и уходим вот этим курсом. И на дальности 16 выполняем поворот на посадочный курс, выпускаем шасси и заходим на посадку. Все. Сейчас Данила... и сейчас проверим радиосвязь как раз. Сейчас Данила снимет с паузы. Так, ну все, я перехожу тогда в режим стрима. Блин, ну много всего рассказал, конечно. Ну, то, что ты рассказал, это все красиво звучит, конечно, но выполняться-то это будет все равно не сильно красиво. Ну, я понимаю, я но постараюсь, конечно. я тебе основные принципы объяснил, что нельзя в пикировании ручкой от себя давать, да? Что вираж это разворот на 360 градусов. Да, снимай, Данила, с паузы. Мы проверим сейчас радиосвязь. Будете лететь на H2? Да, конечно, на Apache сейчас взлетим. У тебя появились красные надписи в левом верхнем углу ДКСа? Да нет, конечно, у нас Су-25. Ребят, мне подарил Иркут Су-25 обычно. Я же на этом на 25Т летал. Что ты говоришь? У тебя появились красные надписи в левом верхнем углу
ДКС. Или желтые. Сейчас, подожди. Да, на красные появились. Я еще не запустился. Сейчас я запущу программу. Мне же надо запустить ее. Да. Connect, да? Connect, да. Объясни, что за программа. Это типа как связь в игре будет, радиосвязь. Да? Совершенно верно, да. Все, Это я связь в игре. запустил ее программу Connect. А, он не коннектится. Что-то, подожди. Ну-ка еще раз. А, вот. Сервер Иркут. Connect. Так. К серверу подключился, да? вот. Зелененький. Так, ну там, да, в программе, а в игре красное все горит все равно. Нет, он Сейчас отсоединяет меня почему-то. Соединяет? Да. Он, я вот смотри, нажимаю Connect. Он что-то грузит. Дима, ты... Ой, Данил, никаких VPN не включал? Нет. Нет, он меня что-то скидывает, прикинь, вот опять он. Меня тоже скидывает. Сейчас сервак проверю. Мгм. Блин, слушай, ну неплохо в Тарков погоняли дня 2 назад, до сих пор играем. Блин. Escape from Tarkov, короче, думал, поиграю. Интересный вайп. Ты ее запустил? Так, давай еще раз спробуем. Данил, а почему может к серверу не коннектиться Я нормально? вот... Так, У ребят, Данила спрашиваю. сейчас, пока разговаривать между Да. собой. Сейчас. Вот для тех, кто на канал только прибыл или до сих пор не может рубиться, там симулятор, да как так? Год назад я летал. Не, ну, вроде как успехи были, все, я прям погрузился в эту игру. Я погрузился до такой степени, что я хотел играть с одной жизнью здесь в этой игре. То есть я убирал уязвимость у пилота. Вот, я потерял пилота даже, кстати. У меня была карьера. Здесь, кстати, карьеру можно создавать. Помимо как вот с ребятами сейчас мы играем, тут у них там своя карьера, какие-то лейтенанты, летные книжки, все. Здесь можно играть одному. Создать пилота, убрать уязвимость и все вот эти медали, достижения, все на протяжении любых миссий. Вообще без разницы, там, в редакторе, в компании, без разницы. То есть ты пилота своего качаешь, звание ему поднимаешь, все. Вот, но столько стоит убрать эту уязвимость, как она, ну, короче, бессмертие. Любое крушение вообще, все, ты его потерял. Так. Ну и я потом забросил. Сделал паузу, отдохнул, ну вот сейчас опять играем. Да, я здесь, пацаны. Че вы там? Мгм. Че? Что-то сервер не работает, СРС-ки. Да и давай без него, что у нас теперь? Мы вчера же играли, нормально без него играли. Невелика потеря. Да? Или что? Ну, там, конечно, надо будет все равно разобраться. Кореш. А что такое? У тебя нету такой темы, смотри, вот тебе люди добавляются в Discord, но почему-то ты ему роль не можешь ничего выдать, но он у тебя почему-то в чате отобразился, как типа это, появился. А я не заморачиваюсь над этим. Ты им разве роли не выдаешь? Ну, там иногда я не заморачиваюсь. Там есть какие-то роли, там всякое такое, но я не заморачиваюсь. Блин, что-то странно, какая-то фишка новая в Дискорде. Так, ну что, я вырубаю тогда этот СРС, он не работает, да? Ну, вот что-то на серверной стороне у нас какой-то... А какая-то что, у нас проблема. без него не получится полет? Это что-то прям... Получится, просто мне надо с этим разобраться, потому что это 100% должно работать. Ну, разберешься. Особенно, когда здесь народу ну, больше. Давай тогда уже займемся чем-нибудь, потом уже разберетесь. Просто он не работает сейчас, что мы будем с ним? Или сейчас надо его? Ну, не получится сегодня его посмотреть, потом посмотрим, какая разница. Я полет сегодня, я что-то с утра проснулся, вчера же мы летали, я что-то меня бомбануло, я уже психнул, думаю, да нахер мне тут грач нужен, пошел я на 25-ке Т летать. Я сегодня с утра проснулся, бля, нет, я не должен
психовать. Надо это, ну, как бы достичь результата. Я что, зря целый день потерял на него. Ну и думаю, ладно, запишу сам пару полетов. Только я сделал по-другому. Я, во-первых, небольшое сравнение сделал Су-25 и Су-25Т. То есть моя задача была в чем? Произвести вылет на одном самолете, две цели всего в общем, и поделить эти две цели на каждый самолет. То есть на одном самолете вылетаю, цель устраняю, возвращаюсь, сажу самолет, меняю штурвал, ну, сажусь в другой самолет, взлетаю и добиваю вторую цель, и опять же посадка. Я думал, это все просто будет. Нет, там весело. На Граче, да, нормально отлетал, все, но на 25Т это будет весело, поэтому интрига. Там веселуха вообще. Не, по целям хорошо отработал, нормально. Там будет на аэродроме веселуха. Чуть позже ролик загружу. Блин, куда у нас Саня делся? Саня! Здесь я. Ты Здесь че там пропал, блин? Занимай борт. Я борта вижу. Ну все, я вырубаю, да, этот СРС? Пока что да, я с Всё, ним разберусь самое отдельно. главное. Пока будешь летать, я буду А вот пытаться эта с ним табличка, разобраться. она будет мне тут постоянно теперь? Нажми левый Ctrl Shift Escape пару раз. При открытой игре. Левый Ctrl Shift Escape. Да. И все равно красный текст остался. Еще раз. Левый До тех Ctrl пор, пока не Shift. пропадет. Да, несколько раз, пока не пропадет Все, полностью. нажал. Так, сервер тот же, который был, да? Да? А где тут вот только избранные. Мгм. Там вас два. Мгм, вижу. Всё, пойдем. Да, джойстик маленько поднастроил. Но это все, это оптимальный вариант. Я его сегодня настроил и для Су-25, и для Су-25Т. Больше я уже не смогу его никак настроить. Вот. Но все же проблема у меня не в джойстике, как я сегодня полетал и понял, а в обзоре. Вот. Просто хреновый обзор в Граче для меня. Сильно далеко от цели. В этом сложность. У вас какие-либо там что-то по плану должно, наверное, быть, а вы на меня отвлекаетесь. Нет? Ну, потому что нам это надо. Это важно. Я, вот, Если знаешь, ты летаешь, значит это важно. Я просто, видишь, я не хочу оказаться таким человеком. Я же просто тебя изначально предупреждал, что да, мне игра интересна, все, но имей в виду, что я прям не хочу прям погрузиться в это и забросить другие игры. Вот что. Я давно здесь нахожусь, и я привык, не возлагать больших надежд на людей. Ну, то есть, нормально, если я буду там, и здесь, и... Конечно, да, Ну, всё, конечно, нормально. самое Пока главное. ты здесь, я знаю, что я должен делать. Пока тебя здесь нет, я тоже знаю, что мне делать. Ты так говоришь, должен. Ты мне ничего не должен. Ты мне Вот. даже самолет не должен был. И вот... На этом аэродроме я все должен. Вот на этом аэродроме, куда ты сейчас появишься. Пока ты на этом аэродроме, я знаю, что я должен делать. Я знаю свою работу. Не, ну, блин, работа это как-то жестко сказано. Спасибо тебе за самолет еще раз большое. Видишь, я его третье лицо только видел. А сейчас вот в кабине посидел, но он классно смотрится, конечно. Так, что мне выбрать, как где? В самом верху? Тебе надо выбрать... Позывной Буран. Кстати, да. Тут как бы все так у нас серьезно, не просто так. У меня даже летная книжка, вот Саня говорит, будет, если я буду нормально летать. Она есть. Она уже есть. Да, вплоть до того, там имя, фотография, все. Также у меня свой позывной, мы с ним долго... У тебя даже жетон есть, у тебя даже военный жетон да, есть. у меня позывной Буран, 409 у меня цифры, я выбирал, долго думал. Буран 409, вот. Ну, пришлось такие цифры выбрать, они с датами. Короче, я что-то хотел с днем рождения своим выбрать цифры. И вот у меня в дне рождения мелькает цифра 409. Ну, вот я подумал, 409 пускай будет. Вот, а Буран, не знаю, мне как-то позывной этот понравился. Буран. Что такое Буран? Буран связан со снегом что-то, да, такое Буран. А я вот из Сибири. У нас вот как Сибирь. О, Сибирь, там зима, морозы и Буран, блин. Ну, почему бы не Буран? Так, брифинг. Все, выбираю Бурана. А КБП что такое? Это курс боевой подготовки, в данном случае штурмовой авиации.
То, чем ты будешь сегодня заниматься, этим занимаются в мирное время строевые летчики. В реальности. Что хотел еще сказать, просто мы вот начали так резко со вчерашнего дня. Вот, и объяснил, что мне нужно делать. Я вообще объясню, вот Иркут, Саня, он очень... ну, ты прям поклонник авиации, ты любишь ее, да, прям сильно. То есть ты прям изучал все подробно, все приборы. Я вообще удивился, как этот человек не летчик. Он просто реально, он прям, ну, он как будто летчик, он все знает, все прям разбирается, Нет, я все не читает, всё. прям, блин, это надо так любить, эту игру, просто он так погружен в нее. Это классно, наоборот, то есть вот к таким людям, конечно, надо тянуться в плане там команду или что, чему-то да научит. То есть не просто До сих там пор учусь. вот этим заниматься, вот как я вот, ну, а что-то узнаешь. Вот, допустим, я вот вчера у него узнал там, как по приборам летать что-то, а то я он как бы приборы-то смотрел некоторые, но не все. Ну, а тут вот, видите, уже чему-то да научишься. Так, ну, ладно, перейдем тогда к делу. До сих пор учусь. Не, ну это понятно. Если, Лёш, если ты считаешь, что ты все узнал в авиации, тебе лучше уйти из профессии. Есть такая фраза. Ну, я понял тебя. Про водителей грузовиков, кстати, то же самое говорят. Ой, да не говори, я вот сколько ездил уже за рулем. Если ты считаешь, что ты профессионал, лучше уйти из Вообще, профессии. мы Это никогда опасно. не считаем профессионал. Я вот даже общаюсь, у меня друг есть тоже, по интернету общаемся, Олег. Вот, он, кстати, у нас в группе администратор. Ну, вот он вообще за рулем автобуса ездит. И вот сколько он ездит, он постоянно он что-то да познает тоже. Поэтому что-то да новое. Так, я нажимаю старт. Да. Сегодня мы работаем с взлетно-посадочным Чё у нас с курсом 40 градусов. Текстуры грузятся? О, прогрузились. Здесь очень много объектов, я так понимаю, пока они сейчас прогрузятся все. Угу. Ну все, рассказывай. Сегодня работаем с взлетно-посадочным курсом 40 градусов. У тебя в планшете есть порядок выполнения данного упражнения. Но я в полете тебе могу подсказывать, что ты должен делать. Просто знаешь, что у тебя есть порядок выполнения упражнения, и у тебя запрограммирована пилотажная зона. А также эта пилотажная зона у тебя есть в планшете отображена схематично. Если бы ты включил мне трансляцию в Дискорде, я мог бы очень быстро реагировать Без проблем. и рассказывать. Да. Я, кстати, вот все, что ты мне говорил вчера, все эти кнопки, я все это запомнил. Так, Виннинстон. Вот. Да, все, пролистни до карт. Куда-нибудь листай, или просто не помню, где они. В другую сторону, в другую листай. Стоп. Назад. Назад, еще. Еще. Что-то мы не туда, по-моему, стали листать. Ты просто Взлет, карты полет. пролистнул. Листай в другую сторону. Листай. Вправо, влево, вправо. Вправо листай. Стоп. Вот. Видишь, у тебя отображена вторая зона номер 2. Имеется на этой карте. Да, вижу. Это где Вот, видишь? 1, 2, 5, 7, вот эти в кругляшки, да? В такой геометрической фигуре, которая, я не знаю, как называется, циферка 2. И там подпись 335-32. Да, я вижу. Включи свое электрооборудование на самолете. Сейчас выставится курс. И включи режим маршрут единица. Видишь, у тебя сейчас красные бленкеры на командах. Сейчас ушли красные бленкеры. И у тебя отображается 34 и направление 35 примерно. Видишь? Сейчас, подожди, я вот это сделаю. Так, еще раз, вот вижу, да, 35, вот у меня, вот, видишь, 35. Направление 35. Угу. Стоп, не 35. Направление 336. Тонкая стрелка показывает.
Тонкая стрелка. 330. Да, Тонкая, тонкая стрелка. стрелка. на навигационно-плановом приборе. Иголочка такая. Выше, да, которая? На навигационно-плановом он внизу. Блять, что? Где курсы? Где курсы? 330. У тебя там толстая и тонкая стрелка совмещены. Что-то я за Да. это... Ну вот где курс твой показывается. Ну вот тут сюда же, правильно же я смотрю? Да-да, сюда. Здесь стрелка, видишь, тонкая. И она показывает на Я 300... просто вот именно, что я ее не вижу, она у меня за штурвалом закрыта. Сейчас Нет, только- нет, нет. Ты другую сторону стрелки смотри. Сейчас, То, что за штурвалом, тебе не надо. То, как ты изначально смотрел, было идеально. Приблизь к ней, просто к ней взгляд. Все, я трекер врубил. Ага. Сейчас не получится так приблизить. Но я понял прибор какой. Надо увидеть показания на нем. Подожди. Я тебе... Ну вот так сделаю вот могу, вот так вот увидеть все. Ты видишь то, что на какой курс показывает тонкая стрелка на этом приборе? Это сейчас очень важно. Так, тонкая стрелка справа, вот эта, которая у меня получается, да, она тонкая. Ну, Толстая-то она слева, смотрит, наверху. она смотрит на левую сторону круга Блять, что-то я компаса. вообще не очень вижу. Видишь, в чем фишка? Он не наклоняет. Во, ну-ка, подожди, вот так вот. Ага, у меня сейчас голова сломает. Да, со стандартного вида просто приблизить взгляд возможно? Вот. Что, блин? Видишь, когда трекер врубаешь, мышка отключается. Все, он сейчас не будет мышкой работать. А приближение работает? Приближение вот только такое. Вот, видишь? вот такое. А вниз направить взгляд чуть-чуть. Вниз. Вот в этом Да, вся... при этом, чтобы прибор смотреть. В этом вся и проблема. Без трекера уже вниз не направишь. Так, ну давай так попробуем сделать. Ну-ка. В этом вся и беда вот этого самолета. У 25-ки в этом проще, как... Ну-ка я пониже сяду, может. Нет, ни хрена. Ну вот, смотри, я на него смотрю. Что-нибудь видно сейчас? Ну, тебе просто надо было при обычном взгляде посмотреть на этот прибор. Ты же видишь на нем курсы? Текущий курс 40 градусов отображается. Правильно? Текущее направление самолета 40 градусов. Троечка и рядом рисочка без цифры. Ну да, да. То есть в верхней части прибора треугольник совмещен с риской, которая обозначает 40 градусов. А на этом приборе стрелка у тебя, она направлена влево. Влево вперед. Напротив цифры 33. Да, да, я вижу. Наблюдаешь? Там это соответствует курсу 334 градуса. Приблизительно. Мгм. А прибор дальности показывает 34 километра. И обрати внимание на карте. Центр пилотажной зоны 2, там обозначено 335 и 32. Мгм. То есть показания твоего прибора указывают в эту зону. То есть эта зона находится на дальности 32 километра от аэродрома и на азимуте 335. Ну, у тебя 334 показывает, небольшая погрешность. Может быть, я точку не точно поставил. Так, сейчас я Вот. Это мы в этой зоне будем летать. понял. Вот. А если ты включишь Ctrl-Ё, выберешь второй ППМ, он тебе будет указывать на центр аэродрома. Так. Контур-Ё, говоришь? Да, это выбор следующего ППМ. Мгм. Вот. Сейчас у тебя показывает на РСБН маяк. Я так имитирую РСБН маяк на этом самолете. Ну, это имитация. Вот. Он просто показывает тебе дальность и расстояние до центра взлетно-посадочной полосы. Вот. То есть, а первая точка у тебя на пилотажную зону. Но сперва ты полетишь с двумя на 180. То есть взлет на высоте 300 метров, левый разворот на обратный курс, как вчера летали, да? А зачем Доводишь мне до- придется опять задом наперед? Нет. Мгм. Выруливаешь на взлетную полосу здесь.
Так, что, Мы сегодня запускаю что-то- двигатели тогда? Можешь запускаться, да? Сам говорю, так чё, когда Игнат преданила? Когда Игнат будет летать? Не отвлекай сейчас, мы заняты. Чем ты занят? Придёт, так В смысле, придёт. Игнат? Мы заняты. Не отвлекай, я тебя сейчас выкину отсюда. Пойди Либо нахуй. приходи на аэродром и лети. Ты меня не вписал. Какие вопросы? Ну не хочешь летать, не летай. Ну все, тогда не Там отвлекай. даже СРС не работает. Так, один двигатель запустил. Тем более. Второй двигатель запускаем. Я забываю одну штуку здесь. То есть перед тем, как трекер включить, надо сесть правильно. Чтобы ты был по центру и камера по центру, так сказать. А я же вот так вот сижу, трекер врубаю. Это вот у него, вот, допустим, вот такой центр получается. Вот это моя большая ошибка тоже. То есть надо вот трекер, да, трекер требует вот этих упражнений тоже. То есть там не получится, как вот стример сидит в основном, да, в одну точку смотрит, балдеет. Здесь так не получится. То есть здесь надо постоянно, ну, какие-то движения делать, чтобы он работал. Так, все, самолет запущен, закрылки тогда. При готовности к рулению делаешь запрос на руление. 409-му руление. Нет, у меня запрос. Мы с тобой начинаем 409 постепенно руление, входить. а ты типа как диспетчер? 409 выруливаете, взлетная 0,4. Ты отвечаешь 409, понял. Так, а взлетная 4 это как определить? Это вот здесь. Тебе не нужно смотреть на карту. Тебе достаточно посмотреть на свой компас. Опять На свое компас. направление. Ты знаешь, что номер полосы это ее направление? Не знал об этом? М-м. Ну вот теперь знаю. У тебя сейчас текущее направление 40 градусов. Это соответствует четвертой полосе. Значит, тебе взлетать в том направлении, в котором ты сейчас находишься. Торец здесь. То есть мы Вот, теперь 400 отсюда будем взлетать. Да. Сегодня такая погода. Полоса выбирается по погоде. 409 понял и выруливаешь. Перед взлетной полосой доклад 409 на взлетную. Вот здесь доклад 409 на взлетную. 409 на взлетную. 409 занимайте взлетную. Взлет по готовности, ветер справа боковой 1 метр в секунду. Мне так непривычно, я просто привык. Ответ взлетел, 409, ответ 409 понял. всё. Понял. А, 409 надо обязательно говорить. 409. Но я же должен понять, кто понял. Вдруг ты не Ага, один. Понял. Все, тебе уже разрешен взлет. Когда ты взлетишь и наберешь высоту 300, твой доклад 409 на первом 300. Так, начинаю взлет. Включи режим посадка для ориентировки. Кого режим посадки? Да, чтобы ты курс видел. Еще раз единицу. Вот так. Ну ладно. Теперь тебе стрелка подсказывает взлетно-посадочный курс. Мгм. Так, а мне здесь птички, надеюсь, двигатель не залетят? А то Нет, надо не залетят. Вырубить, а то что-то последнее время мне с ними не везет. 409 взлет произвел, борт в порядке, к первому на 300. Это твой доклад. Угу. Так, подожди. А что мне говорит остановить? Сохраняй направление. Не выполняй поворот. До высоты 300. Высота 300. 409 на первом 300. Выполняйте первый. Газ убери. Так, газу 0. Ну, не в ноль, 80%. Поворачивай. 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 Угу. Так. Сохраняй высоту 600. Поворачивай имеется в виду без крена, да? С крена поворачивай на обратно взлетный курс. Угу. Крен 30. Крен 30. Текущий крен 50. Текущий крен 90. Так, 30, подожди, вот я вижу 30, ага.
Это 45. Вот 30. Вот так, да, да. Старайся держать скорость 450 и снижайся до 600. Мгм. Переведи в снижение. Крен 45. Это крен 50, 60. Да-да-да, я понимаю. Но у меня тут сразу джойстиком не получится поймать этот крен, это факт. Но я вот его вижу, да. Ты А- перекрутил. Так, а Ты не высота понял какая? замысла. Ты перекрутил по направлению. Так, подожди. 45 же, вот же ты говоришь, нет? Я говорил с креном 30, но ты уже прошел курс. Ага. Да я на приборы засмотрелся и все. Так на него и надо было смотреть. Ты должен на обратный взлетный курс попасть. На обратно-посадочный. Блин. Так, ну ты вернуть надо опять здесь. Так, оно? У тебя все правильно стояло. У тебя все правильно было установлено. Режим посадки. Вот так. Угу. Так, сейчас что нам надо сделать? Перезанять борт. А, Ты ну, потерялся просто. Я тебя просто замучаю сейчас выводить на нужную траекторию. Тебе проще перезанять борт и запустить Я снова думаю, я двигателя. сегодня вообще буду мучиться, потому что я говорю... Ты не понял смысла полета. Тебе надо чуть-чуть подсказать, но в спокойной обстановке на земле. Что, давай тогда заново, да? Перезайми борт, да. Выбор роли. Покинуть слот и займи снова слот. А, другой. Этот же слот. Выбор роли. Угу. Кнопка покинуть слот. И чё он, блин? Там кнопка покинуть слот. Внизу. А, Внизу. вот, всё, Кнопка всё, всё, покинуть всё, слот, да. вижу, ага. Займи снова борт. Во. Включи электрооборудование. Блин, что-то как-то... Как-то. Ладно, электрооборудование врубаем. Ждем выставки курса. Видишь, Ну, когда сразу я просто вижу, в чем суть. Когда я летаю вот один, я привык один вольно, что у меня как бы, а тут под руководством мне уже как-то вообще не то, я пока не Я понимаю. бы с удовольствием молчал. Да А, нет, ну ты же мне задание строишь, я же должен его выполнять, у нас же Ну, так. ты просто не Вот. понял, что от тебя требовалось. Включи режим посадки. Мне, видишь, мне проще, когда ты говоришь, допустим, вот цель атакуй их. Вот здесь я понимаю, но когда вот говоришь, там, допустим, угол такой-то, туда-то, блин, и по приборам, вот тут уже сложнее, бля. Хорошо, включи режим посадка. Угу. Этот все, я понял. Так, 3 раза единицу. Еще раз. И еще раз. Видишь, у тебя стрелка показывает на взлетно-посадочный курс. угу. Видишь стрелку, да? Угу. Тебе надо после взлета развернуться на ее хвостик тоненький, Ну как вчера который мы вниз делали. показывает. Как Да. вчера мы делали. При этом разворот ты должен выполнять с постоянным фиксированным креном 30 градусов. То есть смотри, это уже когда я взлечу и развернуться. Так надо. Мы-то вчера Взлетишь? с тобой полосу проехали полностью, допустим, на рулевую, рулили, а потом там взлетали в другую сторону. А здесь... сейчас Сегодня взлетать. то же самое, просто зеркально. Просто зеркально. Вчера ты правый круг делал, сегодня левый. Мгм. Вот. Тебе надо левым разворотом с постоянно фиксированным креном 30 градусов развернуться на обратный курс. И пролететь по центру аэродрома. Нет, не по центру. Ты Не по центру? летишь параллельно аэродрому. Мгм. Ты овал изображаешь. По овалу летишь. Понял тебя, ладно. Вот. Давай будем пробовать, конечно. И высота круга 600 метров. Смотри, а почему у меня лампочка подсвечивается только на одну... Вот сейчас появился закрылок еще один. Не полностью почему-то. 3 закрылка, блядь. Ну, потому что гидравлика. Так, запускай. Ты увидел, где на командно-пилотажном приборе градуировка кренов? Там подписано 30, 45. Блин, нет. Обрати внимание. Тебе надо выдерживать... Тебе на виражах крена надо выдерживать будет. 30-45, да, конечно, вижу. Видишь? Это вот где у нас показано равновесие самолета влево-вправо. Это командно-пилотажный прибор. Ну, понятное дело, я не на языке летчика говорю. Последняя риска внизу соответствует 60 градусам. Вот. Тебе надо выдерживать 30 при повороте.
И вообще все повороты, что ты делаешь в полете, куда бы ты ни летел, всегда у тебя стандартный крен 30 градусов. Смотри, а правый Вот- какой-то особенный идет поворот, потому что здесь 45, 30 и 15, если я не ошибаюсь. Ну Нет, да. не особенный. Это так, подсказка. У тебя слева зеркально, также 15 просто не подписано. Я не знаю, почему так прибор устроили. Ясно. Ну, Все чё. стандартные повороты с креном 30 выполняются. Все остальное это уже пилотаж. Запуск второму. Даже стоп, я двигатель же еще не запустил. Мне даже еще к чему привыкнуть надо. Меня реально разговоры отвлекают. Я не могу сконцентрироваться вообще на игре, когда я с кем-то разговариваю в полете. Даже вот ты, когда как инструктор, допустим, мне надо привыкнуть, чтобы я мог лететь и тебя слушать. А, могу молчать. Пилот, Если- летчик-одиночка в этой игре. Мне никогда никто ничего Хорошо, не говорил. если ты можешь себе на листочке записать, что ты должен сделать, если ты не запомнил. М, А я промолчу. Нет, с такими упражнениями ты молчать тебе стопудово мимо будет. Потому что я тогда ничего не сделаю. Если ты на 300 метров сам начнешь поворот влево, я промолчу. Так что нет, здесь ты нужен. Потому что как бы задания твои. Проще будет, когда ты присутствуешь. Кстати, это не я придумал это задание. Да не, ну неважно, контролируешь же ты. Контроль-то идет твой. Ну, почему он по прицелу как-то... Это может зрителям прилетает? пояснить то, что это задание из реальных... в реальности это делают. Да? Это из настоящей книжки задание. Кстати, а мы, Которые пользуются мы летчики. мне камуфляж еще не выбрали, ты потом по Дискорду выберем потом, да? Он у тебя выбрал, просто ты не скачал окраски. Я не стал тебя переутруждать это этим. надо мне я-то, видишь, думал, ты мне даешь просто выбрать, а я так подумал, Не, может, через там Discord дополнительно там тебе дополнительно окраски скинут. А ты на самом деле сейчас отображаешься в белорусской окраске. Я сейчас белорусский борт. Если у меня на сервере зайти, у тебя белорусский флаг на хвосте. Да? Да. Ну и ладно, это братишки наши. Нормально все, да? Так, ну что, страгиваемся. Ты должен запросить 409 руление. 409 руление. 409 выруливать взлетное 0,4. 409 понял. Правильно, так? Да. Если что-то не так, я скажу. 409. Аймыр. Разрешаю руление на полосу 4. На предварительном сделаешь запрос на взлетную. Прям надо перед полосой, да, это делать? Да, это место предварительного. 409 руление На на взлетную. На взлетную? На взлетную. 409 занимайте взлетную. Взлет по готовности. Ветер справа боковой 2 метра в секунду. Понял. 409 понял. Четыре, ноль, девять. Взлет запрещаю. 4, 0, Кстати, у тебя есть схема этого полета в планшете. Двумя на 180. на 300 по давлению. 7, Там все нарисовано. запятая 3. Ты можешь открыть планшет, и там есть карта зеленая такая. С овалами на аэродроме. Вот она. Вот это твоя схема полета сейчас. Которая обозначена у тебя синеньким цветом. И эта карта, твоя верхняя половинка, видишь этой карты? Мгм. Вот. Синенькая траектория. И на месте перед поворотом на посадку, видишь, D17A239.
Это место разворота на посадочный курс. Это Да, D17 да, означает, да, D17. означает дальность 17. Обозначает. Вот по этой синей траектории тебе сейчас и надо выполнить полет. Ой, ну ладно, давай пробовать. А ты мне вроде говорил, там просто тебе надо полигон сдать и все, и ты лейтенант. Ну, да, но ты даже на полигоне курса не выдерживаешь. Так У мне тебя нет тоже- привычки? мне же надо к самолету привыкнуть. Ты мне Су-25 Да. дал и сразу, вот, на, лети, покажи мне мастер-класс, блядь. Хотя О. я на нем не летал. Я Значит, значит учебка. Я почти уверен, что ты на Су-25Т курсы не выдержишь на полигоне. Ну, фиг его знает. Ты бы мне дал И попробовать. при полете на полигон. Ты же мне даже пробовать не даешь. Ну ты вчера летел на полигон мне на дал тачке? вчера этот самолет, допустим, да, я на него первый раз сел вот, вообще. Я летал на 25Т, работал по шквалу. И ты мне просишь, допустим, со снайперской винтовки пересесть, блядь, на пулемет. Ну, Но курсы и там выдерживать надо. Ну, я понял, но вот я сейчас маленько сегодня полетал один, к самолету привык, и сейчас я готов выполнить задания боевые на нем, вот, которые ты из меня требовал вчера, допустим. Надо было так сделать. Вот. Чтоб я Но двумя сам на не 180 летал. летать ты не умеешь. Ну, это уже пилотаж, это уже прибор, это... Нет, это стандартное прибытие на аэродром или полет в зоне аэродрома. Это как бы стандарт, это база. Опять же, видишь, это надо просто привыкнуть к этому самолету, именно к этому. На 25Т мы летали, нормально все было. Ты же мне шансов не дал на нем. Ты мне сказал, у вас там генералы сидят. Там ну чё, подполковники ладно, сидят. Я взлетаю. Да, залетай. Ну ничего, ребята, вот кто как сейчас смотрит мой стрим, вот на канал подпишитесь, видосик посмотрите, как я пролетелся на боевом. И на Су-25, и на Су-25Т за одну жизнь. И вы убедитесь, что я умею немножко летать. Вот. То есть я уже не новичок. Просто все думают, что я только начинаю. Да, приборы пока еще не мое. Ну как, я летал там особо... Некоторые приборы, некоторые не приборы, короче. Можно их не использовать. На стекле все видно. Так, все, взлет произвел. К первому на 300. К первому прямо, не меняй курс. Мгм, мгм. Пока высоту не наберешь, не меняй курс. Вот, 300 есть. Мгм. Через 9 на первом 300. Выполняйте, тебе говорят. Понял, выполняю. Крен 30. 30. Да, Мгм. скорость 450. Мгм, держу. Убери газ. Прекрати набор. Мгм. А, набор прекратить, все понял. Да, 600 метров. Мгм. Так, надо развернуться параллельно аэродрому, да? У тебя стрелка показывает, куда тебе надо повернуть. Понял. Так, высоту какую? У меня 900, надо снизить. 600. 600. Да знаете, как сейчас выглядит примерно? Ладно, не буду пока говорить, а то отвлекусь зря. На стрелку смотри. На аэродром бросишь взгляд, когда выйдешь из крена. Выводи. Видишь стрелку? Не спи. Не спи. Выводи из крена. А, ладно. Прокрутил. Опять Ты куда прокрутил? крутишь? Конечно, ты на стрелку-то смотришь? Всё, 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 На всё. стрелку смотришь? Мгм. Вот, стоп. Ты Мгм. видишь стрелку вообще? Так, вот эту, да, вижу, вот эту маленькую, Вот. да? Вот, на которой ты сейчас летишь. Все, вижу. Да. Теперь можешь посмотреть на аэродром. На аэродром посмотрел? Чтобы увидеть его. Он строго слева. Аэродром слева, строго слева, на крыле, вон он. Центр пролетел. Здесь идет Да, доклад. 409 траверс. И твоя высота 400. Мгм. Недостаточная высота.
600, 600 надо? надо. Да. Что Тебе говорят, аэродром не увидел, 409, прикинь. 409 боковое, 7,5. Аэродром что-то не увидел я. Может, я слепой? Ну, там ангары были видны. Солнышко чуть-чуть мешает. Да нет, мне не солнце, вот именно, что я, блядь... Держи строго направление на стрелку, на хвост стрелки. Ты Так, левее точно, летишь. пацаны, подожди. Да, блядь, нажми паузу, пожалуйста. Данила, жми паузу. Сейчас нажму. Забыл кое-что сделать. Это спасибо. Мы же тебя хотели убавить. Говорят, тебя очень сильно громко Нажал. слышно. Нажал паузу. Сейчас я тебя убавлю немного. Да, я вчера запись смотрел, что я забыл тебя убрать. Ты чуть-чуть. Ты сильно громкий. Так вот, я что хотел сказать-то. Я дворовый такой парень, ну, в плане этой игры, да, я где-то во дворе научился всему этому, а Иркут более образцовый такой, знаете, как будто где-то из дворов ты попал куда-то, не знаю, где тут все по образцу. И, конечно, мне сложно. Вот мы как раз У на меня паузе все очень просто. хорошо. Контроль самолета, боевой, атака, поражение цели и возврат на базу. Все, больше мне ничего не надо. Как-то я вот так привык играть в эту К тебе игру. вопрос. Мгм. На текущем снимке, ну вот, изображение, какая у тебя погрешность в курсе? Погрешность в курсе. Да. Сейчас посмотрим. Блин, еще бы голову бы туда опустить. Так, подожди. Сейчас. Вырублю трекера. А отсюда не видно? Ну там получается, смотри, отклонение идет маленькое. Вот эта стрелка идет вправо. Где-то Сколько градусов? градуса 2, наверное. Градусов 9-10. А, 9-10 даже. А, подожди, но если 20-24, да, получается 10 градусов. Это очень большое отклонение. Ну, да. Незначительным отклонением считается до 5. Ну, видишь, Вот. если тут измеряется в единицах прям, то есть от 20 до 24, 1, 2, Ну, 3, то это да. Тебе широкие риски нужны. Между широкими рисками у нас 10 градусов. Потом 210, 220, 230, 240, тебе 250 настроить. и дальше пошло. Вот. То есть тебе сейчас надо довернуть вправо на курс 220, убрать эту погрешность. Мгм. И набрать высоту 600 метров и скорость 450. Все, можно снимать паузы? Да. Сейчас сниму. Так, выравниваюсь. Погрешность, да. Выровнялся. Так, высота еще раз 600 надо. 600. Скорость 450. Ускоряюсь. Погрешность 10 градусов. Блять, опять. Так, у меня кто-то ловчит меня спереди. Берет Не обращай скотом. внимания, это корабль. Следи за дальностью, направлением, высотой. Так, высота большая, 700. На дальности Скорость 17, так убавляю немного. Смотри, вот если скорость набрал, допустим, сколько надо ее сбросить, тягу убрать, чтобы он скорость держал? я примерно нахожу эту тягу. У тебя сложно соблюсти скорость, потому что ты все время прыгаешь по высоте. Так, скорость 450. Да, по высоте прыгаю, согласен. Скорость, Из-за этого прыгает скорость. скорость, да. Сейчас Следи я за дальностью. маленько тормозну. Дальность 16. Доклад. Так, 409, на втором 600. 409, что там прошел? На втором 600. На втором 600. 409 влево заход. Тебе Так. дают команду. Влево уходим. Влево заход, да. У нас же левый круг. Угу. Так, а сколько градусов надо повернуть? 30 градусов. Понял. Скорость 450, да? Да. Тебе сейчас не надо будет садиться. Тебе надо будет сейчас пройти на маленькой высоте над полосой. Как будто бы ты садишься, но ты не садишься. Увеличь крен. Так. Стрелки, видишь, совмещаются две. Ага. Если они совместятся, надо будет усилить крен. Увеличь крен.
Угу. Блядь, высота все равно большая, 700. Скорость чуть поменьше. С этого момента можешь верить директорной план стрелки по крену. Доклад 409 на посадочном 600. 409 на посадочном 600. 409 удаление 19 горизонт, говорит тебе диспетчер. 409 понял. То есть он тебе говорит, сохраняйте высоту 600, вы на курсе. Угу. Выпускай шасси, механизацию. Верь директорной стрелке, она говорит, доверни вправо. А, ну да. Это... То есть мы сейчас на... Ну мы сейчас не садимся. Мы не садимся, мы имитируем посадку. Когда тебе диспетчер скажет режим, он разрешает тебе снижаться по глиссаде, значит. До этого момента сохраняй 600. Скорость какую? 409 Скорость 300. 300 с лишним. 409 на курсе, удаление 13, горизонт. Что я должен ответить? Ничего, это просто тебе информация. Мгм. То, что ты на курсе, Мгм. удаление. 409 удаление 12, правее, режим. Приступаешь к снижению погоды. Начинаешь верить двум директорным планкам, обоим. Угу. И выпускаешь закрылки. Так, держу высоту. Опа, куда он пошел у меня? Тебе говорит, иди вправо и вниз. Угу. Вижу полосу. Ну тут уже я как бы сам должен ориентироваться, да? Ты должен по приборам ориентироваться, если условия по приборам идти. А, По ну то есть даже прибору если я говорят, ты полосу сильно вижу, выше. я все равно должен по приборам ориентироваться. Ты до ближнего привода смотришь 3 взгляда на приборы и 1 за окно. 3 взгляда на приборы, 1 за окно. После ближнего привода 3 взгляда за окно и 1 взгляд на приборы. Угу. Вот это дальний. 409 на дальнем шасси выпущены с проходом. Твой доклад. Я тебе отвечаю. 409 что-то Дальний шасси выпущены с проходом. в дальнем шасси выпущен с проходом. Блин, как это всё 409. запомнить? 409 ветер справа 2 метра в секунду, проход разрешаю. Ты говоришь, 409 понял. Пролетаю, да? На сколько высота Да, должна быть? на над городом? маленькой. На маленькой. Бедная моя рука, она охренеет, блядь, от этого самолета. Она уже со вчера у меня... Так. Иди ко мне сюда, Можешь мой газ добавить? сладенький. А? Газ можешь добавить, тягу. Да, давай добавлю. Убираешь шасси и докладываешь диспетчеру. 409 после прохода в зону номер 2 по заданию. 409 после прохода Во вторую зону по во заданию. во вторую зону по заданию. 409 следуйте во вторую зону. Работа в зоне от 1000 до 5. 409 понял. 409 понял. Теперь включаешь режим маршрут. Дважды на единицу нажать. Включаешь ppm номер 1. Ctrl-E с сочетанием клавиш. И следуешь туда, куда тебе показывает стрелка. С набором высоты 4000 метров. Жирная, Оборот да, стрелка? 90. По жирной едем. По Летим. тонкой. По тонкой лети. Обороты 90% установи. А, по тонкой летит. Так тонкая сзади у меня. Нет. Сейчас она чуть-чуть левее. Вот так. Вот сюда лететь. Вот сюда лететь. Ага. Вот сюда лететь. Левее. Видишь, тонкая стрелка левее показывает. А, во-во-во.
Все, все, Да, вижу. обороты двигателя 90%. Блять, так она рядом сбнулся, поэтому Да, я, она я рядом. ее не видел, прикинь, все это время, я теперь понял, она рядом гуляет с ней. Она тебе показывает сейчас на центр пилотажной зоны. Прямо на центр пилотажной зоны. Обороты должны быть 90%. У тебя 100% обороты, надо 90. Как бы тебе сказать, это не нянька, это человек, который придумал эти задания, я их выполняю. Не я их придумал. Это у них А упражнение. это Академия военно-воздушных сил их придумала. Я скорость большая. Я уже давно без нянек летаю. Это ты, наверное, поздно пришел на эти стримы. Посмотри, год назад еще трансляции были. Там никого не было, я один летал всегда. Просто Набор Иркут меня 4000. позвал. 4 высота, да, должен быть? Просто тебе же я что ему проще доверился как инструктору, так что... Причем тут нянька-то? Это его задание, вот его задание выполняю. У меня другие задания. Если я свои начну выполнять, вы знаете, какие у меня задания. Я, по идее, уже там миссии выполняю. Я не летаю на... Просто так. Ты уже в пилотажной зоне. Доклад 409 в зоне 2 задания. Чего, 409 в зоне... В зоне 2 задания. 409 в зоне 2 задание. 409 работайте в зоне 2 от 1000 до 5. Помнишь, я тебе что проговорил, как выполнять? Угу. Вверх задираем, да? Мы как бы не задираем. Ну, тангаж держим такой, как сейчас. Мы должны скорость погасить до Понял, минимальной. скорость гашу. 0. Включи отображение органов управления. Правый, Ctrl-Enter. Угу. Ага. Вот. Удерживай тангаж 15 градусов. И на скорости минимальной ручку на себя до упора, педаль в сторону до упора. Можно приступать. Погнали. Ручку на себя, педаль в сторону. И держишь. Он неохотно идет в штопор. Сколько финтов надо Держи, сделать? держи. Два. Два витка надо сделать. Первый прошел. Первый виток был. А выводи. Что-то он вяло как-то пошел. Выводи. Отпусти органы в нейтраль. Ручку в нейтраль. Угу. Что-то то ли на себя до упора не дотянул, возможно. Может быть, джойстик может, как всегда. Ладно, нормально. Займи высоту 2000 и стань на какой-нибудь понятный для тебя курс. Обороты большие не держи. Угу. Так, высота 2000, да? Да, 2000. Готов. 2700 у тебя. А, надо прям двушку. Сейчас маленько сброшу. Так, тебе надо вернуть, наверное, первую точку. Хотя ладно. У тебя вторая включилась. Нормально, пускай так будет. Так, ну, держу 2200, 200, Скорость 550. Хорошо. 550 есть. По готовности выполняй вираж влево с креном 45. То есть ты должен будешь вернуться на этот же курс. Сохраняй скорость. Сделай так, чтобы она не гасилась. Добавь газу. Если самолет снижается, подтягивай ручку на себя. Угу. Если набирает, отдавай ручку от себя.
Набираешь высоту. Мгм. Отдай ручку от себя. В облако попадаю. Не смотри за окно. Смотри на приборы. Сохранение крена, чтобы вариометр на нуле был. Так, все, выхожу на курс, я так понял, да? Нет, ты 360 градусов должен крутануться. А, на 360. Да, продолжай вираж. Блять. Пипец, от рука устает. Подтягивай на себя. Подтягивай на себя. Видишь, снижаешься? Рука с непривычки встает. Я же так долго не держу джойстик. Я же еще автопилота врубаю, он немного порулит. Потом отдохну, заново пошел. А здесь-то, блядь, постоянно ты, считай, сидишь, рулишь им. Это тяжело. По окончании виража сразу же перекладывай вправо с виражом крен 60. Мгм. Перекладочка. На вираже с креном 60 посложнее его держать. И, возможно, надо будет добавить скорости. Крен 60 это крайняя риска. Все, понял. Вот это, да. Отдай от себя ручку. Так, скорость маленько надо, да? 100% никогда не ставь. Оно не требуется. 90 достаточно. Так, сейчас опять надо развернуться на 360, да? Да-да-да. Это вираж с креном Я за 60. солнца скорость не вижу. Набираешь высоту. Ага. Старайся сохранять крен. Нужно менять высоту, меняешь штангажом. Да. Перекладывай в левый вираж с креном 60. Он, видишь, более динамичный, быстро пролетел вираж. Угу. Высоту дружку, да, Перегрузка? держим? В этот момент на этом вираже у тебя перегрузка порой доходит до 2 единиц. Твой вес увеличивается вдвое по ощущениям. Но сейчас скорость мала. И будет еще одна перекладка в правый вираж. Это мы закончили 8. Вариометр смотри, набираешь. Угу. Перекладка в правый вираж с креном 60. Набираешь высоту. Угу. На самом деле у тебя неплохо получается. У меня, правда, рука сейчас офигеет. Потому что джойстик должен быть между ног, а не на столе. Это да. Высоту маленькую. Но я же не готовился быть профессиональным пилотом-то. Я думал, просто полетаем, пару танчиков зажгем и в Тарков пойдем. Сходил за хлебушком, называется, блять. Да, Тебе звание присвоили, летное дело завели. Жетон выдали, Ладно, хоть не форму уголовное. выдали. Стоп, выходим из виража. Угу. Выходим из виража. Сейчас будем выполнять горку пикирования. Горка будет у тебя с углом 30. Увеличиваем обороты до 90% ровно. Угу. Ну, чуть больше получится.
Смотрим, чтобы скорость была свыше 550, можно 600. Прекрати пока набор высоты, чтобы скорость росла. Нет, 90% тягу оставь. 90. 100% тяга практически никогда не используется. Бля, а чё я опять на сотку как-то нажал? Странно, может где-то кнопка у меня какая-то еще. Сейчас 85% оборота двигателя. Так, еще маленький. У меня Вот раньше так. ползунок на джойстике работал, сейчас я, видать, на клавиатуре, пружинку да, делал, я делаешь? его сломал. О, не стало ковыряться. Скорость 550 есть, вводим в горку с углом 30. Так, Горка с углом 30. угу, Чикс и зафиксировался. угу. Следишь за отсутствием кренов, следишь за скоростью. Как только скорость скроется за прицелом, начинай перевод в пикирование. Стрелка скрылась за прицелом, малый газ устанавливаешь и ложи машину на крыло. Нет, нельзя от себя, нельзя от себя. Машину ложи на крыло. Так, подожди. То есть делай глубокий крен. Делай глубокий крен. Закладывай, 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 закладывай. Пикирование с углом 30. Стоп, 30 нашел, вышел из крена. Вышел из крена. Вышел из крена. Вышел. Фиксируй на 30. Отдай ручку от себя. У тебя 10. Вправо, влево, что-то я не запомнил. Куда угодно. Тебе Ну, надо вправо, создать да. пикирование с углом 30 градусов. Угу. 30. Но я на разворот Пикирование. пошел. А, пикирование. Пикирование с углом 30 градусов, да. То Но есть чтобы в него ввести, тебе надо заложить его в глубокий крен. Нашел 30 градусов на горизонте. вот так вот, что ли? Выше, выходи из крена. Это уже 50 градусов. 40 градусов. 30, зафиксируй на нем. Вот, зафиксируй. Не получилось. Бля. Ты углы тангажа видишь? Да-да, я Ну, справа на смотрю. горке ты вот. видел? Справа вот смотрю. Нет, нет, нет. Где справа? На авиагоризонте. Ну вот, ну справа на авиагоризонте там смотрю справа, где вот 45, 30 и 15. Нет, правильно? это углы крена. А, мне надо по центру смотреть, получается. Да, углы тангажа. Бля, ну Сейчас я не знаю. установи обороты двигателя 90%, мы еще раз попробуем горку пикирования. Горку Понял. же ты выполнил? Слушай, что-то я не туда, видать, глянул. Это нормально. 90% тягу. Угу. Создаем скорость 550 или 600. Высоту какую будем держать? С 2000 начинаем. Угу, понял. Так, тягу. Что, добавить, если не хватает? Зафиксируй высоту. Так, высоту пробую зафиксировать. Ага. Тяга 90% должна быть. Текущая 85. 90 установил. Угу. Переведи его горизонт без набора высоты, чтобы он не набирал высоту, но набирал скорость. Даже в снижение переведи его. Понял. Видишь, высота растет. Да-да, вижу. Но у меня потому что джойстик его маленько туда тянет. Он на себя штурвал чуть-чуть миллиметры. Ну понятно, но у тебя продолжает расти высота. Блять. Он что, у меня как вертолет взлетать начал? Ты вариометр видишь? Вот сейчас чуть-чуть снижаюсь, сейчас 0. Сейчас ты не меняешь высоту. Скорость 550 есть условия для горки. Можешь приступать к горке. Угол 30. Вот 30 градусов, зафиксировал. Следишь за отсутствием кренов, за сохранением угла 30 и за скоростью. Стрелка скорости спряталась за прицел, ставишь малый газ и закладываешь машину на крыло. Так, прям на крыло, вот так вот. Тебе надо пикирование создать. Вот видишь, пикирование пошло, Ага. темная сторона авиагоризонта. Вот он угол 30, выйди из крена теперь, выйди из крена. Мгм. Влево ручку. Мгм. Зафиксируйся на угле 30. У тебя сейчас 35. Вот так, фиксируй, вот этот угол фиксируй. Высота 2500, 2400, 2300. Переводи в горку. Обороты 90. Переводи в горку. Горка с углом 40. Мгм. Теперь угол 40 держи. Мгм. Следишь за отсутствием крена, за горку с углом 40, контролируешь её, и за скоростью. Как только скорость спряталась за прицелом, ставишь малый газ и закладываешь машину на крыло, будет пикирование с углом 40. Мгм.
до высоты 2000 метров. Закладывай на крыло, закладывай сильнее. А, Стоп. Нашел цифру 40. Вышел из крена резким движением. угу, Держишь на этом угле. Смотришь за высотой. На высоте 2500 начинаешь выводить его из пикирования. угу. 2500 выводим. Угу. Установив горизонтальный полет. Все. Комплексы горки пикирования выполнены. Примерно понятно? Да, да, ну сразу все не запомню, конечно. Слушай, а там у тебя парень далеко, который паузу может нажать? Могу нажать паузу. Нажми Данила, нажми паузу на пару нажми секунд, паузу. мне надо отлучиться. Ага. Данил, щелкни паузу. Хорошо, когда сын рядом. Паузу нажмет, может. Блин. Нажми паузу. Он слышит? Все, ништяк. Так, сейчас я, ребят, отлучусь. Не теряйте меня. А? О, а чё, у меня камеры нету? Прикольно вообще, у меня камера-то вырублена. Ну ладно, главное, штурвал был включен. Сейчас я... Я здесь, Сань. Ага. Дашь команду. Так, сейчас я зайду. Нет, таким я не занимался еще ни разу. Мне как-то все просто взлетел, нашел, выстрелил, вернулся. Ну или там не вернулся. Тут прям... Так, ну... Все, я готов дальше Готов? выполнять задание. Данила, снимай с паузы. М. Сейчас тебе надо стать на какой-нибудь понятный для тебя курс и занять высоту 2000 метров. Мгм. Мы будем выполнять боевой разворот. Боевой разворот — это разворот на обратное направление с набором высоты. Очень часто у многих он плохо получается. Почему-то.
Вот по стрелке удобно будет. Установи обороты двигателя 90%. Сохраняй высоту. Как только будет скорость 550 или 600, можно выполнять. Тебе надо будет одновременно начинать создавать крен и тангаж в положительную сторону. Как бы уходя влево-вверх или вправо-вверх. Но при этом крен не должен превышать 60 градусов, а тангаж не должен превышать 60 градусов в процессе выполнения фигуры. И ты должен встать на обратное направление. Можешь пробовать. Плавнее. Вот. Можешь увеличивать крен до 60 градусов в процессе фигуры. Но не более. И следишь за стрелкой, когда ты на обратный курс начнешь выходить. И за скоростью поглядывай. А, ну надо было высоту еще держать, да? Нет, с набора высоты, все верно. Все правильно. Вот, вышел. Ты перелетел курс. Выровнялся. Ага. Высота 400. Вот, видишь, как получилось? Это после атаки цели эта фигура обычно выходит. Угу, угу. С набором высоты. Чтобы потом повторный заход сделать. Теперь выполняем снижение по спирали с креном 45 до высоты 2000 метров. Этот джойстик так трясется, да? Теперь выполняем снижение по спирали с креном 45 до высоты 2000 метров. Тангаж может достигать минус 20 градусов. Так, еще раз повтори. Спираль, снижение по спирали до высоты 2000 метров с креном 45. С креном 45. А, скорее. Это тангаж, ты пикирование большое делаешь. Тангаж не более 20. Ага, понял. 45. До высоты 2000. Угу. Сохраняй крен. Следи за высотой, она скоро подойдет. Выводи. Высота 2200. Вышел на 300 метров ниже. Ну что ж, задание почти закончено. Осталось посмотреть скольжение влево и вправо. Выйди в прямолинейный полет. Попробуй пилотирование с полностью отклоненной педалью до упора в сторону, но при этом старайся сохранять направление полета и высоту полета. Работай ручкой от крена, да. Представь себе, что у тебя двигатель отказал. Попробуй в одну сторону, а потом в другую. Видишь, у тебя направление полета меняется? По компасу. Да-да-да-да. Угу. То есть Так, старайся давай, сохранять другую направление полета. Попробуй в другую сторону. Неплохо. Скорость как раз погасили. Поставь педали нейтрально, выпусти полностью шасси и механизацию в посадочное положение. сторону. Скорость позволяет. Обороту прибери. Тягу двигателя Ну, да, прибери. уберем. Ну, пока что не в ноль. Сейчас выпустится все и добавь тягу, чтобы скорость сохранялась. Угу. Закрылки в ВПК выпусти. Так, скорость сколько нам надо сохранить? Ну, где-то 300, как сейчас. Закрылки в ВПК выпусти. В посадочное положение закрылки. Вот так, да. И теперь, ну, возможно, тягу надо добавить. Видишь, скорость маленькая. Угу. Добавляю. Добавь тяги. И попробуй скольжение в посадочной конфигурации. Это, кстати, полегче будет. С курса все равно сбился, да? Почему-то влево, когда Ну, иду. почувствуй просто этот момент. То есть это тебе же надо.
И в другую сторону попробуй. Сильно ручку приходится, да, отклонять? Да. Что-то здесь опять сейчас вот... Сейчас надо выровняться. Но он, видишь, почему-то отклонение пошло после того. Он у меня как вертолет начал. Но. Блять, что-то Ну, вот тут- пример, просто это эффект отказавшего двигателя, если что. Мгм. Мы сымитировали. Ну, я помню, По- я приземлялся таким. По Кривым, готовности можешь убирать шасси механизацию и доклад руководителю. 409 работу в зоне закончил, возврат. 409 работу в зоне закончил, возврат. 409 на маяк 1200. 409 понял. 409 понял. Так, Убедись, что у тебя выбран ППМ, который показывает на маяк. Он выбран. У тебя запрограммирован второй маяк. И разворачивайся на тоненькую стрелочку иголочку. мгм. Обороты можешь поддерживать 80%. Не туда повернул. Не сюда разве? На более тоненькую стрелочку иголочку. Она показывает назад влево. А, вон вижу. Сейчас я ее хоть видеть начал, я раньше вообще не видел. Она тебе показывает на центр аэродрома. Ты должен туда прибыть на высоте 1200 метров. Помнишь, я тебе объяснял заход с отворотом на расчетный угол? Вот сейчас мы это и будем выполнять. Как я решил стать... О, Халиверт, привет. Как я решил стать штурмовиком? Так я летал на нем, по сути, Су-25Т у меня штурмовик был. А тут просто Саймон предложил на Аграче и все. Почему бы и нет? Я не решил, просто поиграл, понравилось, вот играю, все. Ну вообще, это долгая история, это еще из Армы 3 у нас как-то, да, Сань, все. Но. Так, сейчас самолет выровняем. Сохраняй направление на маяк. Снижайся на 1200. Ежик в тумане летит. Я же в армии любил полетать, но только, конечно, не так, как здесь. Блин, я... Вот тут сейчас, да, тут сейчас облачно, тут надо будет сейчас по приборам лететь. Ты на приборы смотри. Да-да-да, я Просто смотрю. лети на стрелочку и снижайся потихонечку. Мгм. Равномерно. Так, 60 мало. Тяги, я говорю, мало 60. Нормально, ты же снижаешься. Так, опять курс теряю. По толстой Тут проще делается- летать. Тут делается по мелкими просто подруливаниями. Тебе почти не надо создавать крена. Мгм. По градусов 5, не более 5 градусов для корректировки курса. Чуть-чуть так влево, вправо так Сколько покачиваешь. высоту будем держать? 1200 тебе диспетчер сказал. Угу, снижаемся тогда. Не, а в армии 3 там мы нормально подлетали там. Скорее всего, мне непривычно там вот на обычном граче и там появляется круг, захват, пуск, а здесь, блин, сам наводись на этом прицеле. Поэтому, Влад, не решил, а просто, ну, играю. Ну, позвали, почему бы и нет. Ты видишь, я везде, мне сейчас интересно ивенты с ребятами поиграть. И в Армуре Форшус, я с ребятами с радостью. Сейчас нам какой-то бред с модами произошел. И Обороты здесь... как бы, почему бы и нет? Я готов быть и бойцом, и пилотом, и танкистом, когда... Лишь бы только было весело. Бывает же такое, да? Когда будет 3 километра до маяка, твой доклад диспетчеру. 409 на маяке, 1200. 45 километров до места. Это куда он меня ведет? Прям к аэродрому уже, что ли? Прямо на центр аэродрома. Видишь, у На меня центре крен. аэродрома... Я тангаж, я вижу. Ой, тангаж, говорю. Видишь, что делает? Я Ну джойстик так, отпустил. Сейчас Так, надо будет его не ст- так, отрегулировать. потому что
триммировать надо было. У тебя триммера в нейтрале. У тебя триммера для взлета сейчас. Угу. Сейчас будем регулировать. Все, пока хватит. Так, что-то сильно переборщил. На центре аэродрома стоит маяк РСБН, который показывает направление и дальность. Вот на него мы сейчас и настроены. У тебя больше никто не летает? Сейчас пока нет. Задание есть у ребят? А мы сегодня полигон-то сможем еще повыполнять? Надо полигон? Могу запустить. Конечно, надо. Надо, прям стопудово надо. Я должен вообще снайпером быть. У тебя сюда прицелы это оптически не одеваются? Как, знаешь, как на автомате. Сначала мушка, потом херакс, прицепил какой-нибудь оптику и пошел. Здесь реально шквала не хватает на носу ему. Какую-нибудь оптику бы прифигачить сюда и вообще не ништяк. Так, высоту 1600. 1200. Тебе сейчас тот метод, каким ты сейчас будешь заходить на посадку, надо очень хорошо запомнить. Потому что это придется очень часто выполнять. — 1200, ну, держу. 26 километров до места. Скорость какую держать? Большая скорость. Держи километров 500, ну просто поставь обороты 80%. Она Так, погасится что-то сама. ниже 1000 пошел уже, блин. Тяжело контролировать высоту, когда она у тебя не на приборе сверху, не на стекле. Большинство самолетов не оборудовано таким стеклом Блин. в мире. Я это все самолеты обобщаю. А что, хочешь сказать, иностранный современный не оборудован? Боевые, да. Но у нас большинство самолетов, они гражданские. И на них нет такого стекла. Ну, есть на некоторых, как опция. Я просто... Большинство летательных аппаратов в мире летает вот по этим приборам. Так, скорость 400. Я, кстати, с Иркутом ни разу не летал. Знаем-то мы друг друга уже давно. Не только знаем, мы уже и виделись даже вживую раз. Я с ним ни разу не летал. Вот первый раз у него в программе. Хотя я знаю, что он давно этим уже занимается. Ни разу с ним не летал. Вот сейчас первый раз я вот эти 2 дня с ним летаю. Ну, вполне интересно, мне нравится. Хотя я такой человек, если мне не нравится, сразу все, пока. Ну, мне нравится, мне интересно. Как бы. Да хоть руку, ну хотя у меня на работе она тоже напрягается, но здесь что-то, блин, не знаю, я вроде... Скорость погасила, стримировал на скорость 500. Так, скорость 500 нам надо, да? Ну, если ты не хочешь напрягать руку. Либо перетримируй ручку под эту скорость. Не-не, Тоже я подходишь ее к наоборот аэродрому? тренирую. Не, ты всегда должен пилотировать от нейтрала джойстик. То есть ты постоянно... Почему триммер находится прямо на ручке управления у тебя вот в Су-25? Видишь, А там мы что, сейчас Юпитер над такой чёрный? аэродромом пролетаем просто? Я тебе рассказывал метод ухода в расчетную точку. Рассказывал? Ты забыл, да? Я уже забыл ему. Вот. Тебе надо уйти на 20 градусов от обратно-посадочного. На дальности 3 ты докладываешь 409 на маяке 1200. Так, это сейчас вот я подлетаю доложить, да? давай? Докладывай. Докладывай. Еще раз, какой доклад? 409 на маяке 1200. 409 на маяке. 410? 1200. А, 1200. 1200. Высоту докладываешь. 409 в расчетную 600. Включай режим посадка.
Раз, два. Нет. Навигация, посадка. А, фу, блядь. Так, навигация. Раз, два. Ага. И теперь следуй на 20 градусов левее обратно посадочного курса и снижайся до 600 метров. Куда ты поворачиваешь? Тебе вправо поворачивать. А, вправо? Ты... Видишь, у тебя 20 градусов отмотай от стрелки влево. Вот на этом курсе зафиксируйся. Вот на текущем курсе зафиксируйся. Не поворачивай. Не поворачивай. Все. Влево поверни. Вижу. Вижу. Нет, ты не видишь. 20 градусов от обратно посадочного. Блять. То есть на 2 метки влево. На 2 метки влево. Влево. А, еще влевее? что ли? Влево в другой стороне. Блядь. Лево в другой стороне. Угу. Подожди. Вот она, да? От стрелки 20 градусов. То есть у тебя Я обратно не на тот посадочный снес, прибор опять смотрел просто. 200 курс должен быть. И снижаешься до 600 метров. Угу. Вот, сохраняй курс 200. И плавно снижайся, не более 5 метров в секунду. Хотя высота большая. До дальности 16 километров. Так, 16 километров. Сохраняй курс 200 градусов. Так, 200 говоришь? Курс 200 градусов. Текущий курс. Это текущий курс, не надо поворачивать. Угу. Вернись влево. Понял. Мы петельку рисуем сейчас с тобой. Ну. 750 высота. Данную схему захода можно выполнять практически на любом аэродроме. За исключением высокогорных и горных аэродромов, где рельеф мешает. То есть в Сочи это повторить не получится, скорее всего. Ну, проблематично. Угу. На любом другом аэродроме, более-менее равнинном, это можно исполнять. На любом летательном аппарате. Дальность 15. На дальности 16 докладываешь диспетчеру 409 в расчетный 600. 409 в расчетный 600. 409 вправо заход. 409 понял. 409 И понял. с креном 30 градусов. С креном 30 градусов. Угу. Выполняешь заход. Я просто вспоминаю все свои посадки. Нет, я так не садился. У меня было все просто. Бочка на аэродроме и все, и на полосу. Или сальто. Блять. Ну, там были моменты интересные. Ты же понимаешь, что это я не из головы выдумал? Да, понимаю, конечно. Стрелки совместились, возможно, надо ускорить поворот. Угу. Можешь начинать верить директорной планке. Она говорит влево. Угу. Когда у тебя осталось 90 градусов до посадочного курса, ты можешь начинать верить директорной стрелке. Так. А она говорит, прекрати пока что поворачивать. Да, я вижу. Можешь выпускаться, дальность 17. Выпуск шасси механизации должен происходить на дальности от 16 до 12 километров. Выпускаться это только шасси или закрылки тоже? Шасси закрылки. На дальности от 16 до 12. То есть на 12 уже поздновато. Потому что на дальности 12 начинается снижение по глиссаде. До дальности 12 ты летишь горизонтально на высоте 600. Скорость Просто какую по крену. держать надо? Предпосадочную километров 300 в час держи. 280. Ну, чтоб стрелка скорости вправо ровно смотрела. Так, Вот как высоту щас. нам у меня пока на 600. Всё. Пока держишь 600, да. Направление главное корректируй. 409 на посадочном шасси механизация выпущена с посадкой. Это твой доклад. Я говорю, 409 режим. Удаление 12. Угу. Полосу 409 вижу. понял. Когда тебе сказали 409. режим,
пошел по глиссаде. Директорная планка говорит, спускайся ниже. Мгм. Так, что здесь тоже по приборам надо сесть или можно сам какой-то? Ну, директорная планка говорит, отдай ручку от себя. От себя? Еще сильнее. Ну, видишь, директорная планка вниз ушла. Ага, ну все понял. Отдай ручку от себя, чтобы у тебя крест получился из директорных планок. Просто от себя. Ты очень высоко. Еще сильней. Еще надо? Ты видишь директорная планка внизу? А, во, Директорная планка внизу. Все, понял, я про что ты думаешь. Вот, видишь, она в крест становится. Не, ну Вот, если на держи. глаз, я бы сам бы отдал бы без директорной планки. А если туман? Ну, это уже другой вопрос. Блин, а слушай, я как-то и ночью, помню, садили мы по Ночью хорошо фонарикам. светится полоса. Ночью хорошо светится полоса. А если облака, туман? Так, тягу убирать можно в ноль, да? 400. Так, скоро будет дальний привод. Вот дальний привод, 409 на дальнем шасси механизация выпущена, к посадке готов. 409 к доклад. посадке готов. 409 ветер справа боковой 2 метра в секунду. Посадку разрешаю. 409 понял. Дальше визуально. Скорость мала. При необходимости уйди на второй. Четыреста 409 посадка в 26-ю минуту. 409 посадку выполнил. 409. Заруливайте на стоянку. Заруливай, пока я пойду перекурю и до туалета. Давай, иди. Мгм. Я просто говорю непривычно, когда у меня кто-то говорит. Там делать это, делать то. Я привык сам как вольная птица. Я реально вольная птица в этой игре. Поэтому я долго не соглашался на эту всю тему. А тут что-то подумал, почему бы и не попробовать с ребятами. Ну, а когда тебе еще грач, на, типа, грач полетает. Блин, а я как-то, ну ладно, давай попробую, ну и все. Не, если был бы выбор, я бы Су-25Т выбрал, конечно. Я бы не летал бы на этом граче. Но мы же любим хардкор, нам же интересно. И чисто ради контента, так сказать, ради ваших, так сказать, глаз, чтобы вам было приятно смотреть и интересно, я вот взял управление этого самолета. А так мне тяжело на нем летать, честно скажу. Су-25Т мне больше подходит для моего комфорта. Сейчас полигон будем выполнять. Вчера не доделали, надо сделать. В общем, сложность полигона в том, то, что цели не видать там ни хрена. Я не знаю, как они их видят визуально. Там теневая какая-то сторона в этом поле
Самолеты затемняются, их не видно просто, блин. Мне танк проще было увидеть, я сегодня летал. А там не видно. Там только ориентироваться по полю, по дорожкам. Так, я сюда приехал вообще? Нет, по-моему. Разворачиваемся. В общем, сложность этих самолетов, у которых нету оптики и шквала, то, что тебе на глаз надо, если ты работаешь управляемыми ракетами, тебе на глаз надо увидеть цель. Просто стрелять по деревьям и кустам, ну, это ты нарами можешь пострелять. Вот. А здесь, чтобы на глаз увидеть, надо реально ее увидеть и попробуй увидеть в этих текстурах. Тем более, это игра. Не знаю, как в жизни не летал, но в игре в этих пикселях, блядь, попробуй увидеть этот самолет. Я понимаю, это глаз набивается со временем. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Может, я сегодня уже увижу. Вчера я ни хера не мог видеть. Вот. В этом вся и особенность. То есть у него получается, вот она система, да? Вот. Пожалуйста. Так, он у меня пустой получается. Короче, вот по вот этому прицелу надо будет тут производить захват. Нет, сначала обнаружение, потом захват, потом пуск. Нарами-то я могу отработать. Это все херня, и пушкой пострелять. А ты попробуй управляемой ракетой вот этой херни, вот в этом маленьком стеклышке, наведи ее, успеть еще надо попасть. Прикол в том, то, что у него нету плавности. Если, допустим, летаешь на Су-25Т, врубаешь шквал, то там плавно двигается все. То здесь вот так вот, блядь, оно двигается все. И попробуй попади. И при этом надо еще контроль самолета держать. Чтобы не это... То есть, если чуть ушел с отклонением, у тебя прицел вместе с тобой ушел туда. Все, ты потерял пуск, так сказать. Так что не все так просто. Ну, это я вот говорю, как я сравниваю с самолетом, у которого есть система шквала, и когда там по дисплею все плавненько работает. Я уже не говорю о том, что, допустим, у того самолета есть оснащение ночное. Там можно включить, у тебя будет ночное видение. Я не знаю, в реале оно есть, нет, но в игре оно есть. Как он называется, этот прибор? Он крепится... Как? Чего? У Су-25Т крепится какая-то... Как она? Как она называется? Чтобы в шквале ночное видение работало. Помнишь? Это называется... Ну, ТВ Меркурий. Вот, да. А здесь нету никаких Меркуриев. Как ты будешь ночью здесь управляемые ракеты наводить? Никак. Мы Тэшку отправим. Ну вот, класс. Она у нас на вооружении есть. Вот и все. Поэтому выбора для именно, если выбирать, ну, понятно, если вымышленный сценарий создавать, то лучше на... Есть вариант. Есть вариант. И еще один борт вылетает с подвешенными сабами. Ты мне, авиабомбы. смотри, я сейчас постараюсь выполнить задание на 25Т полевое в эти полигон. Ты мне потом на 25-ке ТТ надо мне тоже показать мастер-класс-то. Смотри, я же должен тебе сказать. Во-первых, выключи оружие. Я специально его включил, чтобы ребятам объяснить. Особенность этого самолета. Ты выполнил данное упражнение на оценку удовлетворительно, то есть тебе поставлен зачет. У тебя открыто 2 новых упражнения. Ты имеешь доступ к 2 новым упражнениям. Полет по маршруту на Су-25, вот на этом. И у тебя есть допуск на точно такое же упражнение на Су-25Т. По желанию, то есть на выбор. Ты запаркуешься, я остановлю сервер и запрограммирую маршрут в этот самолет. Для полета по маршруту. И Тэшка будет стоять тебе на выбор. И поставлю полигонный самолет, если ты хочешь на полигон слетать. Я хочу как бы пострелять. Полигон я тебе сейчас запись летную книжку делать не буду. Хочешь слетать, слетай, но без записи. А запись? Вот, Нет, в смысле, ну давай записью сделаем. Я вчера не сделал нормально. С записью в летную книжку у тебя курс ускоренной подготовки. Полет по маршруту.
На Просто Су-25. я, знаешь, как хотел? Я думал, может, мы сегодня переиграем вчерашний. Что-то я вчера просто самолет даже еще не почувствовал. Сегодня-то более-менее его как-то чувствую. А вчера мне надо было хотя бы его почувствовать, потом уже на полигон отправляться. Как-то мы слишком быстро... Я почему-то посчитал, что он будет проще даже, чем Су-25Т. Да ни хрена, блядь. Намного не проще. Не знаю, почему кажется, что он легче кому-то. Мне так наоборот тот Вот самолет больше. Вот у нас, помнишь, вчера вертолетчик летал молодой? Волошин. Мгм. Вот. Он один раз слетал на задание на Су-25Т и попросил больше на него его не садить. Почему? Тяжелый для него этот самолет. Тэшка. Ну, к ней надо Вот это привыкнуть. проще. просто. Ну, знаешь, это то же самое, вот как сейчас ты пойдешь с автоматом Калашникова, тебе дадут на вот с СВД, сними вот того на расстоянии. И все, и ты тоже. Ты, понятное дело, ты займешь позицию, Не в будешь стрельбе целиться, было. но тебе надо в учитывать ветер, расстояние, вот это все как бы. И ты сразу не попадешь в эту цель. Поэтому вот с этого грача, конечно, он перепрыгнул туда и попытался сыграть в снайпера. Нет. Нет, он не стрелял. Он просто перелетал с одного аэродрома на другой. И Он что, просто ему тяжело в сложнее было пилотировании. летать? Пилотировать. Он тяжелый вес у самолета. Тяжелый вес у Не, самолета. ну, да, то, что он ошибка по тяжелый, скорости и сбился. на нем такие трюки не повыполняешь, как на граче, допустим, здесь, вот как мы с тобой сейчас тут всякие мертвые петли. Нет, все, что ты сейчас выполнял, ты также можешь выполнить на обычном Су-25Т. Он все то же самое выполняет. Но все равно он не так маневреннее будет, как этот в этом плане. Так, что мы сейчас будем делать дальше? Заруливать на стоянку. Не, я имею в виду вообще, я зарулю на стоянку. Дальше-то что? А? Твой выбор, сам выбирай. Полет на пилотаж на Тэшке, полет по маршруту Давай на Су-25 Тэшке пролетимся. серийном, Давай на Тэшке сейчас Пожалуйста. пролетимся для разнообразия. записи в летную книжку. Только постарайся больше самостоятельности проявить. Тогда можно сервер даже не останавливать. У меня тут есть Тэшка без этого, без вооружения. Только зона так не обозначена. Не запрограммирована, по-моему. Так, еще бы вспомнить, где у меня тут припарковано. Я вообще сюда еду? Да ты вообще поехал какими-то окольными путями? Я катаюсь, разговариваю. На следующем Мы же с перекрестке. тобой водители, поэтому я вот на машине езжу. Хорошо. На следующем перекрестке направо. Тогда уж говори. Через 50 метров поверните направо. Это не перекресток, это прилегающая территория у нас справа. Тебе именно на перекрестке. Так, А это тогда выезд через 100 прилегающей метров территории. поверните направо. Да. Вот они, тэшки у тебя стоят. Да. Без обвесов. Без пилонов. Здорово, братан. Так. Чем больше ты будешь налетывать часы, тем быстрее ты продвинешься по службе. Тут очень сильно завязано на часы полета. Я не могу. А, нет. Право здесь. Здесь право. Здесь право. Мгм. Я же переустанавливал игру, удалял. Поэтому посмотреть, сколько я вообще налетывал раньше. У меня было много часов когда-то. Но это не у вас, это я летал. Но я не просто летал, у меня не было пилотирования. Я выполнял боевые задачи всегда. И ты сейчас не просто летал. Не, я имею в виду это, чисто боевой вылет всегда делал. Если летать именно по КБП, там потом еще дойдет до парного пилотажа. И на применение полигон профессиональное можно дойти. Если заморочиться с этим. Я-то тебя по ускоренному курсу веду, где пара упражнений есть из курса боевой подготовки. Мгм. Я понял, понял. И тебе в таблице там квадратики заполнятся. Там таблица у тебя в летной книжке есть, твоей подготовки по ГБП. И вот один квадратик ты уже закрыл. Вот здесь слева стояночка. А, вот я узнаю ее. Ну. Развернуться будет сложно здесь.
Ой, я сейчас это, подожди, попробую. А мы здесь это, вождение не сдаем на категорию? А вот ты в данный момент этим и занимаешься. Хуже всех у нас паркуется Татьяна. Какая Если ты такая? видишь стоящий криво самолет или вертолет, это, скорее всего, Татьяна запарковалась. Я просто представляю, как будто я еду на своем ховике на нем. И все. Правда, у меня крыльев там нету. На паровозике ты не ездишь, да? На работе. На самом, а у меня нету ешки же. Все, на месте. Близко к этому прижался чуть-чуть. Но расстояние не критическое, да? Ты нормально стал. Здесь они плотно стоят. Спасибо за напряженный полет. Блин, у меня аж рука офигела. Эльдар... Да, это Арма 3. Нет, это Арма 5. Четвертую не стали выпускать, Арму 5 выпустили, зацени. Смотри, какой самолет. Что дальше делаем? Ты хотел на Ташкент слетать? А, ну так. Или я пойду маршрут запрограммирую самолеты? Да? Так, а что мне тогда полигон пока поделать? Ну, просто ты хочешь передохнуть минут 10? Ну, так у меня стрим идет. Мне надо Или что-то не делать. хочешь? Ну, просто мне надо, чтобы запрограммировать маршрут самолет, мне надо быстро закрыть сервер и в Давай, редакторе иди пикнуть там делай точки. свои дела, а мы сейчас попробуем здесь с Хорошо. ребятами фокусы поделать. Время 10:40. 11:00 будет. Сколько времени? Ну ты мне потом в Дискорд там скажешь, что как, да? Да. Я сейчас пойду там Я тормозну. пока микрофон вырублю, но звук оставлю. Хорошо. Так, ребята, ну хватит тити мяч. Что началось-то вообще? Надо... Война ждет. Приборы, это, конечно... Блять, а что я из игры вышел? Прикольно вообще. Я, конечно, рад, что Иркут меня обучает всему этому. Ну, это надо было изначально всему этому обучаться. А то нормально. Там уже, блин, война в Грузии у меня была. Там уже против ПВО дерусь. Там колонны уничтожаю. Кучу техники. Пилотирование надо пройти. После того, как уже там чуть генерала не получил. Ну, шучу, конечно, не генерал, но там куча уже медалей было, помню, у пилота. Да, он у меня погиб. Птичка. Кстати, да, сейчас птичку вырубим. Такой бред вообще. Ее не видно, понимаете, в чем дело? Ее нету. Как мне от этой птички отмахнуться? Короче, здесь в настройке включена птичка. Эта птичка может в любой момент в двигатель залететь, блядь. Я уже сколько раз разбивался из-за этой птички. Просто взрывается двигатель. И все. Так, что это такое опять загорелось? Shift Escape. Все вырубил. Что тут за самолет? Су-25Т. Значит, смотрите, выполняем боевую задачу на самолете Су-25. Я упражнение уже такое сделал, у меня запись есть, я выложу чуть позже, там была одна особенность. Вот. Я справился с этой особенностью, потом увидите. Ну, позже.
Значит, у нас будет одна попытка. Нам надо на 2 самолетах выполнить задачу. Значит, какое упражнение? 25 грач взлетает, уничтожает цели, заходит на посадку, затем пересаживаясь на Су-25Т, тот же маневр, только другие цели уже. Вот. При этом надо выполнить все за один раз. Без респаунов, так сказать. Так, что-то я задумался, что задумался-то? Ну тут надо не ППМ поставить, а горячий старт со стоянки. Да, и 40. Все, теперь вооружение, блять. Удалить. Удалить. Вооружение у нас. Да ёп. Чтобы использовать вооружение, надо понять, что мы будем уничтожать. Так, вылет, 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 вылет. Куда полетим? Работа будет, получается, на побережье. Я вот думаю, какие Абрамсы поставить. Так, ладно, первые цели будут танки. М1, А2, давай тогда 2 танка поставим. Да, блядь, что такое? Тут кое-какую фишку, короче, забыл. Будет даже пехота у нас. Пехота будет на не открытой местности, а мы типа укроем ее в здании, надо будет по ней отработать. Бля, я, конечно, миссию сохраню, мы даже если сегодня не сделаем, а потом ее сделаем. Вот. То есть надо будет по пехоте отработать Су-25Т, стараться отработать не просто там ракетами закидать, как это обычно многие делают, а прицельно по шквалу. Можно пушкой даже отработать, поразить их. Единственное, ну не знаю, пускай в этом здании будет рядом с ним.
Так, короче, на этой позиции 2 Абрамса и пехота. Будет. Здесь будет колонна небольшая из 3 единиц техники. И тоже пехота будет рядом. Да ё-моё, задолбала меня тут эта херня. Забываю все тут одну тему. Так, вот 3 бойца, значит. И все, ладно, все, этого достаточно, как бы. Здрасте. Привет. Занятый пока. Александр занят своим делом, я тоже своим делом. Че ты? Понял. Полетать тоже хотел. Сейчас он там что-то делает. Освободится. Я тут тоже пока занят темой своей. Ну. Он даст знать. Мы отлетали с ним сейчас пилотирование. Там кое-какие упражнения поделали. Непривычно после ЛСА, да, по приборам ориентироваться? Вообще непривычно, да. Ну ничего, привыкнем потихоньку. Ой. А ты что, только зашел поиграть с нами? Тоже полетать? Да, у меня по плану комплексный вылет на Ми-24 на полигон с еще одним человеком. Ну понял. Ну ладно, ждем тогда его. Сейчас он освободится, напишет. Ну. Раз. О, блин, микрофон вырубил. Ну понял тогда, ладно, ожидаем тогда его. Сами. Ты здесь, да, будешь? Да, я если что тут. Ага. Ну ладно, я микрофон пока вырублю, потому что я тут разговариваю. У меня просто эфир. Так, ну все тогда на этом. Единственное, надо запомнить примерно их позиции. Блин, я забыл, где здесь маркер ставится. Из-за групп. Вообще не помню, прикинь. Ладно, буду визуально их искать тогда. Сначала буду так. Что еще хотел? Птичек убрать. Где это говно убирается? Оно мне надоело.
Ё-моё, а чё все заглохли? Ну, Сань, Так, ладно, ничего не помню уже, как что делать. Все, будем визуально ориентироваться. Маркеры вырублены, вообще пофиг. Так, ну, значит, ориентир первый у нас. 3 речки каких-то идут, впадающие в основное море. Здесь враг. Здесь какая-то холодная речка. Так, холодная речка. И вот как вот он называется, населенный пункт? Вообще непонятно. А, Гантиади. Все, Гантиади и холодная речка. Здесь где-то у нас враг. Так, вооружение, значит, Су-25. Управляемые ракеты. Так, где он? Можно бомбы даже поставить. Ну, 25-ки. Бомбы. Фабы 500. Нары здесь использоваться не будут. Не надо мне нары. А вот здесь уже будем использовать нары. Нары, ракеты вихрь, пушку. Мгм. Все этого достаточно. Нары и вихри. Сохраняю миссию. Да. Так, значит, напоминаю задачу. Вылетаем на Су-25. Выбираем любые цели. Поражаем. Возвращаемся. Меняем самолет. Вот. Значит, там 2 единицы и пехота. Там 3 единицы и пехота. Наконец-то делом займусь. Сейчас. Я, короче, вырубил пока. А, вон Саня. Саня, ты что, на связи появился? Саня. Иркут. Че, не было его еще? Ярослав, привет. нет, еще не было. Нет? Так, пацаны, ладно, пока я там тоже занят, ждем его. Просто я смотрю, вроде он появился. Сейчас. Так бы можно было вообще миссию чеченскую повыполнять. Ну, так как с ребятами что-то собрались сделать. Ну. Ладно, будем делать. Так, все, надеюсь, в этот раз мне птички никуда не залетят. Не горю желанием я с птичками тут развлекаться. Надоели они мне, все полеты портят. Их не видно, эти птицы, они просто залетают и все.
И ты уничтожаешься. Прям на аэродроме можешь просто сгореть нафиг в своем самолете. Из-за птичек. Так, аэродром не очень простой, сразу говорю. Те, кто летает в этой игре, знают его. Сочи Адлер — это сложный аэродром. Он ветреный. Здесь надо еще постараться самолет посадить. Вот. Так, что, запускаем двигатель. Запуск левого двигателя. Запуск готов. Второй двигатель. Так, подожди, не то нажал, конечно. А, нет, все нормально, запускается. Совмещаю приятное с полезным. Два самолета, но наведение разное у обоих. Вот не зря я не хотел в грач садиться когда-то здесь, в этой игре. И вот интуиция моя вот чувствовала это. Ну, раз сел, так надо его освоить. Так, закрылки. Взлетные. Что у нас тут по вооружению? Подожди. Управляемые ракеты. Что ты мне тут выдал? Подожди. Угу. А эта хрень как вырубается. Что это за прицелы у него появились? Два. Я что-то еще нажал. Как его вырубить? Блять. Вот не буду я сейчас управление разбираться, просто рестарт сделаю. Что-то сетку какую-то врубил, не знаю эту сетку, не помню. Сейчас не будет этой сетки. Выставиться хотел сразу на воздух. Ну ладно, сейчас взлечу, выставились. Все, давай запуск. Вот смех смехом, но и мне раньше казалось, что это вот это, блядь, прицел здесь. Когда я первый раз увидел его, подумал, что это оптика. Что там у них началось? А? Так, закрылки. Сейчас упражнения были до этого. В основном, почему приборы нужны? Потому что я согласен, бывает, работаешь в плохую погоду, здесь в игре играешь. Вот, но в основном у меня как? У меня были ситуации, либо я был... Ну, на вот этом самолете я не знаю, какой смысл на нем вообще на высотах летать. Только если... Чтоб тебя там не заметили, чтоб ты через ПО пролетела, где там цель атаковал с тылу. А так с облаков заходить, ну смысла нет, ты ни хрена не увидишь в нем. Угу. Одно дело, когда ты работаешь на Су-25Т, вот у него этот шквал, как бы, может, на расстоянии там, ну, в общем, как в оптику смотришь. Вот, то там, да, там приборы нужны, потому что ты в облаке даже можешь летать, и с облака там, главное, чтобы у тебя, ты был не за облаком и через облако пытался в шквал смотреть, ты не увидишь ничего.
Вот. То есть шквал, он не тепловизор. Вот. Ну, суть та же. Приборы те же, как бы, что там, что там. Даже если я здесь это освоил, там мне это пригодится. У нас были миссии, мы ночью летали. Как-то помню. Пару раз даже посадила ночью самолет. По приборам, ну, полоса светится, благо, как бы, а так по приборам, там не видно, там просто темно, реально. Здесь в игре вообще ночью ни хрена не видать, кроме твоего аэродрома. Даже вот вроде города светятся, они тебе ничем не помогут. Здесь ночью очень тяжело летать. И прибора ночного видения здесь нет. Все, я страгиваюсь. Так, стой, какой я страгиваюсь? Эй, блядь! Не! Тормоза, блин! Сейчас бы тронулся. Чуть не тронулся, блин. На одном двигателе. Не, ну почему? Можно было и попробовать. Экстрим. Второй-то кто запускать будет? Сейчас бы полетали. У меня подход к этой игре очень прост. Взлет, поражение цели, возврат. Все. Поэтому не знаю, нужен ли такой летчик Иркуту, нет. Просто вот заниматься вот этим, но я не, как сказать, не болею этим. Мне нравится боевая тема. Я вообще пошел сюда что, атаковать, как в армии 3. Я взлетел, атаковал и вернулся. Вот. Ладно, попробуем. Почему раньше не стал эту игру играть? Думал, она требовательна, думал, не пойдет. Плюс я стримил-то уже давно, как бы. Вот. Места на диске не было, она жрет до хера почти 200 гигабайт. Ну, сейчас, конечно, я компьютер маленько подобновил. И видюху нормальную себе взял, и этот SD-ху влепил себе еще на терабайт. Вот. То есть сейчас вот можно уже кайфовать. Поначалу она у меня стояла стимовская. 1.03. Взлет запрещаю. Стимовскую я убрал. Поставил обычно. 1.03. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 757,47. Стимовскую убрал, поставил. А, фишка в том, то, что ну, когда Су-25 Иркут мне подарил, активировать. Его как-то тоже в стиме можно. Но его проще через этот. Да и, блин, знаете, с одной стороны, проще так. Он ярлык запустил, лаунчер запустился, запуск и все. Тут в Steam зайдешь, потом запуск, потом лаунчер, потом 10 раз всю эту херню делаешь. Поэтому. Ну что? Взглянем на карту. А, они у меня отображаются, что ли? Ну да, маркеров только нет. Точек этих всех поубирал. Ну, тогда ладно, проще будет. Значит, грачом попробуем. Бля, что-то работает-то. О, ну давай бомбой их попробуем уничтожить. Короче, попробуем ударить по танкам и уничтожить пехоту бомбой тогда, да? Вот. А этих тогда оставим на 25. Ладно, за дело. Так, подожди, ориентиры. Выпуклость раз, выпуклость 2.
побережье. Тут 3 каких-то речки впадают в море. Как море, кстати, называется? Что это за море? Море, море. Непонятно. Какое-то море, короче. Вот. Ладно, вперед. Тут тоже зависит еще вот это стекло роль играет все-таки. Его для бомбардировки ниже опускаешь, считай, на капот прям кладешь. Ну, я так понятным языком говорю для тех, кто не летает, может. Либо выше. Ну, короче, вот это и есть шквал. Механический, блядь, я его называю. Мне не нравится, как работает дальномер здесь. Он дерганный сильно. Плавности у него нет. Он как это... Попробуй поймать цель. Когда вот такая точка, и он у тебя вот так вот гуляет, блядь, по стеклу. Не знаю, по мне так это вообще полный бред. Ну, пацаны приноровились. Я привык к плавности. То есть самолет, вот Су-25Т, он более плавнее в этом плане. Этот вообще дерганный весь. Не знаю, кто от него кайфует. Ну, если только нарами забрасывать и бомбить все подряд. А если вот работать прицельно по цели, это уже другая работа. Я-то вот к чему стремлюсь. Просто раскидывать нары куда попало, мне вот как-то вообще не в кайф. Что в армии 3, что здесь. Мне хочется именно поражать цель, которую я вот запланировал. Так. Вон они, эти речки идут, по-моему. 3 штуки цели, значит, где-то снизу. Что, дальномер? Это жирная полоса появляется, дальномер называется. Зону зафиксировал. Тягу убираю. Ну вот и попробуй найди иголочку в стоге сена. Романтика. Сука, вот, блять, вот без тебя, вот честно, ё-моё, как цель увидел, так монитор. У меня, короче, это автовыключение стоит на мониторе. Этот дебил мне сейчас предложил, может, вам вырубить его? Конечно. Мне же только его и надо сейчас вырубить. Вот видишь, как он двигается, дальномер? Полная хрень. Кому нравится так работать? Мне вот не нравится. Пуск.
Ну, он уже ракета, видишь, не попадает по нему. То есть надо вот в эту точечку попасть еще и на расстоянии. Да-да. Это и есть управляемые ракеты. Да, Иркут, сейчас я зайду. Еще заход сделаю. Ну, короче, вот такую миссию нам надо будет сделать. Я просто принцип сейчас показываю. Почему с того самолета было проще это делать. Видимость здесь роль играет. Ты ни хрена не видишь вот в это вот. Как ты в это увидишь, блядь? Риски большие идут. Очень большие риски. Ты так подлетишь к ПВО, оно тебя поразит. То есть этот самолет, по идее, он должен работать только тогда, когда нету ПВО. Если будет ПВО в зоне, все, ему в лоб зарядят. Потому что на такое расстояние, если подлетишь к цели, тебя, блядь, с калаша собьют нахер. Надо объективным быть. В этом и вся особенность этого самолета. Поэтому только на удалении работать нарами, но бомбами можно отработать с высоты. А птурами нет. Управляемая ракета — это жопа, я говорю. Я считаю, управляемые ракеты только используются тогда, когда нет в зоне ПВО. И если в зоне есть ПВО, все, они тебя собьют. Потому что тебе приходится очень близко подлетать к цели. Даже танк тебя может сбить. Танковым пулеметом. Сейчас еще отработаем одной ракетой. Расстояние было короткое, видать, ракета не захватила толком цели, ушла в молоко. Я так и не понял, куда она ушла. Ну, куда-то. Так, врубаю дальномер. Тягу убираю. Захват территории. Близко. Чуть подальше. Вот так вот. Ну, тут надо сейчас найти цель. Иногда трекер вот бывает херню страдает. Блять. Вот танк вижу. Я вот не могу чисто сделать ничего, потому что у меня надо еще в него... Вот сейчас опять расстояние маленькое, видишь? Пошла. Куда вот ракета пошла? Все, она идет туда. Цель поражена. Ну хоть... Ну вот как-то так это работает. Я говорю, это говно, блядь. Не знаю. Вот что бы мне это ни говорило, мне это не нравится. Я вот не кайфую от этого. Вот честно, вот русским языком, вот прямо линейно, я человек прямолинейный, мне не нравится такая работа. Это херня полная. Это риски для самолета. Его собьют. Нет. Я считаю, это неправильно. Блядь, я вот, знаете, всегда вопросом задаю, почему не подошел на вооружение Су-25Т. Он в этом плане очень хороший самолет. Грач. Ну что этот грач, ну? Ну что, бомбы? Кстати, с бомбами я иногда, бывает, развлекаюсь. На себя их сбрасываю. Так, все, бомбы стоят.
Даже вот я маленько понял принцип, как наводиться здесь, но мне все равно не нравится эта система у этого самолета с управляемыми ракетами. Правильно этот Иркут говорил, либо подсветка нужна здесь. Наверное, только так. А здесь вообще подсвечивать можно на него, не? Вот тут что-то не знаю. Так, значит, дальше что мы делаем? Сброс бомб. Так, бомбы стоят по одной. Если я не ошибаюсь. Так, сейчас я его выровняю. Тумблер, контур. Или shift, блять. Пробел, подожди. Или alt, пробел. Ну это, ну да. Не помню, как подвес сбрасывать. Шум говорю. Иркут, напомни. 2 штуки как. Блин, вчера нам парень подсказал же. Сейчас 2 сразу сбросим. Так, ориентир. Или Абрамс. Давайте Абрамс разобьем. Че, я его оставлять буду? Так, для бомб, значит. Стеклышко убираем в самый низ. Бомбы стоят, все, прицел есть. Бомбардировщик из меня, конечно, еще тот. Потому что всегда работал ракетами. Контрпробел. Контрправый. Пробел, да? Нет, не работает. Понял, а где ты? Почему я тебя не вижу? Это он, что ли? Блять. Я что-то не могу заметить ту цель левую. Правую-то я вижу, а этого не вижу. Подожди. Ну, скорость все равно большая, высота большая, была опасна. Сейчас я посмотрю, мне надо его визуально-то увидеть. Где он стоит-то? Вон он. Машины сбивают вот эти движения, да? Ни хрена за них не видать. Да, все, переключил на 2 бомбы. Все, спасибо большое. Левый контрпробел надо запомнить. Что мне понравилось? Мне понравилось единственное у этого самолета это сбрасывать бомбы. Да, вот без балабольства, блядь, я сегодня же попробовал. Танк один уничтожил, получилось вроде. А я увидел ее. Ну вот видишь, у тебя глаз набит, а я летал, блин, я же без марки, я точки ставил. На точках все равно. Значит, у тебя глаз уже набит, красавчик. А я вот не увидел.
Блин, ну я не попал в него, я рядом его ударил. Получается так, что ли? Рядом все, да? Ну, это надо ему прям в лоб, короче, зарядить, тогда он почувствует ее. Но я попал в него, получается, рядом прям. Получается, если была бы что-нибудь попроще, наверное, бы уничтожил. Хе-хе. Прикольно. Так, ну и что, и того? Не уничтоженный, получается, Абрамс. Не один уничтоженный. Пехота придется сейчас 125-кой бить. Иркут, ну вы начинаете, что-то там собрались? Сейчас я покажу еще одно упражнение. Сейчас я посажу его. Но мне надо его посадить. Просто будет как-то неправильно, если я просто буду перерождаться. Ты напиши в чате, чем мы сейчас будем заниматься. Так, вкратце. Я, короче, птички отключил. Нахрен. Я не вижу этих птичек, не знаю, откуда они берутся. Мне хоть раз бы здесь какую-нибудь птицу увидеть. Но почему-то, когда при взлете начинаю приземляться, мне постоянно в двигатель что-то прилетает. Уже какой раз я страдал из-за этого. Так что я думаю, надо было просто мне маленько самолет почувствовать, потом идти к тебе на полигон. А мы какую-то фигню с тобой придумали. Поторопился я. Управление не настроил, ничего, я уже решил там побеждать всех. Так, а чё я с этим летаю? И он... И главное, не перегревается, смотри, работает. А вот, кстати, если дальномер не вырубить в Су-25Т, он вроде как сгорает, что ли. Я такое слышал. То есть там не получится вот так вот полетать долго с дальномером. Так, ну что, особенность этой посадки, в жопу будет сильный ветер дуть. Аэродром Сочи-Адлер. Этот аэродром, он у меня уже в историю вошел для меня. Чё я только на нем не творил, блин. Как я только на нем не приземлялся. Как вертолет приземлялся. Сальто я еще не делал на него. Так, скорость большая, 550, не сброшу, наверное. Это мой этот вариант посадки. Высота большая, да? Тихо, тихо, тихо. Блин, маленько не доверну, наверное, да? Или доверну, как думаете? Доверну или не доверну? Блин. Ах ты, блядь. Вот давай только без прыжков. Все, понял. Попрыгунчик, блядь. Вот если первое колесо вот так вот прыгает, все, можно взлетать вверх. Со второго раза заходить. Я уже знаю, к чему это приведет. Я до той горы доскочу.
А? Бочка, петля, курсант. Сейчас еще раз попробую. Так, а чё шасси? Блять. Понял, ладно. Короче, у него есть особенность у этого самолета. Ладно, я с ним знакомлюсь. Вот у Су-25Т шасси не клинит, а у него заклинило. У меня там при касании колеса я шасси это не ломала. Здесь он, видишь, ломается. Ну ладно, не трагедия. Сейчас все разойду. Надо, чтобы задние работали. Интересно, он на брюхо садится, этот самолет? Или у него не получится? Надо на брюхо его попробовать посадить. Давай его на брюхо посадим. Без шасси вообще. Сможет он вывести нагрузку, нет? Так, скорость. Трясет его из-за того, что колесо у меня переднее. Короче, видать, коснулся полосы, взлетел. Главное, чуть-чуть коснулся, и оно уже сломалось. Прикольно, да? Нагрузка уже не вывозит аварийно. Вот так вот, если надо будет приземлиться аварийно, развалится, наверное. Ничего, на второй заход иду. Что там? Маленько скорости добавить, скорость уходит. Так, здесь можно тягу убрать, потому что сейчас будет снижение, и скорость сама разовьется по себе. Шасси. Что можно еще использовать? Ну, сейчас скорость небольшая. Я иногда воздушный тормоз еще использую. Кстати, да, воздушный тормоз я использую. Ниже возьму. Высота большая была в прошлый раз. Пол полосы пролетел. Это была ошибка. Все, тормоз воздушный убираю. Все, с полосой есть контакт. Теперь здесь надо рулевую вырулить. Сейчас его будет заносить немного. Но тут уже надо на машине уметь ездить в жизни. Тогда поймешь управление. Тихо-тихо, братан. Парашюты. Тихо. Дрифтовать умеете, нет? Ну, вот примерно так же. Вот, как-то так. Я говорю, у меня посадка маленько другая. Я недооцениваю, я его просто сравниваю с предыдущей моделью. И мне-то она больше нравится, чем это. Причем во всех смыслах. А тот самолет точно у нас в СССР изобретали? Что-то я слышал, вообще его в Грузии, по-моему, делали, нет? Су-25Т. Чем-то он, видишь, не понравился. Кому-то его сняли с вооружения. Так, ладно, что, задание здесь сделано. Теперь остается у нас самый самолет, на которого теперь возложена основная вся миссия. Уничтожение Абрамса, уничтожение пехоты,
Уничтожение лавок с пехотой. Значит, отрабатываю. Уничтожаю Абрамс вихрем. Пехоту уничтожаю нарами. Через систему шквал, кстати, работать буду. Да, не просто кидаться нарами. Так, здесь вот надо ориентир 2 здания каких-то, не знаю, степи или что, перекресток. Надо будет его обнаружить. Грузия, СССР, завод там был. Ну вот, видишь. Значит, грузинцы его сделали, получается. Хороший самолет. Сейчас я... О, значит, здание у нас положение 3 цели. И пехота опять. Все, ладно, давайте за дело, то там еще ждут веселые полеты. Так, электрика. Видите, какой вид здесь? Я еще трекер даже не врубил. Какой вид здесь уже отдаленный от панели. То есть здесь вот центр вот именно сделан классно. А почему в Су-25 так не сделан? Потому что там туловище пилота. Если они так его отодвинут, ты будешь в текстурах сидеть. То есть получается из-за пилота такой бред. Я понял, в чем суть. Запуск левого двигателя. Не знаю, обзор мне здесь вполне нравится. То, что нужно выполнять на нем боевые задачи какие-либо, этого обзора вот так вот хватает. Твой обзор вот он, в телескопе. Все. Здесь максимум, что нужно сделать, это в этих окошечках найти район, где нужно зафиксировать шквал, либо найти полосу при посадке. Все, больше ничего здесь не надо делать. Особо может даже не засматриваться. Вон, боковой обзор есть для этого. Пожалуйста, смотри, вот тебе обзор. Все остальное это только для прицеливания. Я еще раз говорю, это не грач. В граче, да, в граче нужен обзор, потому что там ты целишься по прицелу. А здесь... Шквал здесь можно использовать не только, допустим, по управляемым ракетам. Можно использовать и пушку для земли, и нары также по шквалу. То есть тебе не надо там что-то рыскать в этом прицеле, искать и подлетать там за 4 за километр, да, допустим, и ой, где там что, ты в шквале уже зафиксировал, ага, вот, где-то пехоту увидел, да, там технику, ты уже знаешь примерно, куда работать. Все. Достигаешь определенного расстояния, чтобы у тебя нары могли достать. Отработал, ушел. И не надо лететь туда, блядь, вблизь. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Зеркала очень удобная штука здесь вообще. То есть они, конечно, от ПЗРК тебя не спасут, но они тебя спасут, допустим, если тебе на хвост сядет самолет. Но опять же, максимум, что они тебе помогут, ты его увидишь и все. А уворачиваться... Вот, кстати, с грачом я соревновался как-то, нет. Маневренности не хватает. Взлет запрещаю. 1-0-4. Сочи. Взлет по готовности.
после всех вот этих стримовских этих тем я потом ролик выложу, посмотрите, как были взлеты и посадки. Это было вообще весело. Он Иркуту показывал. Иркут, тебе понравилось, когда птички в двигатель залетают? Чего? В смысле? Да, Иркут, я верю тебе, что ты справишься. Я же не тебя не до... Блин, смотри, давай я тебе так скажу. Вот если выбирать, вот, допустим, как я, любитель, я же не ты летчик, вот, то я рекомендую вот такой самолет для любителей. Если, допустим, как ты, игрок, прям погружен в эту всю тему, то можно играть хорошо, осваивать. Не, ну я же не отказываюсь его осваивать. Я же хочу с тобой осваивать его все дальше. Поэтому, ну, для меня, вот как для любителя, вот этот самолет намного интереснее. Не то, что там он какой-то по управлению легкий или что, нет. Просто, наверное, я больше предпочитаю в авиации снайперскую стрельбу, чем с мушки. Такое бывает. Наверное, мне больше подойдут вертолеты. К-52, К-50, Ми-24. Там же тоже есть управляемые ракеты, которые можно запускать через дисплеи. Единственное, из меня там пилот не получится, потому что у меня нету оборудования летать пилотом. Но стрелком я могу быть. Ладно, меньше слов, больше дела. Сейчас надо будет нам атаковать цель. Так, выставляемся. Воздух, земля, ракеты, вихрь. Сейчас надо будет эту зону поймать в шквал. Так, высоту набираем. Высота 1500. Работаем с воды. Здесь видишь, как сделано. Вот мне, допустим, надо его стабилизировать. Мне не надо там кнопки крутить, вертеть. Я нажимаю вот так вот. Он его сам стабилизирует. Все. Хотя почему-то этот самолет, он не сильно отличается по... Кстати, ты вот истории же, да, интересуешься. Какой самолет раньше изобретен? А, нет, подожди, Су-25Т позже, да, изобретен Грача? Грач раньше был изобретен. Мне просто интересно, почему Грача оставили, а этот убрали, блядь. Хотя этот самолет, он намного интересней. И автопилоты здесь у него есть, и, блин, и шквал есть, и... Ну, вот это штурмовик для меня, серьезный штурмовик. Че, технологии не дошли до него никак. Так. 3000 метров. Выпуклость, раз выпуклость. Где-то здесь у нас цели находятся. Скорость сбрасываю. Нет, подожди, не здесь. А, вот они идут. По-моему, оно. Нет, не оно, блядь. Подожди, а где же этот...
Короче, надо зафиксировать район, где цели. Вот в чем суть. Вот, все, я вижу этот район, по-моему. Все, я зафиксировал. Теперь начинаю рыскание. Вижу танк. Вот она, Абрамс, наша цель. Танк захвачен. Ограничитель снимаю. И выхожу потихоньку на цель. В этот момент можно на ПЦ даже взять. Все, потихоньку ведем. Скорость чуть добавим. Цель получена. Можно уже запускать ракету, кстати. Тягу добавляем. Так, цель не получила значительных повреждений. А, нет, хотя нормально. Сейчас еще запуск будет. Не знаю, цель поражена вроде. Так, дальномер сразу вырубаю. Все, перехожу. Вот в таких ситуациях приходится на низкой высоте работать, когда добиваешь цель. Кстати, он очень комфортен на низких высотах, самолет. При том, что у меня джойстик уже каменного века. Он хорошо управляется. Я летал и на нем на низких высотах. Единственное, если скорость 780 где-то развить, он развалится. Так, сейчас нам надо атаковать цели нарами в здании, там же, где Абрамс. Вот, только чуть подальше. Я не знаю, видишь, как бы, не, почему? Он мне помог, он мне приборами объяснил, по приборам все как бы, вот, классно все это. Просто я ему объясняю, что я такой летчик, блин, волк-одиночка, блядь, мне непривычно будет сейчас с ними летать. Я, бывает, нормально летаю, бывает, у меня день не идет сегодня. То есть, если у меня день не идет, то я такую, вот такое могу вытворить, блин. Сам иногда себя не ожидаю этого. Не знаю, может, самолет начинает так чувствовать, может, еще... То есть, я не образцовый, я ему говорю, я не образцовый летчик, я не летаю по образцу вот этим, как по приборам часто. То есть, я смотрю, вот почему мне Су-25, вот этот Т нравится, что здесь... Ты можешь летать так, как ты чувствуешь самолет, а не так, как у него там, блядь, на датчиках показано. Вот что еще. О, Су-25СМ я, кстати, видел где-то. Так, давай пехоту эту сейчас уничтожим. Тут, видите, идет речка такая. Рядом с ней дома. Вот, нам сейчас надо будет отработать. Не, нормально, нормально. Мне нравится. У Иркута тоже эта тема. Она мне полезна. Она мне тоже дает пользу. Плюсы разнообразия. И для стрима, как бы, людям же интересно это. Почему бы и нет. Просто я вот показываю, что если кто-то хочет научиться нормально поиграть в эту игру, кайфануть, то начинать лучше вот с этого самолета. А не стремиться сразу какой-нибудь там МиГ-29 взять. Я вот с него начинал. Так, подожди, по-моему, оно... Режим воздух-земля.
Я Саню давно знаю, мы с ним и вживую виделись уже, как бы. Нормальный парень. Что мне давно уже предлагал всю эту тему. Я-то, видите, занимался другим, мне не интересны были полеты. Так, вот вода. Где-то цели у нас 2 здания, 3 где-то. Где вот их найти? Пехоту сложнее бить, конечно. Вот это, по-моему. Здесь где-то контакт. Блин, взял, а не то врубил. Все, захват про... Это мой косяк. Все, уходим на второй круг. Пехоту сложнее. Я ее раньше очень хорошо видел. Сейчас ее плохо вижу в шквале. Но я знаю, это можно сделать. Да и мне самому надо. Мне вот сейчас, чтобы выполнить задание свое в Чечне там, мне надо сейчас понять, как я пехоту раньше видел. Куда? В КС? В смысле в КС? Counter-Strike, что ли? В КС. Так, я не могу понять. А, ну тут 2 задания, получается. Они возле дороги. Да из-за степи, наверное, мы их не видим, да? Ладно. Сейчас. Не, Иркут меня давно уже звал, как бы, во всю эту тему. Мне нравится, как он объясняет, показывает. Поэтому я обдуманно к нему пошел. Но при этом не бросаю свои безалаберные полеты. Я из-за этого и сюда и пришел. Если бы я бы изначально бы летал бы здесь все по этому, так сказать, по шаблонам, не знаю, мне было бы скучно. Интересно же, когда ты какие-то приколюшки у тебя тут, как вот на работе вот бывает, не все гладко у нас вот. Да, Иркут? У нас и работа с ним такая же интересная. Оно нет. Мгм. Да, вот мост. Да, блядь, где эти 2 здания, прикинь, их не видать из-за деревьев. Ну-ка. Просто самому интересно. А, ну это ориентир сюда. Видишь, я ориентир теряю, потому что из-за степи. Короче, вот есть один большой минус, блядь. Вот эти текстуры деревьев, травы, они тебя сбивают. Контрол. Ну, кстати, я тоже играю, но не в контру, конечно. В контру раньше играл. Блять, как вас, гадов, уничтожить? Вот, вот видите, вот. А, ну дым еще остался. Короче, вот где-то там, вот где вода, ручей, этот первая речка идет ближе ко мне, там какие-то 2 здания в степи находятся. Вот, и мне надо эти 2 здания увидеть. Я хочу просто прицельно отработать по пехоте. Да, я летаю без маркеров сейчас, поэтому мне сложно. Я же летал все с маркерами, с точками хотя бы. Имена-то я не ставил, а с точками летал. Сейчас вот у Иркута мы полетали, я убрал даже точки. И вот стараюсь визуально видеть, усложнил себе задачу. Поэтому вот не вижу сразу.
Ладно, будем пробовать. Еще сейчас на заход пойду. Что там у меня по топливу? 2900. Видите, у него маневренности не так много, как у Грача. У Грача он быстро скорость развивает, а этот, видите, уже начинает, его заносит, блин, он как вертолет, блин, становится. Поэтому на нем сложнее, конечно, летать. Здесь надо держать штурвал. Все вот эти ветры, все. О, я его помню, даже боком садил. Это капец какой-то. Бывало. Я уже не говорю, если эти двигатели подобьют, его вообще боком почти ведет. Короче, самолет такой. Но интересный. Да. Вот она, эта речка. Вот, вон вижу пехоту. Все, захват есть. Работаем. Что ты мне натворил тут? Балбес этот. Иногда только сбивают все. Все, захват есть. Сейчас надо будет по ним отработать. Тягу добавляю. Можно так проверку сделать. Зато я знаю, где уже цель. Все, я вот их контролирую. Все, отработал. Цель поражена. Ухожу. Так, нары немного оставил. Сейчас перерубаюсь на ракеты управляемые. Лавки надо будет уничтожить. Все, самолет тут, видите, контроль теряет. Врубаешь стабилизаторы, ну, автопилот, как хотите его называйте. Он стабилизирует тебе рут сразу, все. И не надо тут на клавиатуре заниматься вот этим. Ладно, не буду говорить чем. Все, вот он стабилизировал, все. Выполняем задачу дальше. Поэтому хорошо, когда есть такой самолет, вы можете сделать для себя выбор. Либо погрузиться в полный реализм, прям и издеваться над своим штурвалом. Либо просто поиграть и нормально насладиться этим самолетом. Так, дальше цель. Холодная речка. Здесь уже никаких выпуклостей нету. Что визуально придется смотреть. Поезд там едет. Так они, получается, на дороге. На дороге между какие-то дома, блин. Гребешком.
Между Гребешком и Холодной речкой. Вот это что ли? Где-то здесь получается. На дороге стоят. Так, ну визуально разведку проводить я не собираюсь, потому что меня ПВО может сбить. Обычно на граче же так можно сделать. Нет. Ну если так вот зона опасности, я же не полечу, не поеду, не полечу туда рисковать самолетом. Зачем мне? У меня есть снайперский прицел, который я могу провести разведку. Бинокль так называется. Я сейчас лечу на достаточное расстояние и проведу разведку в бинокль. Да, ракеты «Вихрь», конечно, их используешь не так далеко. Вот 29-ки здесь есть вооружение, 25-ки, они уже могут стрелять на 20 километров и больше. Не очкуй, Славик. Так, вон они мои цели, там где-то. Еще доворачиваем, еще доворачиваем. Тихо, 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 тихо. Опа, есть фиксация. Ну, здесь надо будет их сейчас на дороге искать. Справа не вижу. Машины ездят здесь еще. Мешаются. Вижу цели. Делаю захват. Цель получена. Ограничитель сразу снимаю. Немного тяги добавляю. Пуск. Надо контролить самолет. Тягу маленько убираю. Следующая цель получена. Начало движения. 3, 2, 1. Пуск. Блять, промазал. 3, 2, 1. Пуск. Дерево мешает. Смотри-ка, что, а? Ну, в это мои планы не входило, да. Ушел. Короче, что я хотел сделать? Я хотел... рано я начал шквалом дергать влево. Я хотел еще одну цель захватить. Ракета еще не долетела до цели. Да, у Вихря есть такая, блядь, особенность. Голову кружит он. Он вот так вот летит, блин. Надо еще его довести до конца, так сказать. В итоге две цели. Нет, две цели. Одна, да, поражена. А, они все в кучку собрались. Понял, ладно, захожу еще на заход. Так, ну, дымок у нас уже есть. Это будет ориентир. То есть, когда есть масса целей и что-то ты уничтожаешь, дым дает тебе уже ориентир. По дыму можешь уже ориентироваться. Сейчас иду на второй заход. У этого самолета максимальная скорость 770. По факту говорю. Вот. Если больше разгонишься, все, можешь двигатель тушить. Не знаю там где, в какой книге что пишут. Я вот говорю в игре по факту. 707, 708, все. Чуть выше, все, загоришься. Готовлю вихрь. Тягу волной.
Ну как в ноль, надо выставить. Так, чтобы я смог развернуться. Скорость вроде нормальная. Так, вот. Ориентиры вижу. Чуть левее. Левее. Вот он дым. Цель захвачена. Сразу ограничитель снимаю на пуск. Что такое ограничитель вообще? То есть я могу отсюда пуск уже выполнить. Но ракета не долетит. Потому что... Хотя нет, 15 километров долетит. Давай. Если больше 15, то не факт. Гражданских бы не забрать. Вижу еще цель. Захвачена. Беру левее. Пуск. Все. Задача цели уничтожены. Теперь остается пехота. Да, мне не хватает прикрытия иногда на этом самолете, потому что вот он конкретно штурмовик. То есть им в основном занимаюсь именно уничтожением что-то такого в прицел. Ну, как снайпер работаешь. Вот, иногда не хватает прикрытия именно вот, допустим, в компаниях есть серьезный ПВО. Не вот эти там, блядь, стоят шмакозявки всякие, а есть типа оса. Иглы вот иногда мешают, потому что я вот в нем не могу определить, где пуск этой иглы, там, стингера. Конечно, нужен обязательно самолет, прикрытие, сопровождение, чтобы мог видеть хотя бы откуда пуск. Так, цели поражены, остается пехота. Также нарами сейчас по ней отработаем. В этой же области где-то пехота спрятана у нас, 3 человек. Все, ориентир туда же. За деревьями надо будет... Вот как за деревьями ты увидишь? Ты сможешь их увидеть в Граче в обычном, в Су-25 за деревьями? М? Или в здании где-то рядом. Сможешь их увидеть? Да, по мне так Грач, он только работает по наводке. А если сам начинает работать, он, блядь, только может город весь разнести, и гражданское население только... Вот. А этот самолет, он способен работать не по гражданским, он может работать прицельно. Жалко, что его убрали из вооружения, конечно. Надо почитать, из-за чего. Может, что-то он не прошел, испытания какие-то. Очень хороший. Я вот тут, честно, в ДКС, можно сказать, даже ради него только сюда вернулся. Мне остальное вообще не очень нравится. А иностранные самолеты я не очень люблю. Не поклонник. А из нашей авиации, ну, не знаю, есть что-нибудь типа этого, только не вертолет? Я думаю, нет. Не, ну понятно, здесь наводка нужна. Да-да-да, наводчик всегда нужен. Это я ни в коем случае не спорю. Без наводчика работать просто вслепую, ну, так себе вариант, конечно. Так, доворачиваем. Даже нет, я не сюда пошел, не туда.
Так, нет, неправильно. Шквал надо зафиксировать. Хоп. Все, район зафиксировал, начинаю рыскание. Вот они цели. Так, скорость большая, трясет. Тягу убираю. Ну, здесь где-то у нас есть еще пехота. Ее очень сложно заметить. Степи. Вижу. Вот они, пацаны, стоят. Двое. Все. Работаю. Тягу маленько добавляю, чтобы не падать. Там машины ездят, то есть мне машины нельзя их трогать. Моя задача чисто отработать по пехоте, все. Вот тут опять трекер, конечно, тоже роль играет, блин. Тут выше надо садиться. Все хорошо, вот я могу здесь смотреть и в шквале наблюдать. Движутся ли они, меняют ли они позицию или еще что-нибудь. То есть, вот еще плюс огромный. Все, тягу маленько сбрасываю. Ладно, здесь закрылки использую. У меня там ракет немного осталось, скорее всего. Вот видите, он там по шквалу. Один справа, другой слева. Это последний мой боекомплект был. Цель поражена. Все, здание выполнил, возвращаюсь на аэродром. Цели все поражены. Поэтому можно было даже грача не запускать. Этот самолет мог бы просто все уничтожить и все. Не потому, что он какой-то там легкий. Потому что он продуманный. Этот самолет реально продуман был когда-то для наземки, я так понимаю. Конструкторы его, наверное, создавали. Ну, если вот, ну, так он, как вот в жизни, как здесь вот. Создавали, наверное, его с мозгами. Я просто так и не понял, что пытался тогда про него прочитать. Я до сих пор не понял суть, почему его они убрали. Что-то где-то какие-то испытания им там не понравились с ним. А какие, я не знаю. Вот Иркут у нас любит историю изучать. Иркут, ты изучал, почему Су-25Т убрали с вооружения? Это, кстати, основной самолет в этой игре изначально. А ты ДКС уже давно играешь, ты уже должен знать. Я-то, видишь, как бы... Ну, я изучу сейчас обязательно. Я, если заинтересовался, я обязательно изучу. Че, приземляться? Блин, вот приземляться на нем жопа. На граче легче намного. Этого колбасит. Блин. Тем более сейчас еще с моря заходить, это вообще жопа. Так, что я тягу? Ну, тягу не трогаю. Точнее, я уберу просто и все. Так, тормоза. Я делаю змейку. Почему? Потому что мне надо скорость сбросить. Меня никто этому не учил, я сам знаю. Как мне лучше сделать? Так, здесь добавляю немного тяги, чтобы протянуть
Высоту сбрасываю. Все, тягу в ноль. Шасси. Пытаюсь дотянуться до полосы. Видите, он боком идет. Тихо, 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 тихо. Блять, зря я этот бросил рут. Тихо, 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 тихо. Рут, главное, не бросать резко. Даже если ты бросил, надо суметь его выровнять. Парашют. Слушай, по-моему, все, да? Расслабился, рут бросил, ну. Все, упражнения свои выполнил, все. Здание сделано. Ладно, что, можно расслабиться. Ну, Иркут, теперь я полностью в твоем внимании. Я же должен был показать зрителям, что ты умею, а то они думают, что это в Battlefield летал все в 1942 до этого. Так, сейчас я выйду. Я на связи. Раз, слышно меня? Да-да, Ну что, продолжим? продолжим. Я связь починил, так что давай СРС-ку запустим. Так, сейчас запустим все. Блин, надо отойти на пару сек. Отходи, пойду, тоже кофейку долью перед полетами. Угу. У нас там пара Ми-24 сейчас на задание отправится. Так, подождите. Сейчас я сервер уберу. Я на перекур. Да, я сейчас на пару минут отойду. Слушай, ну мне понравилось, как у меня сейчас полет получился. Но вот, кстати, блин, запись там будет интереснее. Там пипец, просто вы офигеете. Просто я говорю, некоторые думают, что косяк у меня какой-то был. Нет, это в игре косяк. 2 раза я горел там, и все 2 раза выжил. Еще и самолет посадил. Да-да-да. Так, кто у нас там, пацаны, смотрю на связи. Готовый авиатор, Ярослав. Вы тоже, да, будете сейчас играть, летать, да? Ну да. Да. Угу. Все, ништяк. Ладно, сейчас соберемся. Пойду я отлучусь тоже на пару сек, а то я полет-то сделал, надо отдохнуть. Че? Так, пацаны, вас не отвлекаю пока. Владимир Петрович Бабак конструировал этот самолет. Он ошибочный основной самолет. Игра вообще начиналась в 90-х годах. Су-27, так что Су-27 считаю основной самолет. Ну, понял. Не, ну, мне просто вот интересно, почему самолет этот убрали с вооружения. Если он такой, как он есть здесь в игре. Нахуй мне нужен этот грач вообще. Не знаю, я вообще не понимаю. Хороший самолет такой. И шквал есть, и... Нет, тогда вообще... Ну, просто так вот взяли и убрали, да, такой самолет классный. Ну вот, кстати, Турвикер. Через шквал можно нацелиться, да, на... Я тебе говорю, это вот... Это танк, сука, по сравнению с Грачом. Ладно, сейчас я подойду.
Я на связи. Здесь я. На сервер и СРС запустим. Законнектился. Так, авиатор готов? Да. Давай с другой канал. Да. И демонстрацию в Дискорде сделай. И я с тобой согласен, вам по многим моментам я с тобой согласен. Да, там сейчас МиГ-29 на задание полетит, 24-ки. Ты? Ага. Но ты близко стреляешь. Нет. Подожди, я смотрю твой стрим, и я вижу цель, и я бы уже стрельнул. В каких очках? Я твой стрим смотрю. Какие очки? Я смотрю твой стрим. В уменьшенном, причем размере окна. Я еще чат смотрю твой. Я на Ютубе вижу. Тут надо просто сноровки Я же зритель. иметь. Я же зритель. Смотрю и на твоем экране Ой, это вижу. микрофон вырубил. Ну ты-то зритель, как сказать? Ты зритель, который уже эту игру знаешь. Но я вижу цель, которую ты установил в своем редакторе. Ой. А, ну свою-то цель. Твою Не, цель. Я подожди. твою цель вижу, Не, которую ты в редакторе поставил в погоди, Сочи. нет, подожди, стой, я свою-то цель вижу, я твою не видел, там самолеты твои. Вот в этом и суть. Уметь найти цель визуально, не зная ее точного расположения. Но это позже. Сейчас не Это об этом. опыт. Сейчас в Дискорде сделай трансляшку, чтобы мы к СРС-ке подконнектились нормально. Я на сервере у вас, я ничего пока не знаю, что брать тут. Можешь в Дискорде включить трансляшку? Сейчас. Чтобы мы СРС подконнектили. Врубил. Открой. По какому плану будем работать? Так, еще какие там? У нас? тебя на выбор 2 задания. Угу, какие еще? По маршруту или на пилотаж на тэшке ты хотел, да? Не, давай по маршруту, потому что я на тэшке Тогда бери пролетелся. Буран КБП ША номер 1. Угу. Вот. Занимай борт. Открой планшет. Угу. Смотри. Видишь, у тебя внизу таблица? Да, вижу. Видишь Крымск, столбец? Да, вижу. И видишь слева радиоканал, частота вышки. Так, сейчас.
Да, да, вижу. И там написано канал 18, а частота 124,0. Мгм. Вот нам сейчас эту частоту надо в СРС установить. Тебе надо открыть оверлей СРС-ки. А Так. транслируешь ты, наверное, только ДКС-ку, да, и я не увижу ее. Давай я тебе этот... Сейчас, подожди. Лучше весь экран транслировать. Сейчас я тебе так сделаю. А, Лучше весь экран транслировать, полностью весь экран. подожди. Оп. Вот так вот, да? Это ты отдельно СРС-ку транслируешь. А тебе ладно. надо что? Чтобы весь монитор транслировался. А, весь. Там просто транслировать Ну, экран, щас, там подожди, надо вторую попробуем. вкладку выбрать. Так, весь экран. Там трансляция и весь экран. Да, да. Да. Ну вот, я тебе включу. Вот, и теперь вот тогл радио оверлей нажми. Тогл радио оверлей. Не здесь, ниже, 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 ниже. Выше, выше, выше. Выше, левее, левее, левее. Вот это. Да. И вот здесь вот этими кнопочками надо установить частоту. Так, еще раз. Сейчас я здесь посмотрю. Тут прямоугольные 124.0. Да. Прямоугольные кнопочки, видишь? Выше и ниже циферок. Видишь, меняется. Так. Выше, вверху и внизу 24, кнопки есть. В другую сторону, А, вниз, вот. да. Блин. Вот это да. И справа на нули перевести. Вот. Видишь, 3 человека в кадре? Мгм. Сейчас я у себя то же самое А сделаю. снизу надо что-нибудь настраивать? Внизу уровень громкости при желании настроить. Громкость вот это? Сейчас я сам на частоту введу. И смотри, видишь, там справа есть зеленая лампочка. Да, да, да. И иногда она может стать желтой. Мгм. Тогда надо на нее нажать. Проверка связи. Руководитель полетов Таймыр в канале. Группа «Снежок» после запуска подготовка к рулению. Как вас громко слышно? Группе Снежок руление взлетный 04. Так, сейчас я тебе игру включу. Группа «Снежок» принял. Мгм. Я тебе Как игру тебе? включил. Да, нормально. Так, сейчас я проверю, а меня будет слышно, нет? Сейчас. Прием, как слышно? 409 принимаю на 5. Нормально, да, работаешь? Второй раз ты молчал. Да, мне надо было сейчас сказать, принял, да? Что я помолчал? Вас также на 5 можно было сказать. А, ну да, А. да, да. Теперь давай по маршруту. Листай в планшете, чтобы видно было карту полета. Таймер 703 запуск. 703 запускайте. 703 понял? Карту полета надо. Да, другую. Еще другую. Другую. Помнишь, где мы зону смотрели пилотажную? Вот. Смотри. Соседнюю карту еще раз открой. Еще вправо. Мгм. О, в другую сторону. В другую. Вот. Мгм. Ты полетишь по маршруту. Маршрут номер 1. Включи радиооборудование самолета, электронику, Shift-L. У тебя самолет в реальности может запоминать, в реальности, не в игре, в реальности он может запоминать только 3 навигационные точки. И я имитирую здесь работу 3 навигационных точек. А по всем остальным точкам надо летать, ориентируясь по дальности и удалению от аэродрома. После взлета тебе надо выйти на точку ИПМ. Наблюдаешь ее на карте? Может, Так, по я дальности и курсу? Наблюдаешь, да? Так, подожди. Там прям там На написано так, ИП. Над морем точка, ИПМ написано. Так, КПМ, ППМ. ИПМ. А, вот вижу ИПМ. Ну. Видишь, под ней написано 51/212. Да, да, вижу. Это обозначает, что эта точка находится на дальности 51 километр от аэродрома и на курсе на азимуте 212 от аэродрома.
Вот. Ты на нее выйдешь именно ориентируясь на дальность и удаление. ППМ-1 тебе запрограммировали этот навигационный комплекс. Если ты сейчас нажмешь единицу, включится режим маршрут. Так, сейчас, подожди. Угу. И обрати внимание, что у тебя установилась дальность 61 километр, а тоненькая стрелка показывает на азимут 235. Приблизительно. Тоненькая стрелка примерно на азимут 235 указывает. Обожаю эту кабину, блядь, здесь просто... Ну, не приближая, это видно. Ну, понял тебя. Ведущий к управлению готов. Так, дальше что нам надо? Видишь, у тебя на карте ППМ-1 обозначено. Так, подожди. Да, вижу. И видишь, у нее дальность 61 и азимут 235. Да. Но ты прямо на нее по стрелкам сможешь выйти на ППМ-1. На ППМ-2 перелесни планшет влево. Выйду в управление готов. Вот ППМ-2 у тебя видно на карте. Принял. Группа Снежок управление. Снежок, выруливайте взлет на 0.4. Пересеки взлет навигационную точку 4 номер 2 в 0.40. самолете. Ctrl-Ё. И ты можешь видеть, что данные, которые показывает тебе самолет, точно такие же, что и на карте. Дальность 63 километра, а азимут стрелка показывает на 260 градусов. Ведомый рулевой Видишь, да? следом за мной. Угу. Выбери третью навигационную точку в самолете. Теперь у тебя навигационная система показывает на ppm номер 3. Удаление, как на карте, видишь? На карте Да, указано я 100, вижу. дробь 276. Стрелка показывает тонко на 276, а дальность у тебя высветилась 100 километров. Угу. А вот от ppm номер 3 до ppm номер 4 ты уже полетишь, ориентируясь на дальность и удаление. Получается, что полет от ppm 3 до ppm 4 ты встанешь на курс 0,16 градусов. И ты будешь как будто бы мимо аэродрома лететь. Твоя дальность практически не будет меняться. Она не будет уменьшаться и не будет увеличиваться. Но будет меняться твое радиальное расположение относительно аэродрома в пространстве. Будет меняться радиал, а дальность почти не будет меняться. Когда ты повернешь от ppm4 на ppm5 курсом 105, радиальное твое расположение относительно аэродрома будет незначительно меняться, но будет уменьшаться дальность до аэродрома. Ты как бы приближаешься к аэропорту. От ppm5 к КПМ, конечный пункт маршрута, ты повернешь на курс вправо 165. Дальность к аэродрому будет уменьшаться и радиал будет меняться. КПМ находится на радиале 295 и на удалении 46. Перелесни планшет вправо. От КПМ тебе необходимо будет в режиме возврат вернуться на аэродром. Высота полета по маршруту 2000 метров. У тебя будут появляться сообщения при достижении точек ИПМ, ППМ1, ППМ2. Будет срабатывать сообщение, то что ты их достиг. Твоя задача достигнуть все точки маршрута по очереди. 703. Взлет тебе необходимо, чтобы выйти на ИПМ, тебе необходимо взлететь и петелькой пройти через аэродром. Взлететь, отлететь на какое-то расстояние, потом сделать левый разворот и от центра аэропорта, от центра аэродрома взять курс 212. И лететь, пока ты не улетишь на дальность 51 километр. Вот. В процессе буду также подсказывать. Угу. Есть вопросы? Ну, надо пробовать. Так, что тогда запускаемся? Запрашивай запуск через радиосвязь. 409 запуск разрешите. Кстати, не услышал тебя, в рации не слышно. Как слышно? Щелчок слышу, а голоса не слышу. 409. Проверь в СРС-ке. Чё, не Ярослав Сань. слышал? Ты проверь, потому что я его слышу. А ты его с искажениями голоса слышишь?
Ну, Или чистый звук? Нормально слышно? ну, в СРС. Но Через девятый с имитацией понимаем, радио или нет? Да. Я почему-то нет, ладно. 409 запускайте. 703 на взлет. Почему-то я его не слышу. Тебе сейчас запросили на взлет. Ты тоже не слышишь? А, я никого не... Ты что-то вообще никого не слышишь. Проверь, конечно. Таймы, проверьте связь. Сейчас проверю. Теперь я щелчки не слышу. Перезапусти 409 его. запущен. Так, еще раз проект связи. 409 запуск произвел. 409 подруливайте к взлетной. 04. 703. 703 занимайте взлетную. Взлет по готовности. Ветер справа, боковой 2 метра в секунду. После взлета отход по заданию. 703. 9. Таймыр. Разрешаю руление на полосу 4. Семь, 0, 3. Взлет запрещаю. 7, 0, 3. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, 8, запятая 3, 2. — 409 ожидаю разрешения на взлет. 409 занимайте взлетную. Взлет по команде. Когда тебе диспетчер дал команду взлет по команде, ты должен вырулить на взлетку и доложить к взлету готов. Четыре, 0, 9. Взлет запрещаю. 703 после взлета будет порядок. Отход по заданию. Отход по 703 выходите в оперативную точку. 7, 5, 8, запятая 3. 703 понял. Как будешь Лех готов к взлету, докладывай к взлету готов. 409 к взлету готов. 409 взлет разрешаю. Ветер справа, боковой 2 метра в секунду. Паре 301 занимайте взлетную. Взлет по команде. Группа 301 приняли. Занимаю взлет, да? — 409 взлет произвел. 409-му отход левой схемой на маршрут номер 1. 1, 6, Левый, 7. лево. Таймыр. Взлет по Лево там. готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, Обороты 8, 90. запятая 3, 2. Три, 0, 1. Взлет запрещаю. Блин, надо было карту открыть, да? 3, 0, 1. Таймыр. Ну, Взлет по 51 готовности. дальность будет, Отход по азимут схеме. 212. 300 по давлению. 7, 5, 8. Но у меня сейчас пока прибор покажет. Это после третьей он точки не покажет уже, да?
Но тебе сейчас на ИПМ тоже надо будет по дальности удалению. По радиалу и дальности определяться. Я Сейчас вообще визуально правильно выйди что-то на центр. делаю или неправильно? Выйди визуально на центр аэродрома. Визуально на центр аэродрома. Где аэродром? А, Вот всё, на него вижу. выйти, прямо на него. И становись на курс 212. Выйди из скрена. Мгм. Так, вот 212, тут еще бы понять. Где 210, видишь 21 цифру на компасе? Группа 301, взлету готов, взлет по самолетному. 301, взлетайте, после взлета отход по заданию. 301 принял. После Группа. аэродрома на курс 212, правильно определено? 2, 1, Да-да-да, пошли. чуть-чуть левее. Чуть-чуть. 21, видишь цифру? Видишь цифру Да-да-да, 21? вижу, ага, я Вот на понял. 21 на месте, 2 градуса от нее. Всего лишь 2 градуса. Вот так примерно, да. Теперь выбери ppm 4. Это невидимый ppm будет на пульте. Ctrl-Ё. Так. Мгм. Еще раз Ctrl-Ё. И еще раз Ctrl-Ё. Вот. Теперь у тебя прибор показывает направление и дальность от аэродрома. Мгм. Тебе надо так, видишь, стрелка с колечком? С маленьким колечком. 3-0. Двигается к твоему курсу. Разрешаю руление Так, на мгм. полосу 4. Это вот на том же, да? На том же, да. 703 вышел на оперативную. Да, вижу. Группа 301, Да, вижу, двигается колечко, ага. Да, если стрелка колечко показывает право, значит ты находишься правее, чем надо. Если она слева, значит ты находишься левее при таком полете. У меня опять СРС не работает. Че у тебя с ней? 703 меня принимаешь? На 5. В оперативной 5000. Так, сколько надо отлететь на расстояние? 51, карту смотри. Мгм. Ой, 703 принимаешь меня? Так, точно. Вышли на исходную точку, да? На исходной 5000 много. Готовьтесь, выход по командам КП в заднюю полусферу цели. Поиск обнаружения будете выполнять через ОЛС. Ожидайте пока на точке. 703. Принимаете? У нас из что технические шоколадки, у нас из-за Если пролагов. 703 выполняйте поиск цели, курса, боевой курс 40. Высота 5000. ОЛС. 703 понял. На одного Мостаковская. Смотри, по карте ты должен пройти над городом Новороссийск. Новороссийск у тебя слева. Видишь? Держи открытую карту в планшете. Нет, не эту карту, не эту карту. Эту карту ты вообще не смотришь. чё, вы её не используете? что А, ли? нет. Карту в планшете тебе надо открыть с маршрутом. Видишь, линия проходит над городом Новороссийск. Да, Пунктирная. вижу. Вот ты также должен пройти. То есть ориентируйся не только по приборам, но и визуально.
атака ракетами средней дальности. 703 понял, работает. Так, город вижу. Дальше надбором пойдешь. Ориентироваться по дальности и радиалу. 703 подтверждаю поражение цели. По 703-му разворот на курс 220, поиск обнаружения цели ОЛ. 703 понял. Так. Угу. Смотри, дальность 45, ты подходишь. Да, Сохрани да, подхожу. направление. Так, дальше куда мы, получается, на какой ППМ Видишь, у идем? тебя курс будет 290 будет. Тебе надо будет после этого повернуть на курс 290. А, на курс Это вправо. 290, все, я понял. Надо будет, да, и выбрать ППМ-1 в навигационном комплексе. Но сперва достичь, вот 50 дальность, да, подходит? Да-да-да, сейчас 48. Тебе надо 51. Да чё у меня тут так дергаться опять начал? Он не дергался так. Блин, какая-то. Доложи по радио, что ты на ИПМ на высоте... Высота должна быть 2000. Скорость мала, кстати. Да, я так и понял. 409 на ИПМ, высота 500 метров. 409 вас принял, занимайте 2000, маршрут номер 1. 703 обнаружили цель? Вот, не так. Не подтверждаю. Над Ивановской. 5700. Так, 290. Да, и выбери ППМ-1 в навигационном комплексе. Высота опасная. Да-да-да. Блять, да что с тобой? Сбился на... Увеличь обороты двигателя до 90 и набирай высоту. Угу. Слушай, а у тебя карта открыта там? О, я смотрю упражнения для истребителя. Угу. Я вижу, что занят. 703, укажите Азию. На одного Мустаковской цель. Квадратная С-60. Высота 6000. Еще маленько сюда. Выбрал ППМ-ку там? Да-да-да, я выбрал ППМ-ку. Покажи то, что кнопка нажата. У тебя должна быть нажата первая кнопка. Ага, все верно. Ты можешь идти на тонкую стрелку. На иголочку. Угу. И она тебе приведет к первой ППМ. Понял. Так, подожди. Ты имеешь в виду по нижнему прибору эту иглу? По навигационному прибору. А, по навигационному. Тонкая стрелка. Все, Тебе я показывает понял, АПП. желтая которая. И дальность уменьшается. Почему желтая-то? Она белая. Навигационно-плановый прибор. Вот ты на него идешь, она показывает на курс 305 где-то градусов. Ну, ты считаешь, что на нее идешь, всё правильно. 4 километра, видишь? Да-да-да, все, я подхожу уже. Так, дальше что мы делаем? Дальше будет поворот на ППМ-2. Это тебе нужна предыдущая страница в планшете. Влево листани.
Вот. Будет курс 296. А нет, 333. 333 вправо до ворот. Вот у тебя и комплекс переключился, видишь, 27 километров, и стрелки вправо показали. Доложи то, что на ППМ-1. 409 на ППМ-1, высота 3700. 409 принял, маршрут номер 1, занимайте 2000. 703 цель над рекой Кубань. На 4500. Цель захватим. 703-му визуальный поиск для обнаружения цели. У вас будет атака пуска ракетой малой дальности. Цель надзираю. 703 цель, ваша работа, разрешаю. Подтверждаю поражение цели. Выходите на исходную точку номер 1. 703 понял. Слушай, ну я прошел ППМ-2 вроде, нет? На 3, значит, следуй. 703. Выход к цели под большим ракурсом на попутно пересекающихся курсах. Блин, 409 ППМ-2 прошел, высота 1900. 409 принял, маршрут номер 1. Занимайте 2000. А, ты на 2000, отлично. Следуешь к ППМ-3. Ты следуешь на Таманский полуостров. Понял, понял. Высота цели 5703. Работай ОЛС. Блин, рука устала, капец, блядь. Как тут не хватает этого... На маршруте можно чай пить. Стримировать его и все. Автопилота не хватает. Так вот видишь, он у меня начинает с высотой прыгать сразу. Вот в чем А суть. можно его подтримировать по высоте. Если ты будешь постоянно менять скорость, то, конечно, он будет, и надо будет заново его тримировать. Надо стремиться, чтобы постоянная была скорость. Так, курс сбивается. Цель над полигоном 703. Цель выходит на курс 270. Блин. Стоит только что-то с джойстиком с этим делать, у тебя сразу сбой идет. 703. Атака ракетами средней дальности. 703, понял, работает. Да он еще нормально работает, был хуже. Выкинь его. А на чем тогда летать буду я тебе, на клавиатуре? Я на клавиатуре летал. То есть я смотрю на твои полеты, мне кажется, что с клавиатуры было бы качественнее. Да? Я бы с клавиатуры Ну, летал, видишь же, на вот этом самолете может быть. На 25Т нет. да. На 25Т с клавиатуры. Нет, там... Я уже 703, выступил. подтверждаю поражение цели.
Блядь, Ожидайте у меня следующее скорость движение. здоровая, по-моему, Я за скорость здесь особо не смотрю, я смотрю то, что ты по Опа. точкам летишь. Не, я смотрю свою скорость. Фига, я разогнался. Я по приборам только лечу, я больше никак. Тут в облаках он. Чтоб ты понимал, я быстрее визуально нахожу, чем через эту ВЛС. Я понимаю. А, я не на связи. Цель курсом 30 от полигона на дальности 20-25 километров. Поиск цели. — 409 ППМ-3, высота 3300. 409 принял маршрут номер. Сейчас поворачивай на заданный курс и выбери 4-ю невидимую ППМ. Теперь мы начинаем ориентироваться по дальности и радиалу от РСБН маяка. Подожди. Что-то я не то сделал. Курс 0.16. Курс 0.16. А Заданный курс, ПП ну, видишь, эти на карте кнопки курс что-то не могу 0.16. выбрать. Какую надо, что-то выбирать из маршрута ППМ. Все она показывает. Видишь, у тебя дальность 102 показывает. Да. Это от аэродрома. Так, а курс Сейчас на 116 эту дальность. говоришь? Заданный курс 0. На карте, видишь, 0.16 заданный курс. Угу. 0.16. Сейчас я только... Блять, как ты мне надоел. Старайся штатно не превышать крены 45 хотя бы градусов. Угу. 703 цель подходит к полигону с севера. Курс от полигона 40 градусов, удаление 15. Высота 5900. 703 цель захватит. 703, выходите в заднюю полусферу цели и работайте с пушки. Первая группа после взлета следуем по маршруту. 301, следуйте по заданию. 301 принят. Так, где мы находимся? Мы летим куда-то на юг. Но 0.16 выставил, нет? Ты летишь курсом 160. А, 160. А 0.16 тогда как? Это 0.16. Это в противоположной стороне где-то. Понял. Видишь, ты прилетел на юг Таманского полуострова? Визуально ты Ну видишь? я На смотрю, юге? хотел уточнить, что-то куда это я решил. Ну, нашлись же. Главное, сотни нахожусь, а вот эти 0.16 что-то не вижу я там эти. Ну, это будет рядом с нулем. Следующее широкое деление это 10. И половинка между 10 и 20 это где-то там 16. Подтверждаю поражение цели. Вам отход на точку. Выход на маяк на 1200. 703. Опять какую-то херню делаю. Так, подожди, блин. Нет. Вот именно эти 16 я не вижу. Я вижу вот эти 300 с чем-то и все такое. А 0 видишь? 0 вот вижу. Вот я на 0 сейчас лечу. А Вот. следующее большое деление это же 10 будет, правильно? А, вот так вот, значит. Все, я понял тебя. А между 10 и 20... А следующее большое деление это будет Всё, 20, я а между ними понял. где-то 15. Все, я понял. Я понял. Блин. В канале
И видишь, Скоро по карте ты смотрю. должен выйти на север Таманского полуострова. Мгм, мгм. Видишь, согласно карте, на север Да, Таманского. я вижу обрати этот ви- остров уже. Да, и обрати внимание, что радиал от маяка Крымска, у тебя стрелка тоненькая с колечком, где она там? Она у тебя влево показывает, да? Да, да, да. Вот. Ты находишься на радиале сейчас 280 от маяка. У тебя стрелка с колечком напротив где-то 280 курса. Ты должен оказаться на радиале 297. То есть у тебя стрелка с колечком должна перейти в верхнюю часть прибора, приблизиться к 30, к 300 градусам в процессе этого полета. А дальность должна составлять 104. Сейчас она 102 составляет, видишь, километра. А окажется на 104. Дальность почти не меняется, а радиал относительно Крымска аэродрома, он меняется. Так, ориентир, значит, от острова, да? Северная часть Таманского полуострова. Угу, угу. Обрати внимание, что что с ним карта... происходит? Я не могу. Что-то у меня джойстик здесь бургу начал гнать. У меня нормально же там были полеты предыдущие. Обрати внимание, что карта полетная вся разградуирована сеткой. С дальностями, с радиалами. Зная дальность свою и радиал от аэродрома Крымск, ты всегда можешь понять, в каком месте карты ты находишься. Всегда можно себя найти. Видишь, она разлинована, вся карта. Ну. Сейчас, я так понимаю, мы как по ПМ-4 проходить будем. Группа Да, это 301 потом у нас будет. дым не сработал. Потом на От него 105 куда идем поворачивать? на ППМ-5. Да, и дальность до аэродрома у тебя будет уменьшаться. Кто запрашивал? У вертолетчиков там дым не сработал. А где не сработал? Где десант садили или где высаживаться? Группа 201 разомкнуть строй. А я что-то их не слышу. Щелчки слышу, а их нет. У меня опять не работает СРС как надо. Не знаю. Они просто сказали, у них дым Проверка шли. не работает. 409 ППМ-4 проходит. Высота 2200. 409 принял маршрут номер 1. 301 у нас дым не сработал нормально. Только один загорелся. Импровизируйте. Маяк 703-му в расчетную 600. 703, понял. У тебя режим без задачи стоит. А, задача не поставлена. Дальность не меняется. Единица маршрут. Мгм. Ctrl-Ё. 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 Ctrl-Ё.
Вот так. А, вот. Видишь, дальность 90. Ты должен выйти на дальность какую? Так, у меня стоит дальность 104. Ты А, оттуда летишь. 63 получается. Должен выйти на дальность 63. А стрелка с колечком должна оказаться напротив 310 курса. Ну, там 309 написано. Мгм. А сам лети с заданным курсом 105 градусов. Так, подожди. 105 градусов. Полет должен проходить над водной поверхностью. Ты не должен оказаться над Да, землей. я понял. Блять. Летишь текущий курс 90. 92 где-то. Так, а мне надо 309. 105. 105 твой курс. Ты окажешься на радиале 309. Ну вот, смотри, я 105 же выстраивался, по-моему, где-то. Да, все правильно. Так и вот так надо лететь, да. Где-то так, ну я летел. А видишь, колечко, стрелка колечко напротив 300 курса внизу прибора. Мгм. Вот. Должна быть на 309. Когда достигнешь точки, она будет где-то напротив 310. 703-му левый заход. 703 Дальность 70. То есть осталось где-то 7 километров. Видишь, на какой курс надо будет встать? 703 посадочный. 165 вроде. 703-му посадку разрешаю, ветер справа боковой 2 метра в секунду. 703 Так, на 63 километра, когда останется, надо будет ставить курс на 165. Так точно. Визуальный ориентир на КПМ — это озеро. Угу. Тут маленький участок маршрута. — 309 проходит ППМ 5, высота 1600. 409-го принял. Маршрут номер 1. Блин, так нет. Мне так непривычно эти доклады, это вообще капец. Но атмосферно звучит в радио. Не, да, классно. Так, чё, на 165 теперь. Так точно. Главное, что мы не абы что говорим, а мы говорим то, что должны говорить. Ну да. Блять, что у меня с джойстиком? У меня не было такой херни. Надо сейчас калибровать его опять. А попробуй клавиатуры порулить самолетом вот сейчас. Отпустить джойстик и попробуй просто с клавиатуры порулить им. Клавиатуры порулить. Да, стрелочками. Он гораздо у меня приятнее стрелочки, будет я рулить. убрал управление. А, ты убрал? Да, у На самом меня деле- сейчас там этот регулируется здесь целеуказатель на нем. Просто ДКС — это самый комфортный авиасимулятор для управления со стрелочек. Вот из всех в мире существующих. Самый комфортный. Я могу подтвердить. Озеро, кстати, левее, видишь? Да, я сейчас маленько. Это твой КПМ, вон оно. Ага, сейчас я выпрямлюсь. Выровнюсь, так сказать. То есть, если бы у меня джойстик вот так дергался, как у тебя, я бы выбрал просто управление с клавиатурой. Да, он нормально спокойно бы работал, летал. это сейчас это... Не, вообще это я его так настроил сегодня, это сейчас он устал. Я не знаю, что с ним. Я просто с клавой 10 лет летал. Пока школьником был мелким.
Доворачивай визуально на ориентир озера. Угу. Он так не дергался, тебе говорю, надо посмотреть кривые здесь, что там опять. Или калибровку сделать. Над КПМом скажешь 409 маршрут закрыт, возврат. Так, как это просто КПМ, да, обозначается? Ну, да, 703 кто запрашивался? У меня опять что-то забилось. 705 что ли? Или 703? Порядок 6. 703 Блин, А, опять 703. Еще раз. 703 полусотни. Сейчас устроить. 409 маршрут прошел. 409 принял. Вам возврат по программе. Когда тебе диспетчер сказал возврат по программе, значит тебе необходимо в навигации включить режим возврат. Нажми единицу. Вот это режим возврат. Режим возврат ведет тебя в точку, удаленную в 16 километров от взлетно-посадочной полосы. Прямо на нее следуй. Стрелки тебе показывают, дальность тебе показывают. Если ты с высокой точностью пройдешь точку возврата, то режим автоматически переключится в режим посадки. Угу. То есть он тебя не на аэродром ведет, а в точку начала захода на посадку. Понял. И ты можешь следовать директорным стрелкам. Директорным стрелкам на командно-пилотажном приборе. А меня слышно в радио? Сейчас, да. Вы самолеты перепутали, вертолеты перепутали. Верно. А чё двери не открыли? Кривая у меня увеличена в минус, поэтому джойстик так реагирует. Это специально было сделано. Надо будет посмотреть. Что там, что-то в джойстике изменилось, что ли? Вроде было нормально все. Да, джойстик не новый, старый, но... Как так без джойстика летать? Какой смысл мне на клавиатуре летать? Я только и пошел сюда из-за джойстика летать. Нет, тогда это будет уже не самолет, это уже будет... Не то. Но если он позволит держать прицел на цели без дерганий, это же Ну так лучше. я же поражал цель сейчас. Дело не в том, то, что он... Сейчас Нет, самолет я по толгажу дергается, когда ты даже на тэшке летишь. Ну, это вот я говорю, сейчас что-то он сбился, я же летал нормально. Вот. Ты же смотрел стрим, когда я у 703 себя... спасибо за работу. Ты же смотрел трансляцию, где я там выполнял свои эти задания. Да. Ну, у меня же нормально все было. Ну, у тебя дергается.
Но он и будет дергаться, у меня всегда он дергается, но не так. Ну вот, от клавиатуры не будет. Это что, он вообще не Я говорю, будет что дергаться? качественнее. Он не должен дергаться. У тебя самолет ровно должен идти. Всегда. Он никогда не должен дергаться. У тебя прицел, ты почему не можешь ракету нормально навести? Потому что у тебя прицел дергается на цели. Летаем. Вот. Это проблема как бы. Видишь, у тебя ручка в кабине дергается. Ну да. А этого не должно быть. Если ты клавиатуру начнешь ей рулить, она будет плавно двигаться. И фиксироваться в нужных положениях. Видишь, вот это дергание, ты знаешь из-за чего? Потому что мы же настраивали вчера эту кривую или что там. Вот, У и него мы он у по-другому тебя сделали. сам по себе, он у тебя идет не на магнитных датчиках, а идет на обмоточных датчиках, как он называется-то, реостаты. Вот, и он... Нет, реостат, по-моему. Знаешь, когда такая сопротивление такое по кругу сделано. Вот, а оно не может точно. Оно не может точно передавать движение. Нормально, я даже на таком задаче выполняю. Ну, ты вторую миссию считаешь, что выполнил, осталось посадить. Вот стану генералом за штурвалом, тогда возьму себе джойстик. Ой, тут не всякие подполковники-то имеют хорошие джойстики. Есть тут у нас один. А, у Лёши-то лысак, тоже дергается. Ну, Причем подполковник, но... У него тоже джойстик дергается? Да. Но не так сильно. То есть прицел он может ровно держать более-менее. Да я сегодня наводился нормально, я тебе говорю, это сейчас надо калибровку сделать. Блять, что с тобой? Смотри, что происходит. у нас тут есть 3 человека с одинаковыми джойстиками. И все мы летаем одинаково. 3 километра. Тебе надо будет поворачивать на посадочный курс влево. Готовься к этому. Да-да-да. Можешь уже переключаться в режим посадка. А, он уже переключился. Все, поворачивай на посадку. Влево. Угу. Он уже автоматически включил посадку. Видишь, я отпускаю, он дергается. Он не был такой, это сейчас он начал дергаться. Это надо сейчас джойстик заново. Как только поравняешься со стрелкой посадочного курса, докладывай 409 на посадочном с посадкой. 409 с посадкой. На посадочном с А. посадкой. 409 на посадочной с посадкой. 409, ваше удаление 17, снижайтесь на высоту круга. Продолжайте заход. Щитки выпускай. Тормозные щитки. Да-да-да. Скорость велика. Скорость большая, ну. Очень большая. Ну с таким джойстиком я сейчас еще не факт, что сяду. У меня что-то дергается. У меня, я говорю, у меня такого не было. Это у меня, видать, сам этот, сейчас его надо перекрепить на стол. 409 на курсе на глиссаде. Продолжайте. Над дальним приводом должен быть доклад о выпуске шасси. Блин, не достаю. Иначе тебя на увод на второй круг. 409 шасси выпускаю. Когда дальний запищит маркер, тогда докладывай про шасси. Вот он. Далее 250 шасси выпущен, к посадке готов. Выпускаю шасси 409. 409-му посадку разрешаю, ветер вправо, боковой 2 метра. С боковым ветром садился? Садился да, сегодня? садился. Ага. Да я в общем прям вообще. Ладно, тихо. Нет, джойстик гуляет у меня сейчас, поэтому... Скорость мала.
Вот эта колбасня, лодка, видишь? Скорость мала. Еще больше, что ли? Скорость мала. Критически мала скорость. Бах. Где бах? Какой бах? Убирай газ. Больно сел. Ну ничего же не повредил. Да. Кроме жопы своей, по сути. 409 посадка в 58 минут. Тем играющий он хорош по сравнению с Су-25Т. Су-25Т бы я бы разбил. 09. Разруливайте на стоянку. Ты на 220 км в час. Да-да-да, да я смотрел. видишь, из-за вот этой хрени, блядь, не видать мне, вот сколько там скорость, вот в чем суть. Из-за прицела, вот именно он закрывает. Я же твою трансляцию смотрел и видел скорость. Ну ты уже там все Я же твой знаешь. экран смотрю. Блин, Нырку, ты вот сколько ты играешь в эту игру? А вообще, сколько ты летаешь? Лет с 10. Ну, Еще когда, знаешь, такая графика была... Ну, ты помнишь в 90-х годах, какая графика была? Только у меня джойстиков не было. И у меня всегда эта игра тормозила. Всю жизнь. Я только сейчас добился до того момента, что у меня нормальный FPS здесь и графика нормальная. А так все время я гонялся, блин, у меня все время компьютер не вывозил ее. Ну, чтобы ты понимал, этой игре столько же лет, сколько я примерно в нее играю. Она с 1997, по-моему, года, эта игра. Представляешь? Сколько ей там? 30 лет почти. Через как 2 года видишь, игре будет живет. 30 лет. Как видишь, живет. Хотя, наверное, изначальные разработчики этой игры уже, может быть, это... Главный продюсер, по-моему, не изменился. И многие главный программист. Вот эта вот нижняя строка информационная на внешнем виде в 90-х годах была в таком же примерно дизайне. Вот тоже внизу была. И если ты нажмешь правый Ctrl-Enter, вот это положение органов управления, тоже это было. И многие клавиши на клавиатуре, их назначение до сих пор не поменялось за столько лет. Движок модернизировался очень сильно. Графика улучшилась, технологии появились. Раньше триггеров никаких не было. Группа Иркут была создана в 2010 году, когда еще травы на аэродромах не было вот такой вот красивой. Пойду я перекурю. Оценка удовлетворительна, зачет сдан. Что надо сказать? Понял? Но мне не устраивает мой этот, надо посмотреть, что с ним. Что с моим джойстиком? Гойда, привет. О, ЧВКшка. Привет, привет. Че вы там разобрались? У вас арма заработала? Надо, кстати, посмотреть, будет она работать, нет. Поэтому сложно летать, конечно, на таком джойстике, когда у самолета нету автопилота. Автопилот его стабилизирует и все. Автопилот, что там тоже. Если смотреть боевой строй, по сути, автопилот может использовать только ведущий. Я автопилот Всем остальным использую чисто только для стабилизации самолета, чтобы
допустим, можно было навести шквалом, либо чтобы джойстик у меня нормально работал на ну как бы на нейтралку вышел и все. Так он мне не нужен автопилот, зачем? Я никогда его не использовал для каких-либо других целей. Поэтому так он мне не нужен. Надо джойстик сейчас переподсоединить. Сложно, конечно, было выходить на курсы, потому что начинаешь, он где начинает как этот весь дергаться. Вроде как бы на это выйдешь, он тебя все равно погрешности выдает из-за того, что болтается все нафиг. Ну, у тебя еще и достаточно усложненная, и я бы сказал ускоренная программа, если тебе нужно контролировать выход на ППМ относительно удаления и направления маяка. Если ты летишь от маяка или на маяк, это еще просто. То есть тебе стрелочка показывает, где маяк, ты летишь на эту стрелочку. А когда тебе нужно смотреть по удалению и направлению, то есть ты не летишь прямо, ты маяк используешь как прибор контроля. Это намного сложнее. То есть это, по сути, у тебя идет ускоренный курс. Ты проходил эту всю тему, да? Ой, я тут штурман тот еще. Ту-154 и Ту-134 с НЛ-10 освоены. В смысле, здесь летали прям на них? Не-не-не, это в другом симуляторе. 301 на боевом. 301, цель ваша, работаете? Это по Я здесь. гражданской уже авиации. Угу. Там еще более сложная навигация. Ну, к слову сказать, многие, кто с гражданки сюда приходят и начинают вот так вот ориентироваться по радиалу дальности, они открывают для себя что-то новое. Ну и не знаю. Я пока еще не нашел ничего нового. Все то, что я уже проходил, по сути. Просто многие садятся сразу на самолеты на дисплеях и ничего не знают, кроме своего дисплея навигационного и FMS-ки. Даже навигационный дисплей не знают на самом деле всю его индикацию. Следующее задание на этом самолете у тебя то же самое, только ночью. На Тэшке доступно задание по пилотажу. А ночное задание я могу запустить после того, как вертолеты Ми-24 вернутся на базу. Да, хорошо. Так. Фух. Блин, опять близко к этому стало, смотри. Это, кстати, я там сижу в этом самолете справа. Я тут так сидел. вот поэтому я от тебя и подальше. Вдруг тебя задену случайно. Я и думаю, что у меня так это как-то получается клево. Видишь, он отличается от других. Он с открытым фонарем стоит и с вооружением. Угу. И я там сижу. Я могу повернуть голову, и ты это увидишь. Угу. Интересно, а ты увидишь, Смотри. если я поверну голову? Я вижу, да, вижу. Видишь, я голову повернул? Да, вижу. А полигон здесь работает сейчас? Работает. Хочешь на полигон слетать? Да. Я могу освободить борт. Я сейчас освобожу его. Освободи свой борт, я твой борт займу.
Так, подожди, мой. не торопись тогда. Сейчас мы посмотрим, что у меня с джойстиком. Что за херня опять начинается. Ну, скажешь, как освободить борт. Мгм. Точнее, освободишь свой борт, чтобы я в твой сел. Мгм. А я пока за 24-ками понаблюдаю, как они там работают. Да нет, вроде все нормально. Сейчас его заново прикреплю. Пойдем посмотрим в этом. А, его, наверное, откалибровать надо. Сейчас я откалибрую. Может, калибровка. Ну, сегодня вот мы летали днем, я нормально. Ну как, у меня, конечно, он колбасился, но не так сильно, как сейчас. Сейчас опять у него начинаются пляски. Мгм. Нет, надо маленько так вот. Я, Лех, тоже не всегда с хорошим джойстиком летаю. Я на работе в грузовике, я с ноутбуком. И беру с собой джойстик. Он не Я самый вообще лучший. на работе не летаю, я ездию. Ну, у меня-то времени там много, я же живу там на работе. Вот. Я иногда стою где-то долго. Я могу на ваших пятерочках по 3 дня простоять. 5 дней живу на работе, но я Вот. не летаю. Ты в пятерочке же работаешь? Но я, да, Ну и подобным что-то. Или в чем-то в аналогичном. логистике пятерочки. Ну. Вот. Я на эту пятерочку приезжаю, и меня ваша пятерочка как склад использует 2 дня. Ну, это Чем могут. мне заниматься? Чем мне заниматься? Я подключаюсь к ДКСу, могу и полетать. Или еще во что-нибудь поиграть. Поэтому вот так. Я живу там. А у меня тоже была идея ноутбук себе взять. А ты, кстати, как его заряжаешь? Через инвертор у меня. Я не заряжаю, он всегда должен быть в сети подключен. А, Игровой да. ноутбук всегда должен быть в сети Ни хрена, 220. тогда мне невыгодно. Это его. обязательно. Вот. То есть у меня преобразователь. Подтверждаю поражение цели. Так, а чё мы когда на полигон, на летную книжку полетим? Упражнение, начиная с ВПУ. Я тебе план уже скидывал. Упражнений, полетов. Что мне уже Список. на Я тебе работу список скоро. полетов скидывал. Я не тороплюсь, я тебе с работы подожду. О, нихера тут жопа. Поэтому и жопа. Тут калибровка. 703 по вам атака спереди. 700. Ой, 167 атака спереди. Отходи. Пуск ракеты. Калибровка. 167 пуск спереди. Не вижу ловушек. Не вижу ловушек, тебя убьют. Во! ПВО уничтожено. Высадка десанта разрешена. Так, настройка управления. 167-й. Выпускай десант, я пока что на прикрытии. Ну, все вроде так, как у меня было. Я сейчас им шоу устрою там. Ничего нового. 167-й, проверка связи. Может, у него действительно этот отрыгнуло СРС-ка. Он не слышит никого. На связи. Ой, нормально. Так, ладно, я на полигон тогда просто полечу. Я освободил борт, кстати. Давай, я возьму БМП-2, я другой занял борт. БМП-2. Я сейчас вместе с вертолетчиками на БМП-2 Слушай, а можно я атакую цели. маленько отдохну, 25-ку пока возьму? Отдохни, пожалуйста. 20... Не, я говорю на полигон, только на 25-ке ты. Да, как хочешь, пожалуйста. Давай. Так, а какие тут у нас 25-ки Т? Любые можно брать? Смотри, там одна без вооружения, какие-то с вооружением стоят. Можешь пощелкать их, повыбирать. Я должен был оставить с вооружением машину. Если что, можешь вооружить ее. КБП, что это? Курс боевой подготовки. Ну, вот он, наверное, с вооружением, да? Скорее, навряд ли. Какое упражнение? Или там не подписана цифра? Там нету ничего. Один. Ну это... это тебе на пилотаж готовился борт. Мгм.
смотри, там другие. Урал, возможно. Или что там еще есть? Мороз есть. Крымс, Мороз. Мороз, Друг. возможно, тоже без вооружения. Ты можешь взять без вооружения и подвесить оружие по своему усмотрению. Ну и все. Давай. Так, этот покидаю, значит. Тут выбираю. Че у меня сворачивает игру, надоел. Ну-ка, Сань, Стив, пулеметик Стив, это такое. привет. Давай-ка пушкой. У меня 30 мм УФС выбрано. А, вот она пушка. Вот она, вот. Вот эта пушка. А у тебя есть возможность занимать технику? Займи танк. А, вот Нет, у меня нету. Вот мы на танке и на БМПшке бы поехали бы в атаку с пехотой. И вертолеты сверху такие, нарами работают. Прикольно. Так, что там, какие цели буду отрабатывать? Предлагаю также по самолетам. Которых я не вижу нифига. Да. Когда-нибудь увижу я их. А он куда улетел? Что, какие типы вооружений будем использовать? Что лучше использовать? Я могу понабрать тут... Не, ну ракеты мощные не хочу использовать. Вихри буду. Нары, вот не знаю, брать, не брать. Ладно, возьму. Ты сейчас с ребятами разберешься, потом дальше продолжим, да? Ну, им надо вернуться на базу, прежде чем я тебе дам ночную миссию. Ну, понял. А там у нас один вертолет потерялся, видать. Не знает, где садиться. У него задача, чтобы ты понимал, сперва птуром подавить цель ПВО, потом высадить десантников, взлететь, десантники побегут в атаку, а он нарами атакует имитацию пехоты. На Вот. каком... А я на... Да, говорю. А? На какой частоте? ППМ, на какой ППМ полигон? Открой карту в 10. Тыкни на свой самолет. Найди свой самолет. Угу. Где ты стоишь там? Вот. Смотри, это то, что у тебя запрограммировано. ППМ-2 это уже на самих целях. Значит, до ППМ-1 надо добраться и уже... Да. Все. Чтобы, смотри, видишь, чтобы ровно выходить на цели, тебе надо просто ровно лететь от ППМ-1 к ППМ-2. Угу. И тогда ты не видишь цели, потому что ты неровно идешь. А если ты ровно пройдешь, как по прибору, ты на полигон правильно выйдешь. Понял. Все, тебя понял. Так. Я нахожусь здесь, значит, полоса здесь. Сейчас запуск сделаю. Левый запускаю. Так, выстроюсь на ППМ сразу. Кто ж пролечусь? По КБП или просто? Просто. Ой, бля. У тебя еще КБП там, прикинь? У тебя еще на сверхзвук на потолке цели сбивать. Радиомишень готова для тебя. Здесь же не дергается, нормально. Я сейчас откалибровал, он уже не так. Я говорю, его надо калибровать. А я его боюсь калибровать постоянно, потому что пружина одна уже мне треснула, я ее поменял на другую, а та помягче. Сейчас уже такие пружины не дойдешь, которые здесь стоят. В этом вся еще особенность. Да не, понятное дело, брать надо что-то другое уже. Взять-то не проблема. Просто надо понять, надо ли мне это. Вот и я пытаюсь это понять. Пока интересно. Но я такой человек, мне может быть интересно, а завтра, слушай, нет, наверное, уже не интересно. Поэтому надо прям уже твердо понять, да, это надо, и все это, да, что-то брать. Потому что брать надо не за 700 рублей, а брать что-то нормальное. Да, Иркут, ты тут? Ну, это по твоим ощущениям все.
Ну ты же вот не берешь за 700 рублей, у тебя нормальный джойстик. Сколько Я он у беру тебя стоит? дешевый джойстик. Я беру дешевые джойстики. И у У меня тебя же там кабина 3 компьютера. самолета стоит. Но у меня 3 компьютера. Я не могу все 3 сделать дорогие джойстики. У меня у Данилы за 10 тысяч рублей джойстик, а на ноутбуке у меня за 3000 рублей джойстик. Понимаешь? И все это летает. Понял. Так. 120. Разрешите руление. У меня 120 сейчас номер самолета. Или Но ты мне можешь как 400... 409 говорить. 409 руление. Меня слышал, нет, по связи? А меня не слышно было? Нет. Я тебе... А 124.0 у тебя частота? Так. В оверлее. А, тут у каждого Не, у самолета него- своя, что ли? у него Тут там другая. с самого начала надо программировать. Сейчас, блин, а где тут оверлей-то сейчас посмотреть? А, вот, все вижу. Нет, сбросилось все. 124.0, Каждый да? раз, сейчас? когда занимаешь борт, надо, да, 124. А, на каждом борту свой все было. Блин. Так, 124.0, да? Сейчас. Что так сделать? Оп. Да, радиоканал, частота вышки 124.0. В игре можно выставить прям. Я там такой шоу устроил, Лех. Пехота бежит, БМПшка едет и вертолеты. Блин, да что такое? Круче, чем в армии. Ага. Я уже скриншот сделал. Блять, тут так тяжело нас... Вот эту фигню, она как-то не слушается. Привыкнуть надо. 1, 2, 0. Таймыр. Ну, кнопочки вверх, не, нижние. Курсу 4. Всё, и Сейчас слез. вертушками, наверное, накроют. 167 готов. В атаку. 409. Руление. 409 выруливать. Слушай, а что-то он у меня куда-то курс уехал. Он у меня выровнялся, я поехал, повернул, и он у меня вообще слетел. Что за фигня? О, опять настраивается. Чего? Если первый отход. Если первый технический не плат, немного залагал. Солнце ушло опять в тучи, да? Вертушки по своим не заденьте в случае чего.
свою случайно не заденьте. Один, один, 9. Взлет запрещаю. 1-1-9. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, 301 отход. 2. Мне показалось, или там еще кто-то на Су-25Т. Ярик, может? Казалось. Ярик? Да. Ведомым будешь? Но могу быть и ведомым, только я взлетаю первым 1-9. сейчас. Таймыр. Разрешаю руление на полосу 4. — 409, взлет, разрешите. 409. Занимайте взлетную, взлет по команде. Сейчас пару сек. Аккуратнее со стрельбой обратным курсом. Работайте боевым курсом, вертушки. Ой, бляха, как я отвык уже от этого стандартного юса, на котором есть и вертикальная скорость, и курс по стандарту, и компас, и... ой, прям отвык. 301 работу окончил. До готовности второго. На Миге он максимально минималистичный. Лех, ну выезжай на полосу. Так, что, все, взлетаем. Да, Меня там ждут, наверное, да, ребята? У меня не слышно в радио было, да? Я Нет, тебя отходил, было. я отходил, просто я подошел. Все, выруливаю, да, все, что ты мне разрешил вроде. Да. Так, что там, все, я включил, нормально слышно всё. Ну, давай, попробуем. Вчера я плохо видел цели вообще, почему-то самолеты эти, блин. Я привык танки бить, непривычно самолеты. 167 работа окончил, возврат. Мне пехоту 301 проще, группе вам отход на точку. пехоту проще найти. 301 приняли. Оружие выключить. Так, все, выруливаю на взлет. Один, два, ноль. Взлет запрещаю. 1-2-0. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, 8, запятая 3, 2. 409 на полосе, разрешите взлет? 409 взлет разрешен, после взлета отход по заданию. Принял. Только, Лех, такая просьба, лети поаккуратней.
Насколько это возможно, потому что сейчас у тебя будет ведомый. Дома это в смысле будет сзади или спереди? Где он? Сзади справа. Ну как боты у тебя летают? С А, тобой. он будет за мной летать? Да, ведомый. Пускай летает, у меня зеркала же, я же зеркалами летаю, я же вижу. Ну, просто боты могут почти все что угодно за тобой вытворять, а он не бот, он Да. живой человек. Ну, ладно. Привыкнем понемногу. Чт- 409 взлет произвел. О! Пехота поразила танк. Пехота поразила танк с РПГ. Два выстрела и не пробили танк. Что, развернуться надо? Тихо, тихо, тихо. Я слева Да буду. иди сразу на ППМ. Я почему-то справа хочет, а я слева разворачиваюсь. Ну, иди справа. А мы сейчас никак не это, просто вот как летим, так и летим. Так, разворот. Не по курсу иду. Вот такой бы обзорчик бы в Граче. Я бы вообще бы там кайфовал тоже. Ну, просто обзор другой. Почему там не сделают чуть отдаленный? Оргплей. Привет, спасибо большое. Здесь можно кайфануть. За что я люблю этот самолет. Блин, вот вроде бы казалось бы, да, Су-25. А он позже, да, Грача Какая там появился? скорость-то? Ну, конечно. Ты же видишь, что он более Ну, прогрессивный. как на иномарке на нем летаю. И как на иномарке ездишь. Допустим, вот поездил на каком-нибудь отечественном нашем российском Жигули, а потом сел куда-нибудь в Тойотку и кайфуешь. Лёх, Вот. у тебя какая скорость? У меня 620. Я маленько 20. убавлю. Может, да, прибери, вот 550 где-нибудь. Причем мне ж тебя догнать надо. Пока. Так, до места назначения 38 километров. Да, скорость маленько убрал. 560. Высота 1600. Да я тебя вижу. Ты справа, слева от меня? Сейчас подхожу, буду справа. А, справа, ну все. Вернее, так, я сначала вижу твою копоть, потом уже тебя вижу. Копоть. Это играл в этот... Да ты играл стопудово. Need for Speed Underground. Раньше-то там это азот это использовали-то. Это азот. Для ускорения, чтобы быстрее добрать. Так, что, 27 километров, долетаем до места уже. Сейчас я посмотрю ориентиры.
Так, это вроде города, где... Ты там опять на полном газу летишь? Нет. Подожди. Почему на полном? 540 скорость стоит. Не нагоняю. А вот догоняю. Так, что тогда Да ты подожди переключаемся? пока искать. Мы до первого ППМа еще не долетели. Ну, это Долетим я... до Да первого. я так смотрю. Долетим Просто до первого, вспоминаю поворот налево. ориентиры вчерашние. Да блин, здесь место А? такое, оно какое-то теневое, что ли. Или А, просто подожди ты, облачность. подожди. Долетим до ППМа. Повернем на второй. И на втором прямо будет Я полигон. тебя вижу в зеркале, ты у меня справа. Ну мы вот проходим с тобой между двумя этими городами уже. Видишь, слева и справа города у нас. Надо не на города сейчас основываться. Нам нужно выйти на правильный курс. Чтобы выйти, у нас есть первый ППМ. После первого ППМа нужно повернуть на второй. Второй это как раз таки полигон. Выйдем на второй, будем смотреть на полигон. А уже дальше ориентиры это чтобы не тыркаться этими ППМами. Так, я беру вправо немного. Надо кнопку Вот, связи сейчас- на другую кнопку сделать, потому что я не Сейчас достаю. вышли на второй ППМ и по сути смотрим прямо на полигон. Да, я вижу. Че, мы сейчас будем прям искать уже цели? Ну, можно сейчас, нужно сейчас. Я скину бомбочки. Я, короче, по второй линии скину бомбы. Я подвешена к МГУ. Что, блядь, опять ни хрена не наблюдаю, я даже в шквал здесь. Не, по третьей, походу. Работаю. Так, ладно, я, короче, на разведку сначала, потом на заход. Хрена не вижу. Блять, почему я у Иркута ничего не вижу здесь постоянно? Я не знаю, какие-то у него интересные тут цели. Ой, Надо блядь. к ним глаз набить еще. Где они, блядь, вообще? Я тут. А, вон горит что-то. Это ты отработал, да, уже? Да, это я уже бомбы скинул. Правда, что-то они как-то очень странно скинулись. Ну вот, все, я вижу цели. Чисто нары. Чисто нарами пострелять. А ты что, не брал эти управляемые ракеты? Что ли? Да не. Не хочу. Так, ладно, я пошел на второй заход и сейчас пройду опять через города. Или здесь вообще пофиг? Ну ты же не на зачет летаешь. Ну, Так во-первых, что, да. как хочешь. А во-вторых, по сути, строй маневр так, чтобы ты вышел на свой боевой курс. То есть неважно каким разворотом, просто построй его так, чтобы в конце выйти боевым курсом. Потому что когда ты заходишь одним и тем же курсом на цель,
тебе легче ее найти, потому что ты знаешь, что она именно на этом курсе. То есть тут не просто так, что потому что надо именно вот, а это тебе же по сути удобство. То есть ты знаешь, что у тебя на этом курсе находится цель, тебе легче ее найти. Я вот, кстати, так и не смог найти у Тэшки этот индикацию ЛТЦ. Она вообще есть, нет? Справа Какая нету ее индикация? там? Ну, справа я не вижу ничего похожего. На стенке на боковой нету? Мгм. На правой. Где-то она там была. Ой, что я потерялся. А, вот оно. Отвлекло. Пуск разрешен. — 409 3 цели поразил. И еще рекомендую тебе, когда ты проходишь, ну, оно, конечно, хорошо, но лучше самому отстреливать ЛТЦ, потому что та периодичность, которая тут выставлена, она маловата. То есть, не, ну, какая-нибудь стрела, может, и уйдет, вот Стингер уже тяжелее. Поэтому лучше самому отстреливать, как бы, с такой периодичностью просто считаешь раз, два, три, раз, два, три. Вот так отстреливаешь и нормально. Ну, это так. Да, у меня, видишь, я как бы и сам-то тоже могу отстреливать, но если я занят, допустим, рысканием цели, и мне надо найти, ну, пехоту тоже, мне некогда заниматься отстреливанием, я могу просто прозевать этот момент. Вот. А так, да, конечно, вручную самый оптимальный вариант, ну, это да. Все зависит от ситуации, видишь, как это работает. В тылу, да, если в тыл залетаешь, там ПВО много, то лучше, конечно, самому. Ты где вообще? Я полигон пролетел. На боевом? Вправо ухожу. Я захожу сейчас на цели. Шины горят, а самолеты целые, блядь.
409 две цели поразил. Первый группой входим в круг. Посадка по одному. 301 следуйте к третьему. 301 принял. Давайте еще раз связь проверим. 301 группа, проверка связи. Отлично. 409 слышно. Пуск разрешен. Вот, примерно так надо нарами работать. То есть, чтобы не было большого разброса, а в конкретную точку бахнул и Ну я по шквалу работал. готово. Я же шквалом сейчас работаю. Ну ты же все равно это делал маневром самолета. Ну да, Это же но не- я не- же... Это же не в туры. Шквал использую. Я в этом самолете, когда использую нары, я использую шквал, он хорошо мне помогает. Уже точно. Ну, допустим, смотри, здесь они у тебя стоят, а там вот где я выполняю боевые вылеты, там у меня цели еще движутся. То есть там шквалом еще контроль движения идет цели. Движущаяся цель не легче обнаружить, чем стоящую. Ну, Она, если в поле пыль создает, это, она- это в поле. А если вот, допустим, она контрастна относительно дороги. здесь вот дороги идут, и вдоль них деревья. И вот еще попробуй. А, это сложно, да, это сложно. Ну, тут У нас чисто- была одна из первых миссий в сюжете. Нужно было за одиночным УАЗиком гоняться с пушкой. Ну, у тебя пушка только и все. И одиночный УАЗик. И он едет, и там вдоль дороги деревья насажены. И гора еще с одной стороны. Видишь, шквал у него свои сложности. Допустим, вот у тебя здесь облачно. Я сейчас не смогу за облако забить. Сколько у тебя облачность, высота облачности? Сегодня довольно высокая она была. 2500 или 2000? Ну, вот, короче, 1800, 2000 где-то. 2000 где-то. 2000 уже уязвим для ПВО. Даже ПЗРК меня достанет. Поэтому уже не смогу работать на высоте. Вот. Остается только надежда работать на дальности. А на дальности не всегда все видишь. Вот и все. Погоду, как правило, мы не выбираем. Ну это да. То есть вот этот самолет, у него именно шквал же, он не будет через облака видеть. Так что у него свои фокусы. Ну, если был бы инфракрасный режим какой-нибудь, тогда, в общем-то, мог. Раньше этот Меркурий использовали как инфракрасное видение, а потом его поменяли, что он чисто ПМВ. О, нихера себе. Уничтожил, ебать. Что-то я не туда ориентируюсь. Так, попробуй теперь без еще шквала же у него- поработать нарами. 301. А по отдельности заходите? Верно. А что случилось? У нас возможен случай лага. Из-за этого посадка небезопасная вдвоем. Отряд бомжей. Пуск разрешен. Мы взлететь не смогли из-за
Пуск разрешен. Пары на третьем, распуск, посадка по одному. Второму распуск. 301 выполняйте третий. 167 принял. Король, Богдан, Мимо. Пуск разрешен. Первую ракету. Ту ракету смазал, блин. Что за сервер? Иркут наш сервер здесь у ребят. Сань, ты тут? Так точно. Расскажи, человек, что это за сервер. Так, человек, Сессионный сервер, то есть он запускается по требованию игроков. Он не находится 24/7. Мы здесь выполняем различные учебно-боевые задачи и периодически летаем боевые задания. А я почему-то не вижу этого сообщения на Ютубе. На Ютубе не вижу этого сообщения, которое ты огласил. А это в другом, это в Твиче пишут люди. А, у тебя еще Twitch. Конечно, у меня еще ВК и Ютуб. Бля, вот они цели. Сейчас на Twitch Знаешь, зайдем. что за херня, я понял. Твои цели, они не дымят, вот в чем прикол. Вот, ориентир всегда дым. Уничтожаешь технику, она дымит, следующую технику потом бьешь. Хорошо, а как на Авиадарсе? Смотрел Авиадарс? Какой Дарс? В реальности. Авиадарс у нас проводились военные игры в России. Не интересовался военными играми? Не, ну Был смотри, танковый вот мы беглотный, же был готовимся Авиадарс. к бою, готовимся к войне, допустим. Там что, они тоже быстро тушатся цели, если ты колонну бьешь?
по Как всему. ориентироваться? Вот смотри, ориентиры по дыму всегда идут. Шквал, он помогает по дыму ориентироваться. 167 прошел дальний, шасси выпущено Тяжело с быть тебе посадкой. легко в бою. 167-му ветер вправо боковой 2 метра. Крышки Посадку разрешаю. Хорошо, когда... Посадку разрешили 167. Видишь, Грачун, когда летишь, ты близко подлетаешь. А на Су-25Т нужно расстояние. Это расстояние, тут как раз вот эти ориентиры. Дымы, дома. Не знаю, что там. Ты ошибаешься. На Тэшке и на обычном Граче на одинаковом расстоянии работаешь. На одинаково. Ну, не знаю, по шквалу можно одинаково. ближе работать намного. Ты не пустишь ракету с дальше. дальности... Ты не пустишь ракету с дальности 10 километров. Сейчас увидишь, Но не, пущу. но не пульнешь. Да. А если пульнешь, то она не долетит или на излете Долетит. упадет. Больше 20 километров здесь ракету можно пускать. Даже на 25 километров здесь можно ракету запускать. Х-29. Характеристики вихря не позволят. Да не вихрь. Я ж А тебе я про говорю. вихрь. Ну не, ну сейчас-то вихрь-то что, тебе Ты вообще работаешь с говорю? вихрем сейчас. Ну сейчас В текущих условиях, в которых ты находишься в данный момент, сию секунду, ты работаешь в таких же дистанциях, как и на обычном Граче. Вихрь-то это я тебе не вихрь сейчас, я вообще тебе говорю, при чем тут вихрь? Ну вообще-то я понимаю, я так говорю про текущие условия. То, что у тебя Мгм. сейчас в полете. Все, что ты сейчас сделал в этом полете, все то примерно так же делается на обычном Граче. Просто количество ракет меньше управляемых. Че, все что ли? Нет, не все. Понятно. Потери. Тогда нары. На Канары. Болицман. Это без ориентиров, конечно, сложно. Тут, когда ни дыма, ничего нету. Поначалу вроде нормально. Я-то думал, они гореть будут. Они не горят нифига. Что это за пластмасски, блядь? Не знаю, я вот когда на Су-25Т летал, вот на боевые вылеты здесь, я когда начинал технику уничтожать, то по первому дыму я уже ловил ориентиры и начал бить другую технику. Вот и все. Ну а здесь у тебя курс и точка указывает на место мишеней. Ты на указатель курса не смотришь и на стрелку. Она тебе расстояние показывает, точное Не, ну я направление. же... Не, ну это, блин, подожди, а визуально как же? Мы же не будем только по визуально у приборам тебя- ориентироваться в ясную Визуально пол- у тебя там полоска в поле и уголочек поля. Ясно. Специально там расположены мишени, Ладно. чтобы можно было с дальности 10 километров найти поле мишенное. Ты ж сначала по этим стрелкам выйдешь прямо. То есть ты будешь лететь прямо на полигон, а потом уже ищи визуально. Смотри, у тебя вопрос. Человек пишет, налет какой у вас? Что у вас за сообщество? У нас есть разный налет. Есть в целом, сколько мы играем в подобные игры, а есть налет в летных книжках, которые мы ведем по ролеплею. У нас типа ролеплей сообщества. Я Какой вот, налет? я второй день только вот с ними. Так что они-то давно уже летают у них. Тут целая Налет проблема. разный. На меня не смотри, я тут вот только второй день летаю. У меня налетов еще не долетов. Так что... Че, когда мы... Что там, ребята выполнили задание, нет? Да, они сели. 167 полос освободил. 167 посадка в 57 минут. 1, 2. 301 посадка. 301 посадка 58 минут. Да, сейчас знаешь, сколько этих сообществ уже. Я просто Иркута знаю. Ну, уже не первый день. А так, что по этим сообществам? В декабре месяце нашему сообществу исполняется 15 лет. Мгм. А как ты в Твиче именуешься? Также Патриот Сергей.
Что-то не получилось. Мне уже давно Twitch. Надо ссылку тебе дать, да и все. Я с Ютуба скопировал просто название и в поиск вбил, и не получилось. Увижу технику еще. Ну-ка. По сути, я сказал, что самый главный ориентир это боевой курс. Приступаем на стояночную жду готовности второго. ВК кинулся. А чё скинул? Пуск Ты разрешен. чего? А я зашел уже. Пуск разрешен. Блин, дальномер не дает из пушки стрелять, да? Пуск разрешен. Такой он. Угу. А, вот Иркут в Твиче. А тебя разве не было у меня в Твиче, что ли, все это время? Не было. Может, Твич давно создал. Ну, видишь, я потом паузу делал, не стримил там. Я, видишь, свой Twitch забросил. У меня же там был канал. 301 пара подключения. 301, огласите оценку. 5. Отлично. Все ошибки в пилотировании могли возникать только из-за нестабильности работы устройства. Отряд бомжей. Так точно. У тебя осталось 2 полета до официальных полетов на полигон. Чего осталось? 2 полета. 2 полета надо сделать до официальных полетов на полигон. Ты имеешь в виду 2 полета просто полетать или что-то сделать основное? У нас всегда что-то надо делать. Сейчас можно возвращаться нам назад, да? Пуск разрешен. Пушка 0 показывает. А чё 0? Почему? Ну, кончилось, наверное. Нет, я даже и не пользуюсь. Значит, ты... Я ее, значит, не заряжал, ты ее в 0 убирал, наверное, да, на базе? Ну да.
У меня те, кто летают на обычное задание, они без оружия совсем, и даже без ЛТЦ обычно. Мгм. Это же борт у тебя под полеты по курсу боевой подготовки сержанта Морозова. Да, он не заправленный был. Попробуй на этом самолете отработать уход в расчетную точку. Куда? В расчетную точку уход. Помнишь, как мы заходили петелькой? Тебе же на нем легче ориентироваться. Ну, Ты должен выйти на аэродром и взять 20 градусов от обратно-посадочного курса. У тебя сейчас посадочный курс и обратно-посадочный обозначены на навигационно-плановом приборе. Широкой белой стрелкой. да, я вижу, вон тут. Вот, тебе надо будет взять правее этой стрелки на 20 градусов. А пока что выходить на аэродром на высоте 1200 метров. По барометрическому высотомеру, не по радио. У тебя ИЛС показывает радио высоту. Тебе надо смотреть именно на барометрический высотомер внизу. Мгм. Пока что лети на тонкую стрелку. А как только достигнешь аэродрома, иди 20 градусов правее обратно-посадочного курса. То есть курсом 240. А пока что лети на тонкую желтую стрелку. Она правее показывает. А, ты имеешь в виду на этом? Все. Да-да-да. Видишь, опять джойстик что-то начал колбасить. То вообще четко все было. Опять. У него калибровка сбивается. Почему-то. Почему мне постоянно вправо показывают? Не знаю, тебе надо лететь на тонкую желтую стрелку. Вот я на нее лечу по верхнему прибору, да? Почему по верхнему-то? По навигационно-плановому прибору, где А, указан ну. курс. Я потому лечу. Это река Кубань. М? Река Кубань пролетаешь. А знаешь, очень интересно в вашем городе на посадку заходить в Новосибирск, в Толмачево. Очень интересный заход там. Так Согласно она, схем. считаю, в городских условиях же. Там надо пролететь от маяка Матвеевского маяка, пролететь над рекой Обь и в нужный момент довернуть на посадочный курс. При этом снижаться, выпускать шасси, механизацию, в общем, все это не проморгать. И лететь ровно над рекой Обь. При этом это может быть в тумане, в облачности, то есть по приборам ориентироваться, по стрелкам. Осталось 1500 килограмм. Я часто в Новосибирск летал. Мгм. Периодически летаю в симуляторе. Ну, у нас это вот такая узловая точка.
Периодически на ремонт у вас самолеты ставим. Там компания S7 Техник. Обслуживание производит. Так, у меня получается до места 27 километров. До посадочной. А ты- Это уже аэродром выстроен у меня. А ты по работе ездишь в город Алтайск? Ну, сейчас нет, а вообще мы ездим, да. Я не Вообще езжу. маршруты есть. Ты ни разу не был, да? В Алтай ездил. В Горный Алтайск. А, подожди, ездил я, да. Это я сейчас не езжу. Ездил, да. Барнаул. Но это все Алтайский край. Ну. Ну, я по Барнаулу тут летом через весь город на фуре проехал, как дурак. Мне очень сильно повезло, что я на камеры не попался. Прям по центральной улице Барнаула. Прикинь, Мгм. на Большой Грузии. Но хорошо ночью. У нас здесь, ну, в себе тоже камер много. Мне надо было на объездную эти, а я как дурак, короче, через город ломанулся. А здесь вертолетная площадка, вертолетчики здесь десант подбирали. У меня-то во время трекера, когда включен, работает приближение на мышке. Кстати, колесом мыши тоже. Так, 15 километров посады до аэродрома показывает. Чуть-чуть правее доверни. Правее немножко доверни. Вот тогда вот этот прибор сбивается сейчас, по которому я летел. Ну, достаточно. Просто сама стрелка показывает на торец полосы, а тебе прямо над центром аэродрома надо пролететь. По-хорошему. Чё, блядь, танцевать опять начинает. Я, кстати, калибровку Windows через Windows сделал, все нормально было. Так, вон у меня вижу аэродром. Да. Доверни на аэродром. Тебе надо прямо над ним пролететь. Начинай гашение скорости. А, так у меня Не высота снижайся, большая. не снижайся, не снижайся. Мы с отворотом в расчетную точку делаем. Мгм. На маяке 1200 доклад идет над аэродромом. Как на маяке 1200? Да. А уже 1000, да? 409 на маяке, высота 1000. 409 в расчетную 600. Все, уходи в расчетную точку. Курс 240. Со снижением до 600 метров. Можно там даже посмотреть. Я, кстати, раньше Да? даже там не обращал внимания. Так, вот 240. У тебя обратно посадочная 220. 220 плюс 20 градусов и 240. И снижаешься 600 метров по барометрическому высотомеру. И уходишь на дальность 16. Когда достигнешь 16 километров, твой доклад 409 в расчетный 600. Подожди, в каком? В расчетном? В расчетной. Расчетная точка начала разворота.
Ох. Вот где можно чай пить, да? Так, приближаюсь. «409» в расчетном 600. 550. 409-му влево заход. Есть такое понятие, как квитанция. Это подтверждение. Крен 30 градусов должен быть. Иначе ты повернешь раньше Ну, положенного. понял. Тем более скорость у тебя меньше 450. Квитанция — это твое подтверждение услышанного. А, ну типа принял, да? Понял. Да. То есть Ну, я могу высота начать чуть ли не матом орать. 409-й, квитанция! А, чё? Кого? А? Некоторые не знают, что такое квитанция. Квитанция — это ответ на подтверждение. Высота 600. Угу. Сейчас снижаться У тебя будет. 1600. Обороты убери в малый газ. Щитки выпускай. У тебя очень большая высота. Угу. Включи навигационный режим посадки. Что он показывает? Курс глиссада захвачено. Тебе показывает, иди влево-вниз. Влево-вниз. Ты можешь верить директорным стрелкам и директорному кольцу. Твой доклад 409 на посадочном. 800. 409 на посадочном 600. 409-му продолжайте заход. Идете выше. Вижу полосу. 409-му режим. Вижу полосу. Очень высоко идешь. Да, понял. Над дальним приводом надо сделать доклад о выпуске шасси механизации. Блять, мне надо кнопку переделывать, я не дотягиваюсь левой рукой. А да. вот домик дальнего привода в прицеле виден. Выпустить шасси. Выпустить шасси. Выпустить Так, что там докладывать надо? Дальние 200, шасси выпущенных, с посадки готов. Дальний 409, дальний 200, шасси выпущены, к посадке готов. 409 ветер справа, боковой 2 метра, посадку разрешаю. Квитанция. Сейчас разобьюсь. Принял 409. Высота большая, ну да, блядь, мне, видишь, неудобно отвечать на эти переговоры. Кнопка настроена на мышке. Сейчас пролечу полосу. А, занесло, блядь. Вау! Рон-дон-дон. Ну, Рон-дон-дон. да, есть такое. Опа. Оп. Посмотри, а чё в самолете напротив белой кнопки написано? Внутри Кого? самолета, вот видишь белая кнопка на штурвале? Что там написано? Что там написано? Сброс цели? Сброс цели, да, там написано? Угу. На белой кнопке на ручке. Угу. А на руде? На руде, по-моему, кнопка радио здесь. Посмотри на рычаг управления двигателями.
Видишь, я не могу садиться по этим образцам. Вот ты заметил, как я сажусь? Я по своему сажусь, у меня получается. Как начинаю садиться вот по вот этим... Ну, ты на 125-м сел, нормально, хорошо сел. Ну, я имею в виду, как начинаешь посадку по вот этим образцам, она не получается почему-то. Как хочешь сесть сам, у тебя все получается. Не знаю, у меня вот так как-то работает это. Сколько ты заметил? Ну, грач, у него скорость, видишь, он хорошо скорость регулирует. Этот сейчас все. Сейчас, наверное, не стронимся. Ну-ка, давай. Нет, давай. О, нифига себе. Ништяк вообще. Блокировку моста включил и погнали. О, все работает. Я думал, ему все, звезда, блин. Я, главное, с управлением смог справиться. Я что, удивлен опять. Дрифтанул так немного, да? Блять. На нем только дрифтовать. Там колеса, наверное, звездец, да? Ну да. Да, все, наверное, нет смысла рулить. Посмотри, что написано на белых кнопочках на рычаге управления двигателями. Или ты ограничен в обзоре в самолете? А как я посмотрю? Ну просто посмотри, взгляд направь на руды. Ты можешь влево посмотреть? Влево тебе надо посмотреть? Или Ну куда? на рычаге управления двигателями в кабине самолета. Подожди, вот. Или тебя трекир ограничивают. А можешь увидеть, что написано напротив белых кнопок? Что там? Клен, ПЗ, тормозные щитки. Короче, обычно там на руде кнопка радио расположена. Именно на нее ты в жизни нажимаешь, чтобы связываться по рации. Ну вот она слева, мне надо вот слева. Она, то есть ты в руке держишь рычаг управления двигателями и нажимаешь кнопочку на нем. Либо на ручке управления, она находится там, где курок, в районе курка. На орудии самая ближняя кнопка радио. То есть я по то, что в реальности это сделано эргономично. И мы дома у себя в квартирах стремимся по мере возможности тоже подобие создать. Надо управление здесь менять. Бля, на какую кнопку ее сделать, я вообще не знаю. Что она мне неудобно нажимается. Контроль, да, ты говорил? Блин, Это чё? про что? Про рацию? Да. У меня на ручке, а Discord у меня на мышке. Вот у меня Discord разговаривает то, что у тебя на мышке на СРС-ку, на рацию. Что за 50? Так вот сейчас сделаем. По-другому сделаю. На левый альт, по-моему, не используется нигде. Слышно? Слышно, да. Он в сочетаниях с чем-то может использоваться. Ну смотри. Главное, чтобы тебе удобно было. Ну чё, какие действия? А как ты хочешь? Хочешь, я могу ночную миссию запустить? Да я уже все, наверное, отдыхать надо, что уже. Или отдыхать? Отдохнуть надо уже Так что сегодня. ты меня спрашиваешь, а это я тебя спрашиваю. Что-то уже сам скоро летать начну. Как это в рекламе раньше-то. Ты опять листал во сне? Да? Летаешь, значит, звание скоро будет у тебя у Иркута на сервере. Но если ты все, я тогда, наверное, полет по КПП выполню. Да, делай ты. делайте уже свои дела, а то и так у вас уже тут... Че, у нас сейчас сержант Волошин получил допуск к боевому применению Ми-24. Отлично. Хотя, слушай, подожди, какой я все? Нет, я не все. Я сейчас отдохну и выполню миссию какую-нибудь свою. Ага, Вот. А вы тогда свои дела поделайте. хорошо. Все, спасибо вам. Пойду я полетаю в свое что-нибудь. Надо попрактиковаться, а то я забуду, как это делать. А то у нас с тобой пока только пилотирование же везде. Вот, на Две полигоне. миссии по пилотированию у тебя. Одна ночью, вторая в облачности. Ну вот, надо маленько отдохнуть. Ну ладно, все тогда. Давайте, спасибо вам за все про все. Что с Я тобой на слушаю. связи? Все, хороших вам там полетов. На стримы заходите, если что, я еще постримлю. Так, а сколько времени стримлю уже? Ого, нифига, 6 часов. Ну ничего, еще часок, наверное, полетаем. Все, на связи. Ага. Давай. Так.
У нас дело есть одно незаконченное. Утомляют вот эти, конечно, полеты. Блин, я-то все-таки хочу... Так, не вот это, вот эту миссию мы выполняли. Устаешь, когда начинаешь сильно концентрироваться на этой игре. Прям вот строго там по этим ППМ летать, строго на посадку там по этим заходить. Конечно, уже устаешь. Не знаю, в жизни-то еще, наверное, хуже. Так, значит, миссию мы эту играли уже. Звук хотел включить, нету его здесь, да? Ладно, там времени нету объяснять, потому что там надо быстро все делать. Я запускал уже ее. Сложная миссия, потому что там стингеры. Декабрь, чеченская компания, враг стягивает подкрепление, готовится к наступлению на город, который удержится нашей армией. Сегодня наша авиационная группа получила новую задачу поддержать войска в указанном районе. Вот, декабрь, 24 декабря, 99 год. Вылетаем на Белореченск. Там у нас наше подразделение. Враг наступает, получается, с востока. Белореченск надо держать. Вот, в зоне, значит, работают у нас силы ПВО вражеских. Ну, то есть надо как-то так отработать, поддержать наших и при этом уцелеть еще. То есть здесь нельзя респауниться в этой миссии. Если самолет будет потерян, все, миссия провалена. Че, попробуем. Так, работаю парно. Тоже МиГ-29С. Да, серьезных ПВО там нету. Есть только ПЗРК. Ну, ПЗРК для них тоже серьезные. Поэтому на раз не приходится. Так, что у нас получается? Температура -2, нижняя граница 2500 облачность, то есть выше 2500 типа должны быть облака. Не знаю, ну. Турбулентность 0,7, 1 метр в секунду. Ветер. Разведка, все, что у нас нам на карте видно, остальное все не показано. 2 БМПшки, зенитки, зушки есть, тут пехотинцы. Блин, можно, конечно, Машку за ляжку можно. Ладно, поехали. Как в армии, да? Можно Машку за ляжку, у нас разрешите. Вообще хотел перерыв сделать. 5 минут хотя бы. Но нет. Надо выполнить полет, а то я не успокоюсь, если я его сегодня не попробую. Так, самолет запущен. ППМ-2. А, музыка есть. Понял, работаем. Так, значит, выходим на ППМ-1, взлетаем. В общем, делаем взлет, потом разворот, идем на ППМ-1, потом ППМ-2. Из ППМ-2 атакуем цели. Уходим на ППМ-3 и 4 и вот так по кругу летаем. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Только надо больше брать расстояние, потому что ПЗРК отработает по нам. Вот.
Музыку перебил, видать. Ладно. Понял. Пойду джойстик калибровать. Опять эти пляски начнутся. То, что он так дергается, это нехорошо, это калибровка спадает. Раньше она реже так делала, сейчас чаще. Там, по-моему, еще хуже стал. Блять, что с тобой? А, ну тут эти штуки, ползунки, короче. Вот эти ползунки идут, я не знаю, видно их на камеру, нет? И они могут с места съезжать. Ну, скорее всего, они с места съезжают, и получается хрень. Ладно. Поэтому надо будет, если тема это заинтересовала, тогда надо будет потом джойстик взять. Не знаю какой. Ну какой-то. Еще раз. Вот видите, сейчас джойстик беру, и штурвал не двигается. В самолете. Калибровка сбивается. Все, ладно, пора вылетать. Разрешаю руление на полосу 2-3. Взлет запрещаю. 1-0-0. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7-4-8. Запятая 6-7. Ну что, взлет готов. Вперед. Блин, птичек не убрал. Сейчас опять в двигатель залезет, сучка. В этой миссии надо птичек было убрать тоже. Так что если я сейчас взорвусь, это нормально. Это птичка. Ну здесь, если на полосе. Отказ гидросистемы. Иди в жопу. Сейчас я покажу, в чем дело. Вот. Птицы. 0%.
То есть у каждой миссии надо выключать птиц. Иначе будет такой геморрой. На 210-220 уже, как правило, у тебя загорается правый двигатель, и ты разбиваешься. При том, что эту птицу ты не видишь в этой игре. Классные птицы здесь. Разрешаю руление на полосу 2-3. Единым цветом. Понял, работаем. Взлет запрещаю. 1-0-0. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7-4-8. Запятая 6-7. Ну все, вперед. Делаю разворот сейчас над аэродромом и лечу на ППМ-2. У нас ППМ-1 где? А, ну, сейчас посмотрим. Да, здесь в миссии тоже ППМ есть, все такое, но я как-то особо не запаривался и летал уже так, на визуально.
Набираю высоту. Не знаю, сколько набирать. Ладно, наберу где-то 3500. Нет, 3500 мало, надо 3700 где-то. Так, высота набрана. Сверяюсь с заданием. Так, разведка подсветила цели. Ну, как бы передала информацию, которую мы должны будем атаковать. Это БМП с пехотой 2 штуки. Плюс тут указали еще, где расчеты артиллерии, где стоят зенитные расчеты. Но вот первым делом, конечно, надо будет атаковать вот эти БМП 2 штуки с гранатометчиками. До цели 27 километров. Получается город Белореченск, и между ним, получается, где вот в поле здесь еще 2 поселка. Вот надо сейчас где-то в центре их там ловить. Перерубается на воздух земля. Ракеты «Вихрь». Вижу город. Если это он. Нет, город, вот он, по-моему. Нет, не он, подожди. Так, ладно, навигация что показывает у нас. Тут, да, городов много, тут можно спутать. А, вон, все, вижу город. Так, начинаю искать цель. Блин, если это оно, конечно, еще не факт. Нет, по-моему, опять не оно, блядь. Кинжал на боевом. Работаем. А, нет, нашел цели. Цели обнаружены. Так, примерно их сюда на опережение беру. Они движутся. Захват есть. Так, ЛТЦ. 26 километров. Пуск. Говорят, Виха не попадает на 26 километров. Проверка.
Дерево, сука. Попал, но не поразил. Пуск. Но попадает. Зенитка работает. Пуск. Пехоту отработал, выхожу. Ныряю, сейчас зенитка Стингер будет работать. Две БМП отработаны, пехота отработана. Второму. Атакуй ПВО. Второй. Принял. Второй. Работаю по объектам ПВО. Что делать, не знаю, этот дурачок. Хотел в лес посадить его, что ли? Да, автопилот врубил, думал, сейчас хоть эта рука маленько отдохнет. Ну-ка еще раз. Смотри, он его берет вниз, опускает. Дебил. Ну всегда же нормально летал. Сейчас что началось-то? Скорость большая из-за этого. Бомбы вниз. Так, сейчас пробую атаковать вот этот отряд. Решилку. Все, его Стингер сбил. Пуск где-то отсюда был. Где-то вот лес, значит здесь Стингер где-то. Я на карте увидел. Значит из леса где-то херачит. Понятно все с тобой. Так, сейчас делаю разворот, с майкопа захожу и пробую что. А, он шилку взорвал, что ли? Красавчик. Ну, его сбили. Так, тогда мне надо отряд сейчас этот выбить. Получается, он шилку уничтожил, но его этот ПЗРК сбил. Вот он, аэродром. Так, надо высоту набрать. Вихрь может стрелять больше. Ну, где-то не 26 для него много. С 20-ки он может цели уничтожить. Я уже пробовал. Ну, соответственно, 25-ки, 29-ки они еще дальше могут. 25-ка с 25 километров может отработать, если не будет преград. 29-ка вообще с 30-ки. Особенность 29-ки в том, что можно запустить и... Ну, не вести как вихрь. Вихрь приходится вести чуть не до конца. Режим земля-воздух. Точнее, воздух-земля. Сверяюсь с карты. Так, они уже проходят этот поселок. Там где-то будет дорога. Тягу сбрасываю. Сейчас будем рыскать их.
Ну, где-то здесь они сейчас, скорее всего. Начинаю поиск. Так. Что он делает, блядь? А, он не включился еще, прекрасно. Я думал, он включился. Так, здесь у нас гражданские объекты. Вот она дорога. Вижу контакт. Беру на опережение. Работаю. Дальномер. Все, нужно дальномер вырубить. Даже нет. А что он не показывает-то прицел? Я что-то не могу понять. Глюк какой-то. Ну, что-то глюк какой-то был. Обычно круг появляется, а тут что-то ничего не было, блять. Такая возможность была сейчас пехоту атаковать, какой-то глюк. Он должен был по этот... что-то со шквалом было. Что за хрень-то? Ну вот, пожалуйста, одна атака захлебнулась. Баги вот здесь иногда еще бывают. Вот если бы их бы не было вот здесь, было бы вообще шикарно. Так, ну что, опять захожу с той стороны. Так-то не резон горючку тратить. Блин, такой момент хороший был, их просто нарами накрыть. Смотри, что происходит. Я говорю, у него какой-то глюк, что ли. Или в ПП. Слушай, а может ППМ из-за... Да нет, я что, 100 метров в высоту бы выставил. Какой-то глюк, короче. С этим, с автопилотом. Ладно, буду заново сейчас пробовать. Ну, вот, в чем суть-то. Ну, допустим, ракета, да, ручного наведения. Хоп, захват есть. Мы видим кругляшок? Видим. А почему там-то кругляшок исчез? Я ничего не могу понять. То есть из-за того, что этого кругляшка не было, я потерял контакт. Я, то есть, их уже не видел. Я же их в прицел наметил, в шквале, так сказать. Ну, как мне за ними наблюдать-то? Все. Ладно, иду на второй круг. На второй заход. Так, вот он аэродром. Но я захожу не так. Смотрим, где они. Они дорогу пробежали. Сейчас их в поле искать придется. Я-то их на дороге хотел поймать. Заново придется их искать. Просто лететь наугад пехоту на прицел искать, ну, не вариант. ПЗРК тебя быстро ухайдохает. Так, где-то здесь. Все, вот я произвел захват района пока только. Да, здесь солнце. Мороз и солнце, день чудесный. Так, они пробежали здесь. Теперь их надо искать. Вот я их вижу. Все, я на опережении их поймал. Вот он, я вижу этот круг. Сейчас правее возьму. Вот, сейчас этот круг есть.
Шквалом можно также управлять и корректировать. Вот они идут. Вот здесь на опережение. Сейчас я их буду ловить. Еще можно немного подвести. Чтобы не потерять их из виду. Все, цель поражена. Блять, тут стингер, да ё-моё, я забываю. Сейчас зарядит мне в жопу. Надо влево резко брать. Так, что у меня? ЛТЦ закончились. О, нет, есть еще. Смотри, хвост подбили. Я даже не заметил. Видать, шилка отработала. Или птица покусала. Так, ЛТЦ еще есть, да? Ну все, тогда иду на 4-й заход. Сколько горючки? 2300 хватает. Даже также через Майкоп. Вот пехота. Через Майкоп, значит, безопаснее заходить. Блин, ну времени мало. Надо их ловить быстрее. Значит, через Майкоп не получится, придется через город заходить. Они сейчас в город войдут уже. Так, здесь шквалом, наверное, не получится отработать сейчас. Придется работать самому. К району подходит к дороге, там дорога получается еще. Там еще за ними отряды двигаются. Ну не, ну. Вот он, район выпуклости, вот дорога, где-то здесь, они, значит. Так, ЛТЦ. Трясет, скорость большая.
Один отряд ликвидировал. Блин, только не тебя, дурачка, зачем я тебя включил? Не то нажал. Кстати, когда его включаешь, лучше ничего не делать сразу, потому что он собьет тебе полностью управление. Так, скорость очень большая, это критическая для него. Больше 750 лучше не лететь, развалится. Так, ну что тут осталось? 2 гранатометчика, но их забьют, мне кажется, сейчас. Ничего они не сделают. Так что задачу мы выполнили. Первую волну мы отбили. Теперь надо найти аэродром аварийный, наверное, и либо на базу вернуться. Сколько там? 2000 килограмм. Но у меня боекомплект еще есть. Так-то... Нет, ладно, тогда еще поработаем. Еще пару заходов, наверное, я думаю, смогу сделать. Ладно. Так, работаю вихрем тогда. Что все мигает? Следующие цели. Расчеты, зенитная установка. Тут пехота еще двигается. Так, о, подожди. Так, тут еще отряд. Иду на разворот. Угу. Я думаю, с Майкопа опять зайти. Так, С-8М теперь ракеты. Это Ком-8. Подожди, какой Ком? Да, Ком. Нары, в общем. Нары С-8 Ком. Как-то так они. Все, сбрасываю тягу. Готовлю шквал. Так, стабилизирую самолет. Примерно чуть по дороге дальше. Нет, 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 нет. Надо их найти. Так, вот она дорога. По дороге дальше. Ориентир, блин, солнце. Здесь вот они где-то. Еще раз смотрим. Дорогу еще не перешли. Блять, что-то не могу их увидеть. Активность. Зенитку вижу.
Танк вижу. Блин, засранцев этих не вижу, прикинь. Так, чтобы атаку не захлебнуть, отработаем тогда по танку. Врубаю ЛТЦ. Километров пуст. Как танк будет уничтожен, сразу рывок вправо. Потому что слева стингер может быть. Танк поджиг. Все, ухожу. Например, вырубаю. Что такое? Какой РП, блин? ЛТЦ закончились у меня, да? Да, у меня ЛТЦ пусто все. Надо заряжать, без них и сложно. Близко к городу, опасно. В общем, я один остался в воздухе, никого нету. Ну, имеется в виду, нас было двое, самолет сбили, второй. Вот. Надо как-то вот этих ребят поймать. Так, ориентир, получается, дым. Ну да. По дыму. Там танк я сжег. Блин, без ЛТЦ сейчас в зону влетать, это жопа будет. Ведь очень риски большие. Так, дым вижу. Вывожу шквал в район дыма. Скорость убираю. Так, ребята где-то скорее всего. Ну-ка. Я опять их не вижу. Все, я на возвращаюсь. Да, я понял, надо возвращаться.
высоту круга. Сократ, сотый. Разрешите посадку. Вижу аэродром слева, на него сделал запрос. Сейчас на него буду приземляться. Буду выполнять перезарядку и дальше работать. Так, ну чё? Отряд уничтожен. Что пилот туда аж катапультировался, короче, он еще сейчас в плен попадет. Ну, если так по сути. Не там он катапультировался. Там 9,7 сзади меня выставился на аэродром. По прибору тоже можно глянуть. Все, я на разворот. На 13 километров от аэродрома. Высота 1000. Так, запускаю закрылки и воздушный тормоз. Скорость большая. Доворачиваю рулю. Выпустить шасси. Выпустить шасси. Подожди, не торопись ты со своими шасси. Выпустить шасси. Ладно. Выпустить шасси. Тормоза воздушные убираю. Тяги маленько добавляю. Высота маленькая. Все, тягу убираю вновь. Выравниваю самолет потихоньку. Заруливайте на стоянку. Угу. Все, посадка выполнена. Сейчас надо самолет зарядить и снова в бой.
Мгм. Так, пока буду заряжаться, надо будет сейчас осмотреться, на карте свериться, какие цели еще. Ремонт. Командир, нет возможности. Начиналось, блядь. Ремонт. Командир, Да. нет возможности. Че, дебил? Что за аэродром такой? Ремонт. Принял. Еще один баг. Здесь багов в этой в игре, кстати. Ну, игра не новая, понятное дело. Глючит иногда. Так, ну чё, вроде в наступление никто не идет. Пока силы наши все в полном ну, я имею в виду, никто не потерян, пока все нормально. Значит, будем добивать тыл. Так, зенит, расчет. Грузовики, снабжение. Надо будет все ликвидировать. ЗСУ-57, Т-72. Тоже это все мои цели. Так, вот раз расчет, два расчет. Зенитки надо будет ликвидировать. Короче, все, что подсвечивается, если я это все уничтожаю и справляюсь, все волны нападения отбиваю. Но пока я уже не, пока я ничего не вижу, я, по-моему, все уже отбил. Осталось теперь нанести удар по противнику, добить остатки. Все, миссия будет выполнена. Так, ну, надо не забывать. Здесь где-то ПЗРК. Пуск был отсюда во второй самолет. И, как я помню, в предыдущий раз меня где-то сбивали здесь еще. Стингер где-то. И вихрями можно было еще работать и работать. Нары ушли по назначению. То есть я каждый залп накрывал пехоту. Ладно, ждем. Сейчас надо будет выполнить ремонт, потом надо будет перезарядиться. Чего с камерой? Сейчас. А, во. У меня дневной был режим просто. Все, самолет восстановлен. Теперь перезарядка
Чего? Чему забрось? Так, перезарядка заправка. Полетали уже на нем, хватит. Простой сухарик, мы на нем уже полетали. Никто его не забрасывал, на нем выполняем всякие задачи, так сказать, в аэроклубе. Заряжай. Заправка по плану. Перезарядка по плану. Прием. Придет время, сделаем миссию на него. На 25-ку. Здесь нет, здесь не вариант работать грачом. Только если бомбардировкой заниматься, и то собьют. Обычный грач здесь не вывезет программу. Это надо ПЗРК все устранять, стингеры убирать. Я этим-то рискую. Приходится близко подлетать. А тот так вообще там даже управляемыми ракетами не отработаешь. Тебе уже в кабину прилетит. Там ПВО много. Зенитки, шилки. ПЗРК, блин. Чё, будет заряжать, нет? Нет. А чё сложно-то? Я отлетал же. Я его посадил. Все, задание выполнено. Сейчас я вообще хотел стрим завершить, я просто вспомнил, у нас здесь незаконченное дело осталось. Надо Чечню добить. Чем мозги мне кабасируют? Не будешь перезаряжать сегодня, нет? Это у них там все по плану. Угу. Попробую на дальность сыграть. Командир, борт заправлен. Да? Все заряжает уже. Уже заряжается, чувствую, самолет качает. Топливо сливает. Да у меня у самого не было. Командир, оружие подвешено. Я же уже прилетел сюда без него. Так, ну чё, самолет готов. Запускаю двигатели. Закрылки сразу в взлет. Левый. Так что Су-25 в теме грач. Я его не бросал ни в коем случае. Да хоть я и психовал вчера. Будем осваивать. Не, летать-то на нем можно. Вот надо привыкнуть к управляемым ракетам, наведению по прицелу этому, блин. Так, что-нибудь изменилось у нас на поле боя.
Тут вот эти остались бойцы, надо их добить. Ориентир Зушка, газ через дорогу. Так, значит, какие ориентиры перед тем, как взлететь? Взлетаю, потом разворачиваюсь, пролетаю через аэродром, либо делаю крюк и захожу, получается, по центру аэродрома и начинаю уже наблюдение. Ну, здесь вот идет дорога такая извилистая, тут поселок такой в степи, он частные дома, дачи, я не знаю, что это такое. Короче, там видно его хорошо. Вот, и вот вдоль по дороге надо смотреть. Здесь вот идет такой поворот закругленный, и вот зенитка, значит, есть. И через дорогу у нас стрелки. Надо будет их сейчас атаковать. Вот, по возможности также справа сразу можно нанести удары. Ну, я если работаю вихрем, то нет, скорее всего, придется на заходы ходить. 25-ки надо было зарядить. Ну-ка, сейчас попробуем. Так, если 25-ки заряжу, значит смогу отработать на дальняк и потом вихрем уже подлететь, добить. Могу ли я 25-ки зарядить? Ну да. Так, вместо наров. Заправка по плану. Перезарядка по плану. 29-ки не хочу ставить, они тяжелые. Потом, если их запускать, то лучше 2 по 2 целям, а так будешь потом летать кверх ногами. Просто когда одну запускаешь, у тебя одна остается, у тебя самолет начинает кренить жестко. Они тяжелые ракеты. О, та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Дискотека начинается. Когда вот такая дискотека, это значит... Командир, оружие подвешено. Это значит плохо все. Короче, я понял, почему это сбивается. Когда джойстик прилепляю, фиксирую, все нормально. Стоит только что-то пошевелить или сбить его. Сейчас эта херня маленько пропала. А у меня еще снизу калибруется кнопками. Эти кнопки, они ползунки, они, блин, такие на соплях, они болтаются, как эти, блядь. Я раньше, помню, даже скотчем их залеплял, чтобы они не ездили. Так, какой еще вариант сейчас надо будет? Калибровку, наверное, сделать опять. Ну он откалиброван. Не надо делать калибровку. Значит, проблема в этих кнопках, которые снизу. У меня есть маленькая идея. Надо, короче, его разобрать и убрать эти кнопки нафиг вообще отсюда. Я просто не вижу смысла их использовать. Они только, наоборот, джойстик сбивают. Мне кажется, если их убрать, то он будет вообще нормально работать.
Так, ну чё, самолет Все, самолет готов, запуск. Значит, цель у нас на ППМ-4 получается, если так. ППМ-4 это вот и есть сама поддержка. Чтобы в пространстве не теряться. Да, место здесь такое, города, много городов здесь, иногда можешь заблудиться. Здесь он получается и Гайгинская рядом, потом вот этот Ханское, поселки, города, села, блин, и оно вот вроде сдалека смотришь. Ну, город он вроде больше, кажется, издалека смотришь, они как будто, блядь, наравне. Ближе подлетаешь, уже видишь, ну это город, это какое-то село. Как-то так, ладно. Сократ, разрешаю руление на полосу 4. 1-0-0. Взлет запрещаю. 1-0-0. Сократ, взлет по готовности. Отход по схеме на 300 по давлению. 735,02. А чё? Блядь. Чё? Поехали. Так, как и планировалось, иду влево, делаю крюк через аэродром, ну и все. Да, я знаю, что он сам по себе тяжелый, еще когда на него что-то вешаешь, он вообще как корова. Сейчас пульнем эти ракеты по назначению. Режим земля-воздух.
Готовлю шквал. Ну, я вывожу себе на возле вот этих между резками. Не сильно высоко, не сильно низко. Чтобы мне проще было делать захват. Все, вот он ориентир, этот поселок. За поселком цель где-то зафиксировал. Начинаю работать наблюдением. В наблюдении. Так, ищем дорогу. Не эта дорога. Вот она дорога. Вижу грузовик. Зенитку пока не наблюдаю. Пехоту вижу. Мне нужна зенитка. Зенитка показалась. Есть захват. Ограничитель снимает. Дальномер. Блять, вот есть вот такая вот особенность. Так, ну это мой опять косяк дают. Забывай, что резко здесь. Это вот я говорю, это не грач уже, на котором можно. И все. Здесь захват тоже. Хотя нет, если там дальномером работаешь, там такая же хрень. Поэтому... Все равно расстояние мало, надо больше брать. Слишком близко. По идее, с такого расстояния можно и вихрем работать. Не вижу смысла 25 тогда использовать, если я на таком расстоянии буду их использовать. Мне надо на дальнике сейчас работать. То есть я сейчас отлетаю. Так, получается от 4 ППМ-ки. Давай километров 60, наверное. Надеюсь, хватит запаса. Да нет, 60 это много, наверное. Ладно, сейчас на глаз примерно определю, как лучше будет. Там деревья еще мешают, блин, зушку не видать. Я на нее еле-еле вышел. Пока я выходил, и все, у меня приближение сильное было. Ну, по шквалу. Сейчас попробую с другого маленького направления. Чуть-чуть подальше. Не с центра аэродрома, а где-то там подальше оттуда зайти. В зону боевых действий. Оттуда попробую нацелиться. Эти вихри тоже есть. Можно было вихри использовать. Да ладно. Тут еще вот надо, что надо учитывать разворот. Пока будешь разворачиваться, уже потеряешь направление, так сказать. Так, цели у меня здесь где-то. Делаю захват.
Солнышко. Счастье-то какое. Вообще ни хера не видать. Так. Понял. Предельный Да, угол атаки. тихо-тихо. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Так, солнце, получается, светит у нас оттуда. Че, придется заходить с тыла тогда? Засвечивает. Блин, направление классное, конечно. Но солнце мешает здесь. Значит, ориентиры в этот раз, если я захожу с тыла, я сейчас буду так заходить, здесь будет поселок, можно будет тогда сначала отработать по технике. Так, где город? Че, опять не туда зашел? Да что такое? Подожди. Да нет, вроде туда. Блядь. Попробую с другого направления. Когда с других направлений идешь, ориентиры другие вообще уже становятся.
открываются другие места. Так, ну вон он город, который мы обороняем, вроде бы. Подожди, точно он? Нет, бля, нифига себе. Я думаю, что я путаюсь? Я говорю, вот она, вот эта херня сейчас начинает. Геогинская меня сбивает. Ё-моё, я думаю, что такое? Я думаю, что-то не то. Тихо, тихо. Даже Геогинская, а где мой-то город? А, вон она же где. Все, я сейчас выхожу на цель. Я понял. Вот она моя цель. Оп. Вот здесь надо искать цели мои. Так, где-то был танк. Смотрю на карту. Возле здания где-то. Нашел. Зафиксировал. Пятьдесят километров показывает. Сорок 47. Дальномер пока убрал. Дальномер в обои. ЛТЦ. Пуск. Цель поражена. Маневрирую влево. Иду на второй заход. Так, сейчас надо будет зенитку ликвидировать. Тот же самый круг. Здание. Был танк, сейчас здесь здание, зенитка, только с левой стороны здания, с левой стороны зенитки. Ориентиры. Потом от зенитки будем работать уже на стационарке, уничтожить. Высоту набираем.
Я понял теперь, почему у меня джойстик сбивается. Надо его сейчас разобрать и снять эти кнопки. Я не знаю, зачем они сделаны, эти кнопки. Потому что они только сбивают калибровку. Надо их убирать. Снизу под джойстиком есть кнопки. У меня на канале есть видеоролик в записях. Как я восстановил там Рус, по-моему. Вот, я его разбирал и показывал там эти кнопки. Я их на место потом, поставил, все. Лучше бы их убрал, а этот ползунок бы поставил для тяги. Так, все, сейчас буду выходить на исходную, разворачиваться. Угу, вижу цель. Точнее, вижу район. Режим воздух, земля. Шквал, ракеты 25-ки. Готовлюсь к фиксации района в шквале. Район зафиксирован. Теперь надо будет сейчас обнаружить цель. Тягу маленько уберем. Вот оно, это здание. Цель вижу. Цель зафиксировал. Дальномер рано врубил опять. Можно выключить пока. Дальномер лучше использовать, конечно, когда в движении техника. А если техника не в движении, то можно его использовать уже ближе к ней. Ближе к пуску, короче. ПР горит, потому что я снял ограничитель. Можно, кстати, поработать с ним. Давай берем его и посмотрим. Включаем дальномер. Посмотрим, когда он нам сам скажет пуск. Заодно будем знать, на сколько километров. Все, 36 может уже пусть делать. Пошла. 36 километров. ЛТЦ. Цель поражена. Все, основные цели все ликвидированы. Отлично. Можно на базу возвращаться. Кинжал на связи. Противник уничтожен. Возвращаюсь. Короче, наступление выбили. Сейчас еще в тылу поработал, технику выбил. Танки и ЗСУ, все. Могу дополнительно отработать. Так, машину вот эти сейчас. Первым делом попробую уничтожить зенитки. Вот, либо можем вернуться на базу и все. Наша задача выполнена. Дальше уже не моя работа. Его работу я выполнил. Потому что риски, если по мне сейчас прилетит ПЗРК, то это все.
Все, что было сделано, все было зря. Если бы их бы там не было, вообще было бы пофиг. Я бы там кайфовал бы, летал. Но я не могу там кайфовать. Кто эту миссию смотрел, как она играется, те знают. Да я уже задание сделал. Основное. Ну, по идее, можно уже на базу возвращаться. Уже сделал задание. Так, сейчас я не знаю. Посмотрим. Бахнуть, не бахнуть. Вот в чем вопрос. Вы уже тоже там все поделали, все задания свои? Надо уже идти отдыхать. Тогда точно надо идти отдыхать. Я забыл, у меня тут музыка же. Ты когда задание выполняешь? Ну ладно, зайдем еще, отработаем. Что, горючка-то есть, конечно. 2 с чем-то. 2300. Зенитка поймана в цели. Ограничитель снимаю. Делаю пуск. Цель поражена. Работаю по второй цели. Грузовая машина снабжения. Пуск. После поражения влево маневрирую. Ухожу.
Все, один расчет уничтожен. Ты чё? По полетику слетали, ну все, ништяк. Я добиваю остатки, все, я уже здание сделал. В этом районе где-то расчет ПЗРК. Вот если я его обнаружу, вообще будет классно. Так, скорость большая, можем разбиться нафиг. 700. Вот 700 для него это много уже. 720 он еще терпит, там уже все начинает разваливать. У него с двигателем проблема начинается потом. Отказ двигателя идет. Так, ориентир, значит. Опять этот поселок. Даже поселком не назову, не знаю, что это. Деревушка какая-то. Справа дорога идет. Там зенитка. Ладно, пробуем. Еще зайду сейчас на заход и все, наверное, и домой. О, нам этот поселок. Туда надо смотреть квадр. Его видно, и за ним город идет большой. Вот надо на него сейчас выйти. На боевую. На него выхожу, от него уже буду ориентиры ловить дальше. Так, скорость нельзя терять, 360, мало. Все, район зафиксировал. Начинаю поиски остальных целей. Вот она, эта дорога. Ее даже дорогу не назовешь. Что это, блядь? Вот она, дорога. Я, короче, здесь все решил. Зенитка обнаружена. Так, помимо зенитки наблюдаю еще. Что-нибудь есть? Пока ничего не вижу. Ладно, работаем по зенитке. ЛТЦ. Тягу в 0. Пуск. Скорость большая. Держим, чтобы не выше 70. Ой, 700, чтобы не было много. Больше 700, блядь. Давай, грузовик. 1, 2. Пуск. Влево придется уходить сейчас. Все, еще расчет уничтожен. Сука. Ну вот я так и думал, блядь. Вот где это, падла?
Да она сидит и долбит с этой стороны. Так. Окей. Двигатель. Отказ систем РЭП. Отказ гидросистемы. Отказ СПО. Сократ, Отказ систем РЭП. 1-0-0. Сократ, следуйте курсом 1-8-3. Удаление 2-3. Давление 7-3-4,9-8. Посадочный 0-4. Занимайте высоту круга. Некогда мне заниматься плясками. Где аэродром? 1-0-0. Работайте с посадкой. Под Стингер опять залетел. Нет, это игла была. Стингер меня бы уже выбил. Гидросистема. А, все, пипец. Короче, гидрач выбила мне опять эта хрень. Самолет не управляется. Тут как не попадание, так гидрач. А, ну, что такое гидрач? Че, все мертво, да? Ну да. Так, сразу можно заниматься вот этим. Шасси у меня уже не работают. Все остальное даже не буду пробовать. Либо меня куда-нибудь закинет. Так, блядь, неправильно маленькая. Рановато. Те. Ну-ка, что-нибудь. Нет, блядь, и здесь мертвое все. Ну-ка, сбалансирую его. Сейчас попробуем над ним. Так, тягу 100. Над ним пролететься, там развернуться и зайти. Рано развернулся. Тут надо учитывать, что торможения у меня не будет нормального. И приземляться я сейчас буду на пузико. Ну, если выверну еще. Начинается веселуха. Говорил, надо было на базу лететь. Еще ладно, автопилот что-то может чуть-чуть его как-то выровнять. Я тоже все, я его еле-еле. В общем, гидравлика полностью отказала. Тормозов нету, шасси не работают. Благо двигатель еще пашет. Слушай, а по-моему их даже два пашет. Но я один заглушил, который разделю. Буду на одном садиться. Так. Это не видать, это надо нос наклонять, да? Ладно.
Сейчас надо будет высоту скидывать. Нет, скорость нельзя сейчас пока скидывать. Скорость нужна мне. Попробуем развернуться. Чтобы его не завалило. Точнее, чтобы его не опрокинуло. Вижу полосу. Тягу в ноль убираю. Буду пикировать. Ну, кстати, я еще не довернул. Надо будет сейчас еще доворачивать. Но будем рулем пользоваться. Педалями, точнее. Так, стабилизирую пилотом. Чуть-чуть еще доворачиваю. Блять, нет. Тихо-тихо-тихо. Все, он уже заваливаться начинает. Тягу. Высота большая. Надо снижаться. Все, он меня не слушается, самолет. Вот его слушается, меня нет. Блять, подскажи, как вот он тебя слушается? Как вот ты так делаешь? Подскажи. Нет, у меня уже отклонение, пипец. Я не могу его закренить. Давай, давай, давай. Я не могу выйти на полосу нормально, блядь. Вот это вот единственная проблема. Когда у тебя с гидрачом проблема. Сильно он мне выбил его, пиздюк. Пойдем на другой заход. Надо выйти. Высоту надо будет сейчас снижать. Большая высота. Так. Что, у него все плохо? Левый двигатель выбит у меня получается. Хотя он не горел. Я боюсь, что просто если я сейчас снижусь, то вот этот балбесик, автопилот, он его уронит. Но на высоте его как-то держит. Но стоит сейчас мне уйти ниже, он будет его ронять. А я так тем более я не смогу его сейчас вывернуть. Еще этот придурок, как всегда, эта калибровка сбилась. Горючки. 1500.
Скорость потеряли. Миссия выполнена, по идее. Просто самолет не сохранили, блядь. А это условие миссии. Скорость большая. 1:00. Сократ, проверьте выпуск шасси. Конечно, они там есть, я видел. 2 метра в секунду. Да стопудово. 4. Стопудово они там есть, я их видел. Бля, скорость большая. Нет. Бесполезно, сука. Уходим. 1:00. Посадку запрещаю. Уходите на второй круг. Серьезно? Я думал, я уже сел. Все, он сейчас не вывезет программу. Хотя, нет, там гаш работает еще. Давай, двигатель, вывези. Стопудово высота нужна развернуться, что ли. Сука, буду до последнего летать, пока топливо не закончится. Вообще насрать. Я хочу... Надо миссию сделать. Блин. Я его вывернул, но пока я там его разворачивал, из-за этого уже к полосе близко подлетел и все. Блять, опять высоту набирает и все. Да то что такое? Это джойстик мозги компрессирует. Крен там на меня тянет. О, опять закренило. Выравнивайся.
Так, где полоса? Вон. Блять. Че, была, не была. Больше вариантов нет у меня. Либо сейчас, либо никогда. Электрику вырубаю. Сократ, сотый. Отмена взлета. Ремонт. Прием. Давай быстрее, блять, я горю. Принял. Ну, если сейчас взорвусь, все, ничего уже не поделаешь. Надежда только либо на температуру, что сейчас потушит и как-то, я не знаю, либо ремонт успею сделать, не знаю. Вариантов больше нет. Электрику заглушил, двигатели заглушил, все. Я не знаю, что тут система эта дебильная. Вот. Другой бы пилот сейчас выбежал бы, блять, уже с огнетушителем поливал бы этот. Сидит. Зато тепло, пацану. Ладно, согласен. В симуляторе же не придумали это тушить с огнетушителем. Кстати, это моя вторая посадка уже такая. Кто стримы видел. Вот, Иркут, что тебе тренировать надо. Тогда у тебя летчики асы будут. Шасси ему бери, пускай на пузо сядут. Кайфанете. Все, я жив. Сейчас ремонтируюсь и пока-пока. Не пойду я больше туда. Не хочу. Пошли в жопу эти расчеты. Хотя, блин, если б не мои час ночи, я бы эту тварь бы нашел бы сейчас где-нибудь. Так куда же ты там пуляешь? Слушай, давай просто наблюдение проведем. Не буду влетать, я просто сейчас с Геогинской вот эту дорогу осмотрю всю. Просто интересно, откуда эти гады стреляют.
Надо отомстить. Ну, близко не под... Если я их увижу. Если я их не увижу, все, я отклоняюсь вправо и на базу. Влетать в зону я не буду. Так, что, опять у тебя все позбивалось? Как обычно говорят, если сильно хочешь, то можешь ты что-то и получишь. Вот, пожалуйста. Я просто сильно хочу иногда вот уцелеть на этом самолете. В воздухе не всегда получается идеально пролететься. Пусть когда где-нибудь, сука, прилетит. Но вот когда есть возможность, допустим, ты еще не сбит, можешь сесть как-то, ну, он у тебя летит же, двигатель работает. Вот если грача так ранят, то он все, там катапультирование. У него автопилота нет, и он не выровняется ни хера. Он колом вниз упадет, и все. А у этого есть балансировка. Ну что? Мы готовы. Так, что там, горючки? Сейчас заправимся. Так, перезарядка и заправка. Я даже ракет на вас не пожалею. Заправка по плану. Прием. Так, ну сейчас надо развернуть самолет так, чтобы вырулить на вот эту полосу и сделать круг вот туда. Буду взлетать вот в эту сторону, как раз куда я смотрю. Потом делаю крюк и выхожу на исходную, откуда я работал с той позиции. И пробую найти этих гадов. Надо их стопудово найти, они мне надоели. Так, пускай пока зарядится.
Борт заправлен. Есть. Так, что тогда, давай перезарядка, во. И все, и начинаем добивать и на базу. Так сказать, финальный фейерверк. Солдатиков этих еще найди мне. Оружие подвешено. Засранцы где-то сидят. Хорошо, отлично. Все, запускаемся. Вот они, 29-очки. Ракеты, которые пустил и забыл. И стреляют они далеко. Цель поражает прям. Здесь они цель поражают. А в армии нет. А в армии они как нары, блять, по мощности. Бред, конечно. Нет, а они почему-то косые там. В игре Arma 3 они косые. 29Х29. А что у меня с левым двигателем? Я его не запустил. А, видать, кнопки не те нажал. Ну, значит, справа налево запускаешь. Угу. А чё? Придется немного поездить сейчас, так сказать, порулить. Упражнение, как в автошколе на автодроме. Найдите место для разворота. Сейчас надо будет по полосе, полоса для руления там надо будет пройти. Так, выставляюсь на маршрут ППМ-4. Блять. А вот, все нормально. 16 километров отсюда. Можно по-другому сделать. Аэродром все равно никто не использует. И симулятора третьего лица.
Я-то думаю, что я не разбиваюсь-то ни при взлете, ни при посадке. Птиц отключил же я. Невидимых. Восемь часов уже трансляция идет, офигеть. Но она сегодня продуктивная, результативная, я бы сказал. Все полеты провели с пользой. И все задачи, тут сейчас осталось вот эту добить, и все задачи будут выполнены. Вообще все. Все, что были сегодня запланированы. И вообще даже те, которые не получались у меня именно в этой миссии. Так. Скорость смотрю по приборам, потому что там отсвечивает. 200 с копейками. Да, ракеты дают вес, но я вихрь же себе не вешал. Поэтому самолет не такой тяжелый. Если бы у меня висели бы вихри, тогда самолет тяжелый был бы. Я же, получается, только нары взял и 29-ки, все. Я сейчас разворачиваюсь. Мне надо зайти, получается... Вот я вот так вот крюк сейчас сделаю. Так, чтобы у меня было еще запас расстояния, чтобы провести разведку и попробовать вычислить позиции расчета ПЗРК. Визуально, кстати. Не по пуску, а визуально. Подожди. Сейчас еще лес один осмотрим. Оттуда пуск же был тогда по второму самолету. Точно. Как же я такое мог забыть? Так.
До места 30 километров позади меня. Так, не оно, не оно. Этот, по-моему, лес. Или не он, блин. Сейчас посмотрим. Ладно. Ухожу вправо. Нет, это не он. Вон мои цели там. Я не туда вообще смотрел. Опять перепутал, да? Ну да. Сука, задолбала, блядь. Я с этой геоганской постоянно путаю. Я думаю, что-то не то опять. Ладно. Что изначально задумал, значит делаю. Я хотел тот лес прошарить, где пуск был по второму самолету. Это было уже несколько посадок назад. О, наши цели мои там, вон их. Вон район, вот там сейчас надо будет вести. Вот тот лес я хотел осмотреть. Поселок, вон, где на уровне крыла дальше. Вот. Ну, ладно. Сейчас будем смотреть. Можно отсюда в лес заглянуть. Слева, который тоже... Так, скорость маленько надо сбросить. Немного добавить опять. Вот это место надо будет сейчас осмотреть. Что-то наблюдаю. Какие-то 3 объекта. Что это? Так это позиция артиллерии. Вот они, по-моему, ребята, которые пуски делают. Пацаны, ну вас наказать пора. Мне надоели. Так. Оп. Че начудил? Автопилот, ты что творишь, блядь? Он что, качается? Такой момент был хороший. Где я их захватил, блядь? Давай, мне еще надо их захватить. Вечно, блядь, эта машина подведет. Интеллектуальную. Я так хорошо их увидел. А сейчас так хорошо их просрал.
Ну да, уже не вариант. Отмена. В общем, там был расчет артиллерии, которую разведка не видит. Ну, типа, артиллерия охраняла расчет ПЗРК. Понятное дело, артиллерию я не буду бить. Там уже пускай свои разберутся. Мне надо ПЗРК раздолбать. Ну, короче, в задачах у меня нет арту. Я поддержал за оборону, как бы помог. Все, задача выполнена свою. Это я уже так дополнительно сейчас хочу отомстить просто за нашу бед. Сейчас опять круг буду давать. Так, где-то я их обнаружил здесь вот. Кнопку не ту нажал, я хотел шквалом приблизиться, еще раз посмотреть, и нажал кнопку выключения шквала, и все, он захват пропал. Мне уже просто надо завершать полет, я все, блядь. Сейчас я говорю, вот тут этих, наверное, ударю, и все, я полечу на базу, все, хватит. Все, готовлюсь к атаке. Точнее, не к атаке, к наблюдению сначала. Так, тягу сбрасываем. Что это? Вот он расчет, все. По-моему, они, да? Да, расчет. Я теперь конкретно расчет ПЗРК обнаружил. Ну что, ребятки, поиграем. Смотрим, 29-ка сколько даст расстояние. Сейчас 71 километр до цели. В общем, я ракетой попытаюсь поразить троих сразу. — 55 километров до цели. Убираю скорость в 0, врубаю ЛТЦ. Тягу в 0, точно. 45 километров допускаю. Километров 10 допускаю, я так думаю. С 30-ки уже даст разрешение. Короче, на.
Нет, не идет, прикинь. А чё он так мало? Ё-моё. Я-то думал, он летает хорошо. Все, игла поражена. Ухожу. Один минус, блядь, ну это пипец. Одна ракета в молоко ушла. Это вообще нифига не нормально. Я думал, они далеко лупят, ни хрена, блядь. У 25-ки дальше стреляет. Какая-то херня. С второй ракеты только попал. Так, минус игла. По мне стреляла не игла. По мне стреляли, скорее всего, этот стингер. Что, давай проведем наблюдение. Теперь вот здесь тогда сейчас круг дадим. Работать буду тогда нарами. Но надо отработать так, чтобы тебе в кабину не прилетело, блядь. Это да, это задача будет. Я же полечу лоб в лоб к стингеру. Район я вижу уже отсюда, но чтобы мне привычнее было рыскать цели, я зайду с того же направления. Потому что когда заходишь с других направлений, ориентиры уже другие, и ты начинаешь путаться. Если уж начали разведку с одного направления, значит будем с нее и выполнять. Все, веду наблюдение. Так, вот он этот район, где мы уничтожали технику. От него смотрим, проверяем все дороги. Что это за тип стоит? Это дерево, понятно. Кто-то обнаружил.
Смотрю. Оно, не оно. Но другого не вижу. Что вот это, блядь? Все, с выходом на базу, короче. Атакую вот эту цель и ухожу на базу. Возвращаться уже не буду. ЛТЦ. Я вижу еще какие-то цели здесь. Так сказать, по пути. Скорость большая. Опасно. Игла поражена. Не знаю, что это. Оно, видать, уничтожено уже было. Так, все, ухожу. Еще один расчет иглы поразил. Так, теперь... Опасно, бля. Уже самолет можно развалить с такой маневренностью. Короче, 2 расчета иглы я ликвидировал. Возвращаюсь на базу. Так, Краснодар, Пашковский. Краснодар, 100-й, возврат. 1-0-0. Краснодар. Следуйте курсом 3-0-7. Удаление 4-5. Давление 7-4-8,6-1. Посадочное 2-3. Занимайте высоту круга. Все, задание сделал. Можно отдыхать. Надо приземлиться единственное. Так что не зря мы сегодня с Иркутом потренировались. Держать самолет тоже тренировка была не лишняя. Стрелять это хорошо, но надо еще держать на нем равновесие. Потому что работаешь на разных высотах. Есть совсем низкие, как вот я бывало сегодня пролетал. Есть высокие, где в облаках не заблудиться бы. Так что нормально, насыщенный день был сегодня. До аэродрома 33 километра.
ручками ты будешь держать, когда у тебя джойстик будет? Вот у тебя он есть, ты держишь. Ты же сам понимаешь, в чем проблема. Что ты пишешь? Зачем ты мне про ручки пишешь? Ну, можно-то понятно, и с этой. Я-то джойстиком управляю. Я оцениваю вот то, что у меня сейчас, так и подстраиваю управление под это. А то, что можно, я разве что-то говорил, что нельзя. Можно. Слушай, ну ты же военный летчик. Какой... А, ну нет, это не в тему будет. Что за слово можно? Тогда уж надо разрешено говорить. Обычно в армии говорят, но у нас не можно разрешить, а у тебя разрешено с клавиатуры, надо так писать. Сейчас бы приземлиться бы еще, да я уже все... Нет, джойстик уже все на сегодня. Устал. Видишь, что происходит? Он, видишь, он... А без него летать неинтересно. Тогда ты вообще не будешь ощущать, что это за самолет такой будет. Работайте с посадкой. Я не умею, помогите. Как это делать? Подскажите. Ну ладно, я просто стесняюсь. Автопилот, работай с посадкой. Солнце, блин, вышло из-за туч. Все пилоты собрались в кучу. Краснодар. Проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 062. Скорость 2. Скорость разогнал сильно, блять. Из-за солнца. Ну, как бы можно было и на прибор посмотреть. О, нет, скорость большая, что прикалываюсь. Так, давай на второй круг пошли. Блять, дебильное солнце, потухни. Как оно меня бесит здесь. То шквал засвечивает. Испортило мне посадку. Ладно, сейчас против солнца пойду. 1-0-0. Посадку запрещаю. Уходите на второй круг. Смотри, клавиатура. Это должен опять настраивать, но надо все перенастраивать, все управление. Я здесь перенастраивал, сейчас опять говорят с этим. Да и... Значит, джойстик потом взять нормально. Не хочу на клавиатуре летать. Не, Иркут, завтра, наверное, полетов у нас не будет. Не знаю, посмотрим. Хотя, не знаю, посмотрим. Да блин, ну какой стрим уже подряд? И что, мне не так поймут. Скажут, ты что мне тут нам ДКС устроил? Надо нам это отдыхать иногда. Надо будет посмотреть, арма работает с ним.
Я вообще завтра работать должен. Уже так получается, что послезавтра. Роликами надо заняться. Завтра ролик выйдет на канале про работу новый. Так что, кто смотрит, ждайте. Блять, опять высота большая. Скорость большая, высота большая. Короче, все, это время 1:30 ночи, это полная хрень. Я сейчас его не посажу, блядь. И у меня как ночью я все не спать хочется. Давай, надеюсь, сброшу немного. Хотя бы до 300. Спаси. Да, нормально. Вроде не нормально, все нормально. Вроде не нормально, но нормально. Можно разбиваться, все. Заруливайте на стоянку. Угу. Посмотрим, Иркут, завтра как день сложится. Но я тебе напишу, ты же на связи, что? А, в смысле, я понял, о чем ты имеешь в виду. А я не знаю, я вот тоже что-то думал и не додумал. Надо было реально вот так сделать. Вот, и солнце бы не мешало. Я понял, о чем ты имеешь в виду. О, нормально же? Угу. Это знаешь, как в Counter-Strike вот прикол говорят, тебя флешки слепят, так ты глазки... Что за говно летит, блядь? Типа говорят, ты глазки закрой, и все, и флешки не работают. Также здесь солнце светит, очки одела, ништяк. Так, сообщение. Слепой останусь. Я и так 8 часов сижу. Сейчас еще в этих очках так вообще... А что, думаешь, ночью не получится? Какое пренебрежительное отношение к армейской авиации? Ну, вообще-то я не трогаю всю авиацию. Причем тут... Ну, и то, что это самолет мне не нравится, допустим, ну, это же мне, я же не говорю, что он в общем говно. Он для меня говно. Здесь в игре. Причем тут в жизни? В жизни-то я не знаю, какой он. А, что за говно летит? Блин, ну ты чё к словам-то цепляешься? Ну, это же шутка. Это 24-ка, походу, летел. Не надо к словам цепляться. Есть юмор, а есть вот, когда правда. Вот если... Нет, допустим... Ну, нет, для меня здесь нету говна никакого. То есть, да, грач, если даже у меня не получался первоначально, я его говном-то не называл. Во-первых, самолет, как я могу назвать самолет-герой говном, который участвовал, блин, в Афганистане, сейчас он задачи выполняет.
Стоять. Все. Ура! Ура! Медальку-то дадут? Там. Какую-нибудь. Нет, не дали. Кстати, а мне медальку давали. Сегодня какую-то. Сейчас я посмотрю, что там за медалька была. Так, ну что, в итоге 9 ПВО, 26 единиц техники из 33. Кстати, ПВО я все ликвидировал. А, нет, подожди. Ну да. Нет, сука, где-то двое остались еще. Ну, я не увидел вертолет, я в очках был, видишь, в темных. Я просто очки одел, потом не понял, что за говно летит. Так что... Нет, не говно, вертолет не говно. Нормально, в общем, отвесил им дюлей. Да, посмотрим, кто мне запустил гадость. Да, вот он, враг. Мне интересно, где Стингер? Сейчас вот просто посмотрим для интереса. Все равно уже миссию прошли. Я до сих пор его так и не обнаружил. Вот он, этот же Стингер уничтожает кинжал 2. По мне он не попадает. Прикинь, первый пуск. Но потом уже вот он применяет опять. И, по-моему, меня поражает, да? Но не побеждает. Ну, видишь, пытался все по мне бить. А, и здесь еще по мне попал. Не, ну критический урон я почувствовал где-то... А, ну хотя вот, наверное, вот в этот момент я почувствовал попадание. Когда он мне гидравлику выбил. Слушай, ну нарезки с гидравликой у меня уже 2 или 3, да, как я на брюхо приземлялся. Офигеть, у меня уже 2 приземления на брюхо без гидрача на самолете Су-25Т. Вообще без тормозов, без шасси, там все такое. Мне просто хочется посмотреть, как твои ребята выполнят это упражнение. Вот прямо интересно. Вот ты же их там учишь. Мне вот интересно посмотреть, как он сможет так приземлиться на Су-25Т. Проскользить брюхом. Ну, у вас же там звание лейтенант и капитан. Значит, вы должны уметь эти фишки делать. Ой, как хочу посмотреть вот штуки эти. Потому что это важно. Всякое бывало. Не, ну не бывало. А надо вот ты прям сможешь дать им задачу, чтобы они приземлились. А я вот посмотрю, как они смогут. Мне просто интересно, как они владеют. Как они смогут аварийно посадить самолет. Потому что в бою часто приходится прилетать после боя потрепанным. В лучшем случае бывает вообще наполовину он и прилетал. У меня ни гидрача, ни двигателя. Так, ладно. Все. Сохранить миссию. Да? А, нет. МММ-1. Пускай будет 2. Фу, Иркун, ну, блин, тут стараюсь учить. Надо учить вот именно... Вот, я считаю, надо учить во всех обстановках. Чтобы человек мог в аварийных ситуациях уметь. И все. То есть он должен во всех ситуациях быть. А так, что, типа не попадать под удар. Нет, это не вариант. Под удар можно в любое время попасть. Вот именно всему надо, чтобы был пилот обучен. Так что... Да ты хоть как оцени обстановку. Нету непобедимых.
Все равно будет что-то да произойдет когда-нибудь. И твой пилот же... А что делать? Я под удар попала, меня Иркут не учил. Все, я катапультируюсь, пока. Я, конечно, шучу. Ну, я имею в виду, что, ну, это опять же лично мое мнение, как бы. Ну, ладно. Зато я умею для себя уже какие-то моменты. Поле сел, ну вот видишь, хорошо же, когда в поле можно сесть. Только его уже не отремонтируешь. Это не Ил-2 игра. Здесь в поле не прокатит. Видишь, я-то по игровому еще. Я вот, видишь, сел, я специально делал, что я его отремонтирую и продолжу выполнять задание. Вот, а так, да, я бы тоже где-нибудь там попробовал бы в поле сесть. Ну, не знаю. Хорошее поле надо найти еще. Ладно. Нормально себе полетаю. Все, спасибо, Иркут, за полеты. Всем остальным за компанию. Ну, ясно, ясно, понял я тебя. Все у тебя там строго. Ладно. Тебе лучше знать, ты руководишь ребятами. Я просто спросил и все. Ну все тогда. Давайте, всем пока. Увидимся в следующих стримах. Доброй ночи. Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры, а Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Кто летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду